Вселенная Стикс. Чужая. Книга 2. Часть 1. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами Российской Федерации. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Василий Лазарев. Миры Артема Каменистого. Стикс. Чужая. Книга 2. Глава 1. Крепость. Чужая вышла из портала и оглянулась. Позади нее остался разрушенный стаб чистилища, от которого Нолды оставили груды бетона, разбомбив его этой ночью. Все, кто остался в живых, вынуждены были уйти через закрытый до последнего момента 3-й портал. 2 других в момент нападения погасли и не работали, оставив единственный путь для спасения. Выжившие стояли сейчас одной кучкой, не рискуя расходиться по огромному залу, в котором они оказались. Размеры его были грандиозны. На глазок до ближайшей стены метров 300, а люди стояли примерно в центре. Через равные промежутки свод зала поддерживали колонны по 2 метра в поперечнике. Потолок терялся в вышине, а сверху лился приятный для глаз зеленоватый свет. Он хорошо освещал внутреннее пространство, а заодно и успокаивал. Марго и ее люди находились в центре зала, на небольшом возвышении размером с хоккейную площадку. Кроме того портала, через который они вышли, по углам светились еще 4 поменьше. Больше в зале ничего не было. Ни окон, ни дверей, только узкие ребристые ленты на полу, напоминающие гусеницы танка. «Здрасте!» — крикнул во всю глотку Рекс, вынув изо рта неизменную трубку. «Ну чё шумишь? Чё ты?» Михалыч нервно оглядывался по сторонам. «Может, хозяева услышат? Не стоять же нам здесь, как истуканы?» Измученные ночным нападением люди садились на пол. Кто-то уже даже лежал, подложив под голову рюкзаки. Оружие у всех было под рукой. «Нет никого», — констатировал Череп. «Или у них обед, или мы опять попали в... Ну, вы поняли. Тогда нам не остается ничего другого, как обследовать 4 портала по бокам. Запас воды и живчика не бесконечен», — сказала Марго. «А еды?» — поинтересовался Михалыч. «Еды?» — подозрительно глянул на него Рекс. «А ты на что?» «Сдурел, шо ли? Тихо ты! Смотри, как Юрик заинтересовался!» Михалыч моментально покрылся крупными каплями пота. Остальные не сдержались и дружно засмеялись. «Михалыч, ты береги себя, сиди здесь. А мы 4 группами обследуем порталы. 1 — Рекс и Диана, 2 — Череп и Надя, 3 — Немезида и Жнец. В 4 пойду я, Йорик и Квас», — произнесла Марго. «А я, как всегда, на месте», — обиделся Михалыч. «Ты на ответственном посту, а не как всегда. И вообще, ты, может быть, еще пригодишься». Многозначительно пыхнул трубкой Рекс, и все опять заулыбались, кроме разве что самого Михалыча. «Старайтесь никого не убивать, может, нам здесь еще жить придется». Марго махнула Юрику и направилась к ближайшему угловому порталу. «Да, мэм». Жнец подхватил свой печенек. «Мисс». И группа Марго исчезла в портале, окутавшемся голубоватой дымкой. Перемещение прошло практически мгновенно, с едва заметным ускорением и тяжестью в ногах. Через секунду они уже стояли точно в таком же кругу, только этажом выше. Сложилось такое впечатление.
Помещение было круглым, диаметром метров 10. Прямо перед ними разошлись створки полукруглой двери. Квас с пулеметом, тихо ступая, прошел вперед. Йорик, до сих пор молчавший, исчез, телепортируясь вперед. Марго подождала, прислушалась и вышла в широкий зеленый коридор. По центру шла та же гусеница, как и внизу. Только здесь их находилось две, на расстоянии метра друг от друга. Впереди, вдоль стенки, шел Квас. Йорика видно не было. Коридор, прямой как стрела, оканчивался вдалеке широкими проемами. По бокам в стенах угадывались двери, но все они оказались заперты. Марго встала на ленту, и она плавно тронулась вперед. Транспортер! Девушка легко перескочила на другую, и та столь же плавно пошла назад. «Квас, поехали прокатимся до зала. Чудовищ здесь точно нет, иначе они бы напали уже внизу». Марго махнула рукой, указывая на ленту. 200-килограммовый Квас прыгнул на движущуюся полосу, но та даже не прогнулась под его весом. Коридор был абсолютно чист. Если где-то и имелись камеры слежения, то Марго их не заметила. В зале находились 4 широких проема. В один из них въехали они, из 3 других показались остальные группы. Йорик уже был на месте и с интересом оглядывался вокруг. Невероятно! Вот это я понимаю, сервис. Череп с сожалением сошел с ленты. Думаю, что это только начало. В центре зала полукруглой консолью стоял стол под цвет окружающей обстановки. Зеленоватый, как и все вокруг, он был метров 10 длиной. Вдоль стола стояли кресла с высокими спинками и широкими подлокотниками. И больше ничего, кроме одной детали. Точно в центре располагался круглый выступ, не больше сковородки, с углублением для шестипалой руки. Что бы это могло значить? Немезида осторожно подошла к консоли. Вероятно, ключ ко всему здесь. Анализатор отпечатков или ДНК, или еще черт знает чего. Череп рассматривал окружающую обстановку. Подошел к стене и осторожно потрогал ее. 6 пальцев. Как завороженная произнесла Марго. Я где-то читала в прошлой жизни, что наши предки были с 6 пальцами, и поэтому мы унаследовали некоторые величины, кратные 12, а не 10. Час, минута, окружность со своими 360 градусами. И что, так и будем стоять? Марго, ты, как главная, активируй консоль, — предложила Немезида. Они ебашут? — почесал затылок жнец. Не должно. Ты что ругаешься при детях? Не хватало, чтобы он еще и это выучил. Одними глазами Марго показала на Йорика. Тот улыбался во все свои 10-сантиметровые клыки. «Ждец! Банет, банет!» «Уникум! На лету схватывает! Вольно, боец!» — ухмыльнулся Рекс, раскуривая трубку. «Ладно, все равно уже хуже не будет». Марго подошла к консоли, опустила ладонь в выемку для шестипалой руки. «Она теплеет!» — радостно сообщила девушка. Сковородка засветилась все тем же мягким зеленым светом, и сверху раздался приятный женский голос. «Планетарный охранный комплекс приветствует тебя, командир. В данный момент крепость находится на консервации. С момента перемещения прошло 230 лет. Все единицы измерения конвертированы в понятные для вас числа, человек. Меня зовут Ра. Как мне к вам обращаться, командир?» «Марго», — только и смогла вымолвить растерявшаяся девушка. «Принято. Необходимо активировать систему жизнеобеспечения для вас и ваших друзей». «Что для этого надо сделать?» — спросила, посмотрев вверх Марго. Остальные, включая Йорика, слушали, раскрыв рты. «Теперь можно общаться голосом. Руку можно убрать. Ваша ДНК в системе. Вы инициированы как командир крепости с максимальными правами». «Хорошо, тогда давай включай все, что нужно. И это, окна здесь есть?» «Включаю консоль. Все присутствующие в зале включены в первый круг доступа.
Правильно, командир? Да. Не знаю, что это значит, согласилась Марго. Есть какая-то схема крепости? И как вообще ею управлять? Секундочку. Крепость выходит из режима консервации. 10-метровая консоль покрылась зелеными полосами, возникшими на поверхности стола. Они образовывали круги, квадраты и прямоугольники. В одном из них появилась картинка, показывающая коридоры, в другом возникло изображение громадного ангара и нервно вышагивающего Михалыча. На каком-то из столов были видны джунгли с высоты приличного небоскреба. Череп подошел к столу и уселся в кресло. «Банет!» — сплеснул руками кинжалами Йорик. «Спокойно, система дружелюбна к нам». «Да, Череп», — раздался голос Ра. «Откуда ты меня знаешь?» «Крепость в режиме активации обязана защищать своих людей. Поэтому ведется дистанционное сканирование ритмов мозга персонала. Если в боевой ситуации человек не сможет говорить, то его приказы могут восприниматься мною мысленно. В любых других случаях я буду вести себя, как прикажет командир. Давай читать мысли только в бою, в обычной ситуации — голосом». Марго начала осваиваться в роли командира крепости. «Запомни там у себя. Мои заместители — Рекс и Череп. Они имеют высокий приоритет. В общем, слушай их, как меня». «Принято, командир». «Как мы сюда попали?» «Через сеть моих порталов. После того, как комплекс оказался на территории планеты X, где мы сейчас находимся, роботы, следуя моим инструкциям, раскинули сеть порталов для перемещения по поверхности. Конкретно тот портал, через который вы попали в крепость, был переведен в спящий режим и мог активироваться только в экстренном случае для спасения мыслящих существ. Что сейчас и произошло. Как много подобных порталов раскидано по планете? Моих порталов сейчас активировано 53 и 17 на консервации. Срочно все выключить и не включать до моего особого распоряжения. Принято, командир. Порталы погашены. В одном из них находились люди, но, следуя приказу, вывожу изображение. В 10 метрах от консоли возникло изображение с фантастическим разрешением и цветами. На нем из потухшего портала торчали останки человека, пойманного в момент отключения перехода. По всем признакам, это был Мур. На Марго смотрела отрубленная, небритая, грязная морда с черными зубами. Рядом лежал пустой медицинский контейнер. «Чудненько. Не хрен лазать, где не просят», — злорадно ухмыльнулась чужая. «Ого!» Череп разбирался с пиктограммами на столе управления. Нажал значок пирамиды, тут же над столом, заняв добрые 2 метра, возникло голографическое изображение. Крепость имела форму пирамиды и состояла из множества этажей. Первые, самые обширные и, судя по схеме, отводились под мастерские и склады. Выше располагались жилые, вплоть до верхней трети пирамиды. Здесь находился командирский отсек и собраны все органы управления. Названия, примечания, ссылки и вообще все надписи были на русском. Череп поднес палец к верхушке пирамиды. Изображение тотчас увеличилось и показало всех, кто находился в зале управления. Рекс помахал рукой, и человек на схеме сделал то же самое. «Все видно? Классно!» Диана дотронулась до нижнего этажа, похожего на ангар. Увеличившись, голограмма показала технику, стоящую на консервации. «Ра!» «Слушаю, командир. Давай-ка по порядку. Расскажи, как ты здесь оказалась». Крепость Ра состоит из 3 комплексов — большого, среднего и малого. Изначально была построена на 7-й планете звезды Ментака из созвездия пояса Ориона, по вашей классификации. По неустановленной причине сюда переместился небольшой кусок нашей родной планеты вместе с крепостью. Изначально комплекс построен для того, чтобы отражать атаки внешнего противника, иными словами, форпост. Предупреждая ваш вопрос, командир Марго, почему Ра признала вас, могу сообщить, что вы потомки тех, кто построил крепость. В процессе эволюции вы лишились 6-го пальца
и еще нескольких органов, не представляющих ценность на вашей планете. Поэтому мне известны все земные языки, а также письменность. Более простые крепости-муляжи стоят и на вашей родной планете. Атмосфера внутри базы, продукты, вода — все подходит для вашего метаболизма. Комплекс оборудован по классу 3А. Самый высокий класс для глубинных разведчиков. Единственное, чего он не может — трансформироваться в межзвездный транспорт. Подобное требование не было предусмотрено. Комплекс работает автономно, практически без ограничений. Если вы хотите увидеть, что за бортом, достаточно сказать «окно». «Окно», — автоматически повторила Марго, и стены зала со всех 4 сторон беззвучно растворились, уступив место широким проемам. Все, кто находились в зале, тут же прильнули к импровизированным окнам. Снаружи тепло, внизу, метрах в 300, бушевала тропическая растительность. Обзор был великолепен. На западе располагался город, на севере виднелась горная гряда. На юге плескалось море, а на востоке стоял еще один город. Сам кластер с крепостью почти квадратный, от края до края километров 20. Не очень большой. Если пирамиды появились здесь 230 лет назад, то это считается стабильным кластером? Еще каким, Марго, ответил за всех череп. А построили их внешники. Они же наши враги. Не все. Вот, например, есть и друзья. А те, что разбомбили нас, нолды. И, мне кажется, они сильно отстают от технологий наших друзей. Рам, а где весь персонал базы? Что с ним случилось? Диана сидела в кресле, изучая систему управления вооружением крепости. К моменту переноса крепость только что построили. Прибытие персонала ожидалось, а пока, после завершения строительства, комплекс перевели в режим ожидания. Так что вы и есть персонал базы. Ра, как нам спуститься вниз? Жнец наконец успокоился и положил пулемет на пол. Есть 2 варианта, Жнец. Первый — вы можете выйти на поверхность в любом месте крепости, просто пожелав этого устно или мысленно. Второй — вы можете спуститься вниз так, как поднимались. Вам надо зайти на платформу телепорта и сказать, куда хотите попасть. Ангар, мастерские, склады, спальный отсек или просто назвать номер помещения. Телепорт доставит вас именно туда. В комплексе предусмотрены пандусы для съезда техники и грузового транспорта, расположенные здесь, здесь и здесь. Соответствующие выходы подсветились на голограмме. Во всех 3 комплексах вы можете спросить меня, и я вам отвечу. Сколько людей может вместить крепость? Немезиде тоже захотелось поговорить с Ра. 20 тысяч вмещает главный корпус Немезида, средний — 10 и малый — 5. Итого 35 тысяч бойцов-жильцов. Длина стены большого корпуса, в котором мы сейчас находимся, 500 метров. Высота 353 метра. Спасибо, Ра. Я польщена, Немезида. Создатели никогда не говорили мне спасибо. Каким вооружением обладает крепость? Это уже был Рекс. Я пройдусь по основным системам, Рекс, иначе вы пропустите обед. Вкратце, по стандартным стационарным, стандартным мобильным, стандартным личным и специальным личным. В стационарное входят системы дальнего обнаружения и разведки, подавители-постановщики помех, системы маскировки, комплекс гравитационного оружия разной мощности и комплекс лучевого оружия разных мощностей. Крепость не использует устаревшие принципы, основанные на кинетическом воздействии. Также старается не загрязнять окружающую среду атомными выбросами. Комплекс психокинетического оружия. Крепость может вести бой с армией, по вашему исчислению, Рекс. Стандартная мобильная, включая в себя 4 звена летательных аппаратов, по 3 в каждом, которые могут действовать как в беспилотном варианте, так и с человеком за штурвалом. Наземная бронетехника стоит в ангарах 3, 6, 14, 28 и 37. И в набор по классу 3А
входят 2 звена танков по 20 машин в каждом. Бронированные машины для перемещения личного состава в количестве 200 единиц. Каждая машина может взять на борт до 20 десантников. Также передвижные ударные платформы с лучевым и гравитационным оружием в количестве 50 единиц. 10 машин с психокинетическими установками на борту и прочие вспомогательные мобильные комплексы. Средства связи, основанные на иных, отличных от радиоволн принципах. Но перехват ведется машинами слежения на всех частотах. Стандартная личная, включая в себя несколько наборов защиты типа скафандр, тяжелые, легкие и повседневные, оборудованные по высшему классу. Скафандры идут вместе с навесным оборудованием и оружием. Спецификации можно посмотреть непосредственно в местах хранения. Все вооружение основано на тех же принципах, что и стационарное, но, разумеется, меньшей мощности. Оружие представлено в автоматическом, полуавтоматическом и снайперском вариантах. Специальное личное, включая в себя скафандр для операций повышенной сложности в агрессивной среде. Защита увеличена, вооружение специальное, повышенной мощности и дальности. Не подразумевает наличие вблизи бойца со спецоборудованием союзников, дабы те не погибли. Вкратце все, Рекс. «Дай-ка я тебя расцелую, Ра!» На полковника было больно смотреть. Он стоял с открытым ртом, слушая Ра. Трубка у него потухла. Марго помнила, что такое случилось только один раз, когда Рекс увидел Скребера-паука. «Маньяк!» — одновременно сказали Марго, Диана и Череп. «Нам теперь Нолды, да? Вам будет по пояс, в общем». «А есть ли в крепости больница или что-то подобное?» — успела вставить Надя. «Хороший вопрос, Надя. Весь вот этот этаж отведен под госпиталь на 1000 коек. На голограмме засветился целый этаж в центре крепости. Есть все необходимое, вплоть до камер регенерации, где можно восстановить человека практически из могилы. Метаболизм у вас с моими создателями одинаков, так что подойдет все. Также там расположены автооперационные, которые могут проводить лечение любого уровня сложности самостоятельно». «А для чего в комплексе 3 пирамиды?» — спросила Диана. «Хороший вопрос, Диана. Главный комплекс выше других и мощнее. В нем преимущественно укрывается персонал в момент нападения, хотя вооружение охватывает весь периметр и все корпуса защищены одинаково. Но так уже сложилось, что в главном начальство и бойцы, в среднем склады и мастерские, а в малом ангары с техникой. Все корпуса соединены между собой подземной трассой, а при устном или мысленном желании боец может телепортироваться в заданную точку в любое время при наличии соответствующего допуска». «Здец!» На сей раз это был Йорик. «Да, Йорик, некогда бывший Юрием. В крепости есть помещение для всех живых видов. Крепость может предоставить условия даже для косаток или дельфинов». «Юрий?» Чужая удивленно посмотрела на Йорика. Тот стеснялся и разглаживал свитер у себя на животе. «Да, Марго, суперэлитный зараженный раньше был человеком. Он попал сюда почти 93 года назад». «И как же нам теперь тебя называть?» Подошла к Йорику Немезида. «Орик! Здец!» «Хорошо, успокойся. Пусть будет Йорик, раз тебе больше нравится. Понятно. Спасибо, Ра, за ответы. Всем, кто будет допущен в крепость в качестве жителя, позволяется общаться с тобой голосом. Они получают допуск в жилые помещения. Позволю себе дополнить, командир. В крепости есть не только жилые, производственные или контрольные помещения. Также есть сектора отдыха, включающие в себя бассейны, спортзалы, всевозможные процедурные и рестораны». «О, я так хоть до смерти готов воевать!» — обрадовался Квас. «Ты у нас впереди танка побежишь, а бассейн тебе еще надо заслужить. Сделаем так, Ра. Разобьем всех бойцов на 3 категории. 3 дает доступ к жилью и секторам отдыха. 2 разрешает допуск в склады, мастерские и ангары. 1 категория
Проход везде, кроме залов управления, в том числе системами вооружения. Все, кто находится сейчас в ангаре, относятся к первой категории. Кроме Михалыча, он в числе командующих. И непосредственно командование — это те, кто здесь, и еще несколько человек, о которых я скажу тебе дополнительно. Жилой сектор для командования расположен на этом этаже. Все комнаты одинаковые, можете выбирать себе любую в 4 коридорах. Приятного отдыха. — Пойду удивлю Михалыча, — сказал Рекс. — Ра, кинь меня в ангар. Рекс исчез и тут же появился на камерах внизу. Пыхнув трубкой, он заложил левую руку за спину, а правой, с зажатой в кулаке трубкой, начал жестикулировать, рассказывая новости. Череп следил за мониторами, на которых остальные люди заметно оживились и стали собираться. Затем Рекс всех построил, и они гуськом втянулись в один из порталов, в тот же миг оказавшись в жилом секторе. «Марго, а не пойти ли нам поесть? Обед уже давно прошел. Ра, что насчет питания? Его надо готовить или есть сухой паек?» Квас хотел есть всегда и везде. Обычно в походах он трескал шоколадки, но его запас остался в чистилище, и он проголодался, что неудивительно для существа таких размеров. «Квас, вас всех ожидают в ресторане. Готовить ничего не надо, все автоматизировано», — как хорошо вышкаленный дворецкий ответила Ра, с некоторой ноткой нравоучения. «Перемести нас в ресторан». Все остальные, во главе с Рексом, уже находились на месте. Ресторан больше походил по размерам на футбольное поле. Круглые столики, рассчитанные на 6 человек, с удобными стульями, были оборудованы встроенными панелями для выбора меню и метровой приемной камерой для блюд, подаваемых автоматически под полом, через толстенные, грибовидные ножки столов. Каждый мог выбрать угощение себе по вкусу, выбрав из почти 300 блюд, причем многие из них человечество еще не знало. Тарелки подавались в приемную камеру в центре стола. Прислуживали им довольно шустрые роботы размером с поднос. Они просто парили на уровне метра над полом, собирая использованную посуду, и убирали по мере необходимости. Все приборы сделаны из золота, тяжелые и солидные. Зал, как уже говорилось, был грандиозен. Единовременно в нем могли разместиться около 2000 человек. Таких залов в главном комплексе имелось 3, и по 2 в остальных 2 пирамидах. Высокие потолки украшали инопланетные пейзажи. Они были настолько интересны, что Квас просидел минут 10, рассматривая их, несмотря на то, что рвался в ресторан в числе первых. Пейзаж плыл, как на экране телевизора. Одна картина сменялась другой, ни разу не повторяясь. Эпические полотна с изображением дальнего космоса завораживали взгляд. Фантастическая детализация давала ощущение, что ты сам летишь сквозь пространство. И весь этот потолок тоже был размером с футбольное поле. В зале звучала приглушенная музыка, явно неземного происхождения, чем-то напоминающая терминвокс. Марго подождала, пока все насытятся. Встала из-за стола с бокалом отличного вина из погребов крепости и постучала золотой вилкой по хрусталю. «Хочу сделать заявление. Не все побывали в рубке управления. Для тех, кто там не был. Мы находимся внутри крепости, представляющей собой пирамиду. Это творение внешников, но не пугайтесь, они дружественны нам. Теперь у нас есть дом и оружие, причем такое, что Нолдам придет конец. Мы пока не знаем, где территориально находимся, но на западе и на востоке видели города. Завтра предпримем вылазку с целью пополнения запасов живчика и вообще на разведку. Всем ехать не обязательно. Михалыч, примешь технику и освоите ее до утра. Ра говорит, там все понятно. Ах да, Ра — это искусственный интеллект крепости. Каждый может ее спросить обо всем, вплоть до того, где лежит туалетная бумага. У меня все. На сегодня приключений хватит. Ра укажет вам места в жилом секторе. За удачное спасение. Глава 2. Падение Вавилона.
Марго нежилась у себя в номере, как она назвала свою резиденцию. Ра немного слукавила, что все комнаты одинаковы. Во всяком случае, ее были больше остальных. Сервис зашкаливал. Куда там Вавилону? Не вставая с постели, заказала завтрак и посмотрела сводку за ночь. На голографическом экране, возникающем в любом месте номера, она видела все, что творится вокруг пирамиды, и даже сведения по закрытым накануне порталам. Сколько тупых муров продолжали по-прежнему ломиться в закрытые ворота. Очень порадовал разговор двух застрявших навсегда бандитов. Без портала им не суждено было выбраться на Большую Землю, так как тот кластер окружала чернота. Кончилось тем, что они застрелили друг друга. Йорик всю ночь просидел под дверью номера Марго. Не сходя с места и не закрывая глаз, напряженно слушал все вокруг. Это она тоже увидела в ночной сводке. После уничтожения чистилища он вообще ни на шаг не отходил от королевы, был ее тенью и телохранителем. С таким провожатым можно пройти пекло насквозь, прогулочным шагом. Далее, пока чистила зубы, пролистнула сводку техники, расконсервированной Михалычем за ночь. Готовы к походу были 8 бронированных транспортных машин, без тяжелого вооружения. На носу и корме у них крепились башни со сдвоенными стволами легких гравидеструкторов. Как объяснила Ра, они испускали невидимый луч, который менял гравитационную составляющую в месте попадания, в результате чего объект подвергался воздействию гравитации сотни раз превышающей земную, после чего он лопается или сплющивается. Все проходит в тишине. Михалыч попросил внести изменения в конструкцию, что и было проделано ремонтными роботами ночью. Теперь гравидеструктор стрелял не невидимым лучом, а красивой синей молнией, приятно плюща все на своем пути. Также добавили звук, потому как бесшумное оружие хорошо в других целях, а на бронированных машинах должно стоять грозное вооружение. Те же изменения решено было внести во все остальные модификации гравитационных систем. Так вот 8 таких машин стояли в ангаре, дожидаясь десанта. Вечером всем, кто дожил до переселения в пирамиду, выдали горошины-коммуникаторы, чтобы не кричать «Ра» во всеуслышание. Теперь у каждого имелся свой канал с искусственным интеллектом крепости. Отныне достаточно было прошептать вопрос, ответ на который приходил в маленькую горошину, расположенную за ухом. Ра, по ее собственным словам, могла поддерживать до 50 тысяч каналов одновременно. Связь основывалась на других принципах и спокойно действовала на поверхности всей планеты, если только между пирамидой и человеком не было черных кластеров и стояли ретрансляторы. Через них чудо-техника внешников тоже не работала. Чужая обрисовала свою особенность Ра, и та помогла ей со скафандром, ни капли не удивившись возможностям девушки. Вылетающие в самый неожиданный момент крылья могли сильно повредить скафандр, да и Марго досталось бы тоже. Внеземные технологии быстро нашли решение, и теперь крылья свободно выходили из лопаток, а скафандр, пропуская их, моментально затягивал бреши наглухо. То же происходило и в обратном порядке. В ресторан Марго пришла одной из последних. Она и в Москве не любила рано вставать и частенько пропускала утренние пары, а здесь и подавно. Выезд был намечен на полдень, но народ никуда не торопился. Йорик при виде множества людей решил, что они в состоянии хотя бы 10 минут присмотреть за Марго, и телепортнулся на кухню, где его ждал отдельный рацион. «Через час выезд, а вы не готовы, все дрочите. Что случилось?» Девушка села за стол, прокручивая меню. «У нас плохие новости», — начал Череп. «Мы только что из зала управления. Пирамида сломалась». «Пирамида в порядке, командир», — раздался уязвленный голос Ра. «Тогда что?» «На западе, куда мы собирались, обнаружился черный кластер. Довольно узкий, но все же. В оптику крепости удалось разглядеть полосу, разделяющую нас и город. Мы не пройдем там». «Даже пешком?»
Сомневаюсь. Чревато, знаешь ли. Даже в чудесных костюмчиках от Ра. Договаривай, Череп. Вижу же, что это не все. Мы запросили в архиве сводку последних нескольких дней. Так вот, на Западе зафиксированы 2 атомных взрыва вчера утром. Как раз, когда в Вавилон должен был прибыть Титан с группой и элитой. Они, скорее всего, не могли так быстро добраться до города. По расчетам, должны были прибыть туда вчера днем, но, возможно, и раньше. Ты хочешь сказать, что взрывы произошли в Вавилоне? Да, по всей видимости. И самое поганое, что мы не можем туда попасть из-за черноты. Погоди-ка. Марго задумалась, даже забыла заказать кофе. Кто-то сделал это за нее, сунув в руки чашку с ароматным напитком. А ты точно уверен, что там Вавилон? Не припомню, что они говорили о пирамидах и черноте. Они никогда дальше города и не проходили, только чистили его в радиусе 5 километров. Сама знаешь, там без стаи делать нечего. У них нолды под носом гнездо свили, а они узнали о них только от нас. Вмешался в разговор Рекс. Там Вавилон. В оптику отчетливо видно характерные небоскребы города. Их рисунок я запомнил, еще когда мы отдыхали у них на курорте. Заверил Череп. Все равно нельзя так просто сидеть. Ра, у тебя есть порталы на западе, в пределах 20-30 километров? Нет, командир. Ближайший в 72 километрах на север и северо-запад от взрыва. Техника через портал не пройдет? Нет, командир. Для нее нужен специальный транспортный портал. У меня нет ни одного. Такой задачи передо мной поставлено не было. Ладно, об этом потом. Ну, предложите хоть что-то. Если и правда взрывы у горца, то там сейчас ад. Ко всему прочему, там Титан завис, и почти вся стая. А ты, чужая, чувствуешь стаю? — спросила Немезида. — Нет. Наверное, должна бы, расстояние не такое большое. По прямой километров 20-25. Но не чувствую. — Чернота, будь она проклята! — покачала головой Диана. — Командир, тревога! Громкий голос Ра раздался под потолком ресторана, так неожиданно, что все вздрогнули. — Не пугай так, что случилось? — спросила Марго, стряхивая кофе, пролитый на повседневный скафандр. Летающий объект кружит над главным корпусом. Идентифицирую как враждебный. Вывожу изображение. Над столом, за которым сидели люди, вспыхнул уже знакомый экран. На нем четко был виден Чиль, круживший над пирамидой. «Отставить, это свои!» — рявкнул Рекс. «Сделай так, чтобы он смог сесть, и нас к нему отправь». «Принято, заместитель Рекс». Вся группа переместилась из ресторана наверх, в зал управления, одна стена которого теперь отсутствовала, а вместо нее на улицу выходил широкий пандус. Теперь я слышу Чиля, и он крайне обеспокоен. Гигантский кондор, размером с быка, описал круг и сел на пандус, на котором уже стояла Марго и остальные. Позади им появился взволнованный Йорик. Марго подошла к Чилю и сняла с его шеи бокс с флешкой внутри. Он сообщил, что это передал Эл. Чиль искал нас почти сутки. «Ноутбук в чистилище сгорел, блядь!» Не смогла сдержаться Диана. «На чем смотреть?» «Командир, вывожу содержимое носителя на экран». Серьезный голос Ра вывел всех из ступора. «О как! Космические технологии, мать их!» — пробормотал Рекс, закуривая. Экран развернулся на добрые 2 метра. Происходящее на нем заставило шевелиться волосы на головах смотревших. Первый взрыв был снят издалека. Произошел он в самой дальней точке, на краю пляжа, ближе к черноте. Наверное, поэтому разрушения от него оказались минимальными. Через несколько секунд после яркой вспышки поднялось грибовидное облако, величественное и смертельное. Затем пришла ударная волна. К месту, где снимал Эл, она подошла уже сильно ослабленной, принеся с собой только ветер и мусор. До взрыва было никак не меньше 30 километров. Бетонные постройки выдержали, только мимо, кувыркаясь, пролетел автомобиль. По всей видимости, это произошло вчера, часов в 11 утра. Второй взрыв случился в центре Вавилона, уничтожив почти весь город. Благодаря тому, что Титан с группой были в резиденции горца,
они уцелели. Административный комплекс находился на краю города, на севере. Взрыв оказался ужасным. За секунду снеся все постройки и пожирая вокруг себя все живое. Легкие 2-3-этажные коттеджи, которыми преимущественно застраивался Вавилон, смело в мгновение ока. Ударная волна с каждым мгновением все больше разрасталась, завершив разрушение города. Вавилон накрыло облако радиоактивной пыли. Солнце, до этого светившее в камеру, погасло. «Мы же предупреждали их о возможном теракте еще 2 недели назад», — развела руками Марго. Агенты Нолдов могли быть уже внутри. Не успел Горец найти иголку в стоге сена. Рекс задумчиво глянул на запад. «Они выжили?» — спросила Надя. «Вероятно. Кто-то же прислал Чиля». «Да, а как он пролетел через черноту?» — пронзила мысль черепа. «Марго, спроси Чиля». Девушка повернулась в сторону кондора, чистившего свои металлические перья. «Он говорит, что нашел проход, узкий 100 метров. «Так чего ждем?» — проревел на весь зал управления Рекс своим командирским басом. «Ра! Общую тревогу!» Эти команды и звуки он проработал с ней еще вчера. Все этажи пирамиды взорвались тревожными трелями, задавая общий сбор в ангаре. Через мгновение, благодаря системе перемещения, все стояли около машин. Скафандры, индивидуально подогнанные еще вчера, сейчас лежали в них. Погрузка заняла несколько минут. Михалыч на этот раз наотрез отказался сидеть в пирамиде, объясняя это тем, что технику надо посмотреть в работе. Органы управления они тоже переделали, приладив обычные рулевые колеса вместо непонятных рычагов. Педалей не было. Ускоряться и тормозить можно сразу рулем, забирая его на себя или двигая вперед. За гравитационные пушки сели стрелки. Здесь все понятно, прицел и гашетка, как и раньше. Отдачи нет, машина шла плавно, даже по пересеченной местности. Так что можно прицельно стрелять на хорошей скорости. По приказу Марго, Ра открыла шлюз для тяжелой бронированной техники. Снаружи это выглядело эффектно. В нижней части пирамиды, как откидной мост в древних замках, упал широкий пандус. Пирамида ощетинилась стволами стационарных гравидеструкторов, выпуская колонну броневиков. Не успела последняя машина коснуться почвы, как пандус стал плавно подниматься назад и через несколько секунд полностью слился с основной стеной, не оставив и намека, что здесь когда-то был шлюз. «Михалыч, что думаешь о скафандрах? Радиацию они как переносят?» — спросил Рекс. «Ура, радиацию все переносит, даже трусы. Ты шо, отцом стать решил? Это, с позволения сказать, легкий скафандр прочнее нолдовского раза в 3. Жаль, не успел навесной к ним прикрепить. Костюмчики — это шо-то. Надел и забыл. Он сам решит, когда на тебя воздействует предельная доза радиации, и закроет с головой. Менять оружие, задавать режим маскировки или усиливать защиту того или иного участка можно мысленно. Пробоины затягиваются сами, постоянная связь с пирамидой и, соответственно, с другими бойцами. Сказка, а не скафандр. Круто, я рад. Про оружие не печалься, и обычным справимся. К тому же у нас 16 орудий на 8 машинах. — А скорость какова у Колымаги? — поинтересовался Череп. — До 200 километров в час. По пересеченной местности гораздо меньше, что понятно. — Солидно, — успокоился Череп. Ра выводила маршрут на экраны всех машин, следя за траекторией Чиля. Колонна мчалась на предельной скорости, еле успевая за птицей. До границы кластера пирамиды добрались за 10 минут. Далее поехали вдоль черноты за Чилем. Через 4 километра он повернул резко налево. В этих непролазных джунглях легко можно было проскочить поворот. Далее дорога виляла сквозь черноту. Коридор и правда оказался невелик, те самые 100 метров в самом узком месте. Броневики сбрасывали ретрансляторы для проброса линий связи через черноту на дорогу, которые
тут же закапывались в грунт. Так проехали 6 километров, после чего кластер черноты кончился. И сразу начался город, встретив их широким шоссе. Ра установила на Чили свою аппаратуру, и через минуту появилась карта местности. Благодаря зависшему на 2-километровой высоте кондору все виднелось как на ладони. Все 15 километров города, остатки стен Вавилона и даже уцелевшие строения администрации, в которых засели люди Горца и Титан с компанией. Больше всего спасателей удивило то, что уцелевших атаковали незараженные. Их-то как раз и не было видно поблизости, видимо, разбежались еще при взрывах. Невысокие стены администрации осаждали фигуры в серых балахонах с очками сварщиков. «И содомиты тут как тут», — констатировал Михалыч. «Атомиты», — поправил его череп. «Да як ни назови, но их много. Что будем делать?» «Колонна, слушай мою команду!» Рекс перешел на общую волну. «В бой вступаем с колес. Цель — оттеснить атомитов от стен администрации. Стрелкам — не жалеть их. Группа 1 прикрывает колонну. Группы 2 и 3 проникают внутрь за периметр и ищут Горца. Кто не знает его, ищут Титана, Эла или Кали». До комплекса зданий администрации разрушенного Вавилона оставалось проехать несколько улиц. Колонна развила максимальную скорость, все 7 машин шли за ведущей как привязанные, сохраняя минимальную дистанцию. Со стороны это выглядело, будто паровоз с 7 вагонами мчится, не разбирая пути, и сшибая все подряд. Ра сообщила дополнительные сведения о броневиках, которые Михалыч не успел узнать за ночь. Все машины повторяли действия лидера, синхронно разворачивая стволы пушек в сторону атомитов, засевших метрах в 100 от забора администрации. Там они развернули минометы и закидывали минами весь комплекс. На штурм не спешили, зная о том, что внутри их ждет суперэлита из стаи Марго, решив взять людей измором. Но они исключали вариант прорыва, и на этот случай у них были танки и пушки, выставленные на дистанцию прямой наводки. Многочисленная пехота засела в развалинах некогда цветущего города. Вся группировка атомитов растянулась примерно на километр. Они могли и не усердствовать, люди и сами ушли бы из Вавилона. Они все равно не смогли бы жить при таком уровне радиоактивного заражения. Но здесь чувствовалась рука Нолдов. Неспроста же атомиты появились сразу после взрывов. Значит, они уподобились мурам и тоже собирали тела людей для Нолдов. Новоявленных помощников следовало хорошенько проучить. А что касается Нолдов, то у Марго к ним был длинный список претензий, и теперь с помощью пирамиды она попытается их уничтожить. Вот и последний поворот, а за ним прямая как стрела улица, на которой справа и дальше на север простирается комплекс администрации. В нем прячутся уцелевшие, а слева — растянувшиеся позиции атомитов. Колонна набрала максимальную скорость, чтобы быстрее проскочить опасный участок и не попасть под фланговый удар. Хотя, по заверениям Михалыча, броневикам прямой выстрел из танка, что слону дробина. Как только показались первые атомиты, Рекс вынул изо рта трубку и скомандовал: «Залп!». Улучшенные легкие гравидеструкторы выплюнули голубые сгустки молний в сторону засевших в пыли и мусоре атомитов. Эффект превзошел все ожидания. Стоявший на фланге Т-62 раскатало в блин, и теперь он был не толще 20 сантиметров, со смешно торчащей вверх пушкой. Экипаж, разумеется, превратился в консервы. То же самое случилось и с другой техникой. Расчет гаубицы Д-30 вместе с орудием впечатало на метр в землю, причем границы удара деструктора четко виднелись. Рядом стоял нетронутый ящик со снарядами. Вот такими кляксами броневики прошлись по противнику. Частота выстрелов пушек броневиков была не столь высока, зато компенсировалась наличием 16 спаренных стволов. По мере продвижения колонны позиции атомитов превращались в металлолом. Но, как всегда, не все шло гладко.
Впереди, по ходу движения, атомиты стали разворачивать стволы, стреляя на упреждение. Первым же залпом сорвало деструктор из головной машины. 2 других уничтожили еще 4 турели. Колонна затормозила у заданной точки, и из броневиков посыпался десант. Оставшиеся орудия продолжали обстрел, но поймали в ответ выстрелы РПГ, которые снесли еще 2 пушки. Почти половина орудий вышла из строя. И в бой вступил Йорик. А сверху, на любителей радиации, стремительным домкратом упал Чиль. Десант залег за колесами броневиков, отстреливая живую силу, не давая приблизиться к машинам. Йорик уже вырезал атомитов, а те, кто пытался избежать такой почетной участи, попадали под клюв Чиля. Крики ужаса и боли разнеслись над окопами противника. Атомиты никогда не отличались особой стойкостью, но сейчас их можно было понять. Йорик уже практически ничем не уступал Скреберу, и сражаться с ним стрелковым оружием просто невозможно. В Чиля изначально стрелять не стоило. Его перья рикошетили пули точно туда, откуда они вылетали, то есть прямо в лоб любознательному физику-ядерщику. Атомиты дрогнули и бросились в рассыпную. Сняв таким образом блокаду администрации, остальные группы снесли бетонный забор и вошли на территорию комплекса. Впереди всех шла Марго, опасаясь нападения стаи. Она по-прежнему не видела Терекса и Конга. Балу и Багира ощущались как в тумане. Акелу и 2 его девочек тоже никак не получалось найти. Вся площадь была изрыта воронками от мин атомитов. Главное здание стояло с сильно разрушенным фасадом и кое-где обвалившимися перекрытиями. Из пустых глазниц окон торчали стволы защитников. «Не стрелять! Доставка пиццы!» Рекс воспользовался новыми возможностями легкого командирского скафандра. Усиленный голос разнесся над площадью. Полковник помахал трубкой, по которой его мог узнать каждый. Крики радости защитников осажденного комплекса доносились отовсюду. Народ стал выходить на улицу. «Горец, вылазь!» Спустя какое-то время показался глава Вавилона, весь грязный и оборванный. Он шел, опираясь на костыль. «Не ждали, если честно. Марго, твои зверушки сражались до последнего. Кошка и медведь еще живы, они за главным зданием». «Атомиты их так уделали?» — удивился Рекс. «Нет, здесь были еще и нолды. Только несколько часов назад улетели, а до этого был ужасный бой. Но они не смогли нас взять с наскока и, вероятно, полетели за пополнением. 2 самолета догорают в километре отсюда. Мы вынуждены были отступить в комплекс». Марго, уже не слушая горца, побежала туда, куда он указал. За главным зданием под открытым небом лежали раненые люди и Багира с Балу. Она распорядилась грузить тяжелораненых в броневики, в первую очередь, и подбежала к своим зверушкам. Йорик возник у нее за спиной и теперь нервно оглядывался в поисках врага. Марго дотронулась рукой до лежащей без сознания Багиры. Медведь старался залезать себе рану на брюхе, но терял силы с каждой минутой. «Сдец!» — зарычал Йорик, глядя в сторону атомитов и нервно шевеля кинжалами. «И не говори, вот что значит остаться без мамочки. Ну, теперь я вас не брошу. Йорик, охраняй!» Тот встал в угрожающую стойку, и раненые жители Вавилона, не видевшие его до этого вблизи, в ужасе стали отползать от Марго. У той же хлопнули за спиной крылья. Раскрытый на спине скафандр сразу затянул прореху. Сама она засветилась оранжевым цветом, включая крылья. С ее руки энергия перешла к Багире, и та пошевелилась, открывая глаза. Видимых критических повреждений не было. Шкура осталась целой, но почти полное истощение ресурсов приковало пантеру к земле. Это как же надо умотать элитную кошку, чтобы довести до такого состояния? Затем она приложила руку к морде медведя. Балу перестал скулить и расслабился. Страшная рана на брюхе на глазах стала затягиваться. Он потряс головой, как будто фокусируя зрение, и издал рев,
в котором было одновременно приветствие и обида. Марго погладила его по морде, и он успокоился. Элита быстро приходила в себя, но оставалась крайне слабой. Девушка приняла нормальный облик, дабы не пугать местных жителей окончательно. «А, вот кто здесь шаманит!» — раздался знакомый скрипучий голос. Из развалин выбрался Титан, а за ним вылез из знахарь Вавилона Резвый. «Привет, Нептун! Тебя еще не разобрали на органы?» — пошутила Марго. «А ты все такая же. Плохая девчонка. Вы каким ветром так быстро до нас добрались? Мы посылали Чили в чистилище, но не думали, что успеете к нам». «Чистилища больше нет, старый». «Как это понимать?» «Разбомбили нас на утро, как ты уехал сюда. Не знаю точно, но Нолды не поскупились. Прислали 100 беспилотников. Несколько волн. Мы укрылись в подвале, где порталы. Они, кстати, отключились, как назло». «Ничего себе поворот!» «Да...» Уже готовились помирать, как вдруг включился третий, не работавший до этого. Мы все дружно прыгнули в него. И знаешь, где оказались? «Вероятно, недалеко отсюда. Вот только не припомню, чтобы у нас такие скафандры были. Да и тачки у вас необычные». «Доберемся до места, все сами увидите. Как погибли остальные мои зверушки?» «Десант Нолдов с танками и этими штуковинами на треногах», — сказал Резвый. «Стая снесла их, но и сама осталась там. Вот только эти и выжили. Но если б не они, нас здесь бы никого не было. Спасли нас». «Понятно. Очень жаль. Отмучились. Сколько у вас людей осталось?» «Около 1000. В резиденции Горца проходил какой-то концерт или совещание, и мы как раз подъехали. Все, кто здесь был на тот момент, те и выжили. Под нами огромный бункер, он весь забит. Оружия у нас все равно мало, так что лишних спрятали там, чтобы не хватать зря дозу радиации. А живчик у вас есть?» «Сколько угодно. Мало того, основной запас жемчуга, спаранов и гороха хранился здесь, в подвалах. Так что и с этой стороны проблем нет». «Резвый, может, у вас и транспорт остался?» «Только гражданский. Ангары с броней сгорели во взрыве». «Другого и не надо. Тогда грузитесь. Забирайте все, что сможете. Жемчуг и живчик в первую очередь. И выводи людей из катакомб. Поедем на новое место». «Ты слышала, сколько нас, чужая? Места-то хватит?» Резвый с сомнением поглядел на девушку. «Еще и останется». «Слушай, Марго, давай колись, чего вы там нашли? Я вот нервничаю и могу заколдовать». Титан, улыбаясь, подкрадывался к девушке, как вдруг за его спиной возник Йорик и деликатно постучал тупым концом кинжала по плечу знахаря. Титан изменился в лице и стал серым. «Сами все увидите. Не хочу портить впечатление. А Йорик сегодня нервный, так что не шути, а то он тебя переколдует в жабу. Переживает он, понимаешь. Половина стаи погибла». «Все, молчу». Титан отошел и вытер обильный пот, выступивший на лбу. «Марго!» — появился в эфире Рекс. «У нас временные проблемы. Городской кластер уходит на перезагрузку. Хорошо, хоть сюда проскочили». «Надолго?» — прошептала Марго. «От 2 до 6 часов». «А может, и к лучшему. Свежих иммунных зацепим, если повезет». Отвернувшись от бледного Титана, Марго прошептала. «Ра, готовь жилой сектор для 1000 переселенцев. И госпиталь». Глава 3. Исход. «Рекс, у тебя все готово?» Марго подошла к группе мужчин, стоявших около броневика. Сзади, неуверенно ступая, шли Багира и Балу. «У нас минус половина артиллерии. С минуты на минуту могут вернуться Нолды. Среди выживших половина передвигается с большим трудом. Много людей с предельными и даже критическими дозами облучения. Порядка 100 человек на носилках. Стрелковое оружие кот наплакал. А тогда, Марго, все готово». «Рекс, ты научился шутить, что ли? Чиль смотрит небо. Этих даунов не видно. Всех лежачих в транспорт, сами пешком. Йорик в авангарде. Когда начнут обращаться в городе?» «Здесь это быстро, за 2 часа максимум. В принципе, уже заканчивают, я бы так сказал». «Тогда вперед!» Рекс опять включил свой граммофон. Залез на головную машину и, держась за гравидеструктор,
махнул рукой с зажатой в ней трубкой. Колонна тронулась. 2 машины с рабочими орудиями шли впереди, еще 2 замыкали. Впереди, в головном дозоре, со взводом спецназа пошел Йорик. Марго в конце с Багирой и Балу. В центре колонны двигались несколько автобусов, забитых лежачими больными в 2 яруса. Кресла из них выкинули, и теперь гора кожаных сидений скрывала кучу ранее убиенных атомитов. Напоследок подожгли все вместе, чтобы тела, пусть даже и в язвах, не достались Нолдам. Всех лежачих не удалось распределить на транспорт, и их несли на носилках жители уничтоженного Вавилона, меняясь между собой. «Марго, далеко нам идти?» Титан, прихрамывая, тоже подошел ко всем и поздоровался. 3 километра по бывшему Вавилону», — ответил за нее Череп. «Дальше 15 по городу, и еще около 7 через черноту». «Ну как по черноте? Мы ж не пройдем». Резвому тоже стало интересно. «Там проход есть. Чиль нашел сверху. И после черноты еще 10. Итого 25. К ночи должны прибыть». Череп был чем-то озабочен. «А потом?» «Потом вы заночуете на воздухе». «С чего вдруг?» — возмутился Горец. «Не все, конечно. Марго, может, ты сама расскажешь?» Череп поднял руки, показывая, что раз она главная, то пусть сама и отдает подобные приказы. «Почему? Это ты меня спрашиваешь, почему?» «Хорошо, я отвечу прямо. Потому что не хочу повторения Вавилона. Почему было только 2 взрыва, а не 4? Одного мы успели поймать. Как только от вас прибыл курьер с фотографиями, мы тут же устроили тотальный досмотр на входе и усилили негласную службу в самом Вавилоне. Одного вычислили и постарались захватить, так чтобы он не успел привести бомбу в действие. Это удалось. Он застрелился сам, и мы от него ничего не услышали. А потом мы лоханулись. Как? Очень просто. Прокрутили фотки 3 оставшихся по местному телевидению. Горец сгоряча махнул рукой. Не подумали. «Ну как же так, Горец? У нас в КГБ за такое на кол сажали!» — заскрежетал зубами Череп. «Ага. И те были вынуждены подорвать себя. Мы рассчитывали, что они не станут жертвовать собой, ведь сама их работа говорила о том, что они хотят переселиться в лучший мир Нолдов. Вот они и переселились, но в другой мир. И забрали с собой почти всех». «Понятно. А 4-й заряд где?» Череп был дотошен, как никогда. «Никто не знает», — развел руками Горец. «Теперь послушайте меня». Марго обвела взглядом всю группу, которая тащилась в самом хвосте, прикрываемая суперэлитой и ею самой. «Мы ушли через телепорт и попали в инопланетную крепость, сами того не желая. Но все получилось хорошо. Крепость состоит из 3 пирамид наподобие египетских. Внутри все просто супер, закачаешься. И мы не хотим пускать в крепость 4-й заряд. Поэтому тех, за кого можно поручиться, и их все знают, мы пустим, сразу присвоив категорию. Остальные, без разговора с ментатом, внутрь не попадут». «Что за категории? Марго, ты хочешь возродить касты? Не лучший вариант, чтобы одни чувствовали себя ущербнее других», — сказал Горец. «Не касты. У вас в Вавилоне тоже были градации. Гражданин, почетный гражданин, помнишь? Одних пускали в жилой сектор, других нет. У нас будет так же. 3-я категория — это, выражаясь вашим языком, обычные граждане. Никто никак не ущемляется. Для этого есть другие, которые вообще не попадут внутрь. Так вот, 3-я — это доступ везде, кроме складов, мастерских, ангаров и центра управления. 2-я — склады, мастерские, ангары. 1-я категория — проход везде, кроме залов управления, в том числе системами вооружения крепости. И командование, они ходят везде. Все продиктовано безопасностью. Курорта уже нет, Горец. Хотя у нас там есть полоска пляжей, но мы туда еще не добрались. Хотели, понимаешь, сегодня искупаться, да вот Чиль прилетел. Да, Череп?» «Да, облом. Я уже плавки погладил, а тут вы». «Ну, извини. В следующий раз заранее скажу, когда взорвемся». Горец первый раз улыбнулся за эти дни. Его сын попал под обстрел, и теперь тяжело раненый лежал в головном броневике. «Сплюнь. Ра, ты меня слышишь? Прием!» Уже не таясь, сказала Марго в тангенту рации. «Да, командир.
Поселок перед пирамидой уже разворачивается. Погода ночью теплая, никто не замерзнет. Госпиталь готов принять до 1000 больных одновременно. Добавь мои заместители горца, а также в категорию командования следующих людей: Титан, Резвый, Эл, Кали. Сделано. Чужая отключилась. Она специально увеличила громкость так, чтобы все могли слышать Ра. «Четко у вас там», — сказал горец. «У нас. И ты — один из 3 моих замов. Ну, а я, как ты понял, командир крепости». «Дай-ка угадаю 2 первых. Один такой худой и нескладный, с лысым черепом, а второй все время орет и курит трубку». «Угадал», — череп обнял горца. «А что с нашими больными? Как думаешь, смогут их вылечить?» «Уверена». Как только вошли на перезагрузившийся кластер, продвижение колонны замедлилось. Иммунных видно не было, зато пустыши, кто без штанов, а кто как раз с полными, боязливо прятались, опасаясь подходить к вооруженным людям. Почти сотня их валялась по краям дороги, что научило остальных переждать, пока процессия покинет их уютный мирок. «Рекс, Марго!» — ожила рация. «Слушаю тебя. Впереди большой сетевой магазин, около него всегда стоят фуры. Что если их освободить и погрузить туда раненых? Заметно ускоримся, а то люди измотаны в конец, да еще приходится тащить носилки. Я не против, собирайте весь транспорт, до которого дотянетесь. Магазины не трогать. Дома все есть, только время потеряем». «Принято!» Позади колонны раздались крики и 2 выстрела. Багира встрепенулась и зарычала. 2 группы охранения направили стволы в сторону звуков. Одна из спарок на последнем броневике тоже плавно крутанулась в том направлении. Из переулка, шатаясь, выбежала одинокая фигура и поковыляла к людям. Через секунду оттуда же выскочили 2 бегуна и несколько пустышей. Вся эта толпа увлеченно гнала бесспорного иммунного и уже почти догнала. Еще несколько минут, и человека бы разорвали на части. «Не стрелять, заденете! Багира, сделай!» Марго погладила кошку. Та только лишь повела мордой и утробно зарычала, после чего всю кавалерию сдуло с улицы. Назад они побежали еще быстрее. Смех и улюлюканье неслись им вдогонку. 2 бойца подхватили под руки человека и подвели к основной группе. Все лицо у него было в крови, разодранное в клочья. Кожа со лба свисала лоскутом вниз, закрывая правый глаз. Левый опух и не открывался. Губы разбиты в кашу. Вероятно, сломана нижняя челюсть. Одно ухо было наполовину откушено. «Ничего себе, это же женщина!» — изумилась Марго. «Везучая, раз выжила в пекле. Давай ее на броню и врача позовите». Через полчаса хвост колонны втянулся на большую площадь перед огромным сетевым магазином. Броневики уже освободили пространство от мусора и брошенных автомобилей. По периметру бегал довольный Йорик, держа за ногу бегуна и размахивая им как флагом. В центре площади устроили погрузку. Из стоящих неподалеку фур выкидывали все, что можно, стелили внутри матрасы, ковры или что-то похожее, и укладывали людей как можно ближе друг к другу. Как только фура заполнялась, подходила другая. По прикидкам, транспорта должно хватить на всех. Дальше уже должны были передвигаться на колесах. «А мы как поедем, Марго?» — спросил Титан. «Лично ты в рефрижераторе. Ну я ж замерзну там. Зато с ветерком». «Да не бойся, Рекс нашел для нас новый крузак. Поедем, как белые люди». Наконец всех погрузили. Огромные машины, выплюнув в небо струи дыма, стали выезжать с площади. Первым, как всегда, ехал Рекс на броне, махая трубкой. Рядом с ним сидел Йорик, маша тем, что осталось от бегуна. Но после того, как Рекс что-то сказал ему, он выбросил ногу в сторону. Скорость заметно возросла. До пирамиды оставалась чернота и 10 километров под джунглям. К вечеру прибыли на место. Недалеко от главной пирамиды был разбит палаточный лагерь. Людей накормили и уложили отдыхать. Больных сразу отправили в госпиталь. По пандусу в темный зев пирамиды въезжали грузовики с больными, у которых предварительно изъяли все, что больше зубочистки.
После выгрузки они тут же оказывались в госпитале, и им занимались уже автодоктора. Сами машины отправляли на дезинфекцию в дальний угол ангара. Палаточный лагерь охраняли элитники и 2 группы охраны. «Ну что, Михалыч, понравилась техника?» Жнец подошел к механику, который смотрел на разбитый корпус пушки. «Броня хороша. Видишь, вот здесь и здесь попадание. Это вообще кумулятивный вошел, почти в упор. Держит. Думаю, и Нолдов сдюжит. А вот с турелями вышла незадача. Бронирования нет, даже осколочное не держит. Механизм тонкий, чуть задел и привет. Надо укреплять». Да уж, не все еще проработано у инопланетян. Есть над чем потрудиться. — Надо еще их танки глянуть, — согласился Михалыч. — А все знаешь почему? Потому что воевали, наверное, редко. — Точно. — Михалыч, ты это слышишь? Марго собирает всех на совет в зале управления. Погнали. — Да хоть руки вымыть. Ты иди, я сейчас. По просьбе Марго Ра немного переоборудовала зал управления. 10-метровую консоль задвинули к дальней стене. В центре поставили большой овальный стол. От круглого отказались, дабы не было сходства с известными рыцарями. Информация поступала на персональные мониторы, а также транслировалась на большие. Ура, не имелось ограничений. Сегодня в глухих стенах появились окна, и тихий вечерний бриз приятно обдувал собравшихся. Их было немного, только все самые проверенные. Совещание открыла Марго. Наше мытарство можно было бы подвести под формулировку «все, что не делается, делается к лучшему». Но, боюсь, погибшие жители Чистилища и 200 тысяч из Вавилона не согласятся с нами. Хотя, может, на том свете им лучше. Но что было, то было. Теперь мы здесь. По последним данным, нас 1222 человека. Из них в критическом состоянии 180, но Ра обещает поставить их на ноги. Цель у нас с вами одна — выжить и отомстить за 200 тысяч наших товарищей. А они ведь все были иммунными. Сами знаете, какой шанс встретить здесь иммунного. Теперь у нас инопланетная крепость и кластер, куда не сунутся нолды, я надеюсь. Дальше перед нами открываются большие возможности. Одну базу нолдов мы общими усилиями уничтожили, и теперь знаем, что они тоже не бессмертны. Направление я вам указала. Теперь хочу выслушать вас. Рекс? Как принято в Улье, каждый человек — это боец. У меня под началом полк. Не пехотный, конечно, но моторизованный. А еще есть 12 самолетов и куча всего другого. Будем сколачивать армию. Пардон, пока полк. Мне нужны стрельбища, полосы препятствий и прочее, что поможет воспитать бойцов. У меня пока все. Рекс затянулся трубкой и пустил мощную струю дыма в потолок. — Давайте я продолжу, — сказал Череп. Того, что произошло в Вавилоне, здесь случиться не должно. Всех будут рассматривать под микроскопом. Горец и Резвый, чтобы вы были в курсе, Ра — это наш ИИ. Она может читать мысли. Вот такой подарок от инопланетной цивилизации. Как-то она там считывает ритмы мозга, сопоставляет, и в итоге это называется чтением мыслей. Ошибается редко. Я с ней специально позанимался на данную тему. Она будет помогать мне как ментату. Но одному будет не под силу опросить 1000 человек. Кого из ваших рекомендуете? Гриб, ты его знаешь. И, наверное, Чахлый. Если и правда Ра так может, то вы втроем быстро справитесь, — сказал Горец. — Позволю себе вмешаться, — раздался голос Ра. Ментат-метки уже готовы. Это обычный отпечаток ритмов мозга, нетрудно. Достаточно надежно, но не дает 100% гарантий. Можно подделать при должном умении. Надежнее будет опознавать человека по ДНК. Если мозг можно погасить на время проверки, то изменить миллиарды комбинаций в ДНК невозможно. Мы здесь по старинке работаем, Ра. У нас же не было под боком таких лабораторий, как в пирамиде. Тогда можно так решить вопрос. В базе хранятся метки. Перед разговором берем у человека образец ДНК. Дальше он отвечает на тестовые вопросы, и если у нас нет сомнений, то ему присваивается категория.
И добро пожаловать в пирамиду. Череп сделал пометки в своем неизменном блокноте. Дело в том, Череп, что все наши записи сгорели в Вавилоне, с горечью констатировал Горец. Я все же надеюсь на Ра. Ты поможешь вычислить обманщиков? Череп посмотрел в потолок. Несомненно, заместитель Череп. Хорошо, с этим разобрались. У меня тоже пока все. Череп откинулся на спинку кресла. Что скажет медицина? Марго посмотрела на Надю. Госпиталь просто шикарен. Таких высот мы вряд ли когда-то достигнем. Ни один пациент не пожаловался. Все последствия лучевой болезни были излечены. Сейчас в стационаре находятся только те, кому наращивают недостающие фрагменты тел. Это что-то сродни работе хорошего знахаря, только поставлено на поток. В частности, той девушке, что вы нашли на дороге, полностью вылепили новое лицо за 2 часа. Помнится, Титан возился с квазом 2 недели. Надя хитро посмотрела на заслуженного гинеколога. — Ой, прям возился, скажешь тоже, — проскрипел Титан. — Я просто был в творческом поиске. В защиту Титана скажу, что он очень сильный знахарь, особенно после белой жемчужины. Заступился за коллегу Резвый. Подвожу итог. С медициной здесь дела обстоят намного лучше, чем в любой клинике мира. Того мира, — произнесла Надя. — А что скажет начальник транспортного отдела? Марго посмотрела на Михалыча. — Есть, конечно, негативные моменты, но мы с Ра работаем, и в течение недели вся техника пройдет реставрацию. Я посоветовался с одним маньяком. Михалыч поглядел на Рекса, но тот сделал вид, что это не про него. И мы пришли к решению дополнительно оборудовать броню нашими средствами. Пулеметами, гранатометами. Не всегда удобно плющить противника. Иногда хочется что-то забросить ему навесом. Вы еще не пробовали лучевое и психокинетическое оружие? С укором раздалось с потолка. Обязательно попробуем, как только представится случай, Ра, — заверил Рекс. Кстати, ты не могла бы просветить нас о психокинетическом оружии? С удовольствием, заместитель Рекс. Психокинетика разрывает нервные окончания живого организма, причиняя при этом жуткую боль. Попавший под воздействие такого удара без вариантов сходит с ума и уже не может считаться боевой единицей. Действует на всех людей, будь то внешник или человек, а также на зараженных, включая элиту. Короче, на всех, у кого есть нервная система. Может доставляться до цели в снарядах, минах и бомбах. В более мелкие объекты, такие как патроны, составляющую заряда уместить не удастся. Радиусы поражения от 10 метров до 100. Гарантированно уничтожает живую силу противника, но не всегда эффективно, так как от нее достаточно легко защититься. Конечно, если знать как. Ваши враги-нолды имеют защиту от подобных боеприпасов. — Ну ладно. Рыбу-то хоть глушить ими можно? — заскучал Рекс. — Вполне. Лучевое же — это обычный лазер с разной длиной волны. При проставлении дымов или отражателей неэффективен. — Не густо. Вы там чем занимались-то у себя на Орионе? Где боевые газы, атомные бомбы? — У меня в арсенале есть средства для спецопераций, заместитель Рекс. Вам понравится. Но это долгий разговор, легче увидеть. Гравитационное оружие может работать как миномет или гаубица, то есть бить по навесной траектории, если вам угодно. — Титан, у тебя есть что сказать? Чужая посмотрела на знахаря. — Мы с Резвым слегка обалдели от возможностей лаборатории и госпиталя. Решили расположиться там поблизости. Автоматика — это хорошо, но знахаря, сама знаешь, заменить трудно, особенно в реалиях Улья. Разве может госпиталь отследить динамику развития дара у человека? — Не против. Горец? — Я, Марго, пока не вижу для себя места в команде. Если Рекс военачальник, а Череп — ментат и контрразведчик, то чем заняться мне? Ты отличный администратор. Сейчас это очень важно. У нас столько всего не сделано. Первое, что приходит на ум — климат у нас как в Озерном, а они там киви выращивали. Маньяков кормили. Земли плодородной навалом. Пляжи стоят без присмотра. Что если построить там хороший отель? С оборудованием Ра поможет. Планов, как говорится, громадье. Набросай схему, посмотри.
Ты управлял в разы большим поселением. Я понял, Марго, но с одним условием. Слушаю. Я тоже хочу принимать участие в боевых операциях. Тоже мне условие, ухмыльнулась девушка. Куда же мы без тебя? Ра, что ты хотела нам сообщить по поводу другого города на востоке? Да, командир, информация есть. И она неоднозначная. Даже не знаю, понравится она вам или нет. Кластер называется Токио. Самый натуральный кусок вашего земного города, вместе с Токийским заливом. Частота перезагрузки 5-6 недель. Много рынков со свежими морепродуктами. Постой, Ра, откуда ты это все знаешь? У меня в том районе есть портал. Он был давно деактивирован, но я могу наблюдать, что делается вокруг. У тебя есть обыкновенные дроны с видеокамерами? Даже мы до этого додумались, — спросил Эл. 3000 штук. Находятся на консервации. Не применялись, не было необходимости, — отчеканила Ра. Эл, тебе поручение. Перетряси ее электронные мозги. Может, она еще что припрятала и молчит. Оказывается, мы спокойно могли найти дорогу через черный кластер, если бы она вспомнила, что у нее есть дроны на консервации. Ра, рассказывай все, что знаешь, не жди приказа. Как ты понимаешь, мы о многом можем не догадываться, что у тебя есть. Да, пока не забыла. Чили хочет устроить себе гнездо на вершине главной пирамиды. Надеюсь, ты не против? Принято, командир. 2 дрона уже летят на запад и восток. Встали на дежурство. Разрешите продолжить? Валяй! Токио очень опасный кластер. К порталу неоднократно подлетали нолды. Хотя они и родственны моим создателям, как и вам. Но я их не пропустила. Вшитая директива. Они враги. За 230 лет они много раз пытались пробраться в крепость, но каждый раз уничтожались. Ну и гондоны! Они и вам успели насрать. Немезида не стеснялась в выражениях. Также мною в Токио были замечены люди, называющие себя стронгами, если это вам что-то говорит. Еще как! Так чем опасен Токио, ты все еще не сказала. Легче показать. Знакомьтесь, кайдзю. Ра развернула экран во всю дальнюю стену зала. Люди фактически оказались в кинотеатре, все повернулись к нему, приготовившись узреть кайдзю. Что это или кто, никто из них не знал. Голографический экран давал объемное изображение, и сейчас перед зрителями возник порт города Токио. Лениво плескались волны, ударяясь о пирс. Залив был спокоен, отражая гладью океана яркое солнце. Вдруг спокойные воды рассек чей-то плавник. Над водой он торчал на добрых 5 метров. Его хозяин передвигался под водой со скоростью километров 100 в час или 50 узлов. Что само по себе было фантастикой, так быстро плавать не мог ни один живой организм. Плавник стремительно приближался к береговой линии, и вот из-под воды показалась чья-то спина. Зрители с напряжением следили за фильмом, забыв о своих шуточках. Дело пахло хорошей дракой. Обладатель плавника приблизился к причалу метров на 100 и стал подниматься из воды. На берег вышел монстр величиной с небоскреб, раздавив сразу несколько машин. Классическая Годзилла дышала бы ему в пупок. Сам он был безобразен до отвращения. Голова напоминала акулу, такая же вытянутая и с клиновидными зубами в несколько рядов, размером с человека. Маленькие злобные глазки смотрели из-под хитинового нароста. Дальше вниз тело становилось похожим на рака или креветку, но с большими клешнями, коих имелось 4. Кайдзю шел на лапах крокодила, помогая себе мощным хвостом. Весь он был покрыт зеленым хитиновым панцирем, конечно же, почти непробиваемым. Монстр вышел на набережную, издав рык, от которого посыпались стекла из окон. Раскидывая клешнями машины и автобусы, он пошел вдоль набережной. Голова его была выше многих строений, и издалека казалось, что над домами плывет жуткая пасть предвестника апокалипсиса. За несколько минут он прошел больше 2 километров. С его пути
разбегались в стороны зараженные. Один матерый элитник замешкался, так как давно не видел врагов, способных причинить ему неудобства, и пожалел. Кайдзю схватил его клешней, помог ей второй, затем поднес к пасти и смачно откусил элитнику голову. Прожевав ее, он покончил с грозой зараженных, как с хот-догом. Дальше камера перестала за ним следить, сделала круг и ушла в другой район. Снято 53 года назад. Тогда у меня работал портал, расположенный вблизи кластера Токио. Съемку вел дрон. Этот кайдзю относится к малым. Его рост 63 метра, вес около 750 тонн. Опасен челюстями и клешнями. Также активно работает лапами и хвостом. Позже его пытались убить нолды, но все остались там, на пристани. Запись не сохранилась. Если сравнивать вашу запись битвы с драконом Скребером, то кайдзю сильнее и живучее, что позволяет тоже идентифицировать его как Скребера. Предполагаю, наличие в нем белого жемчуга. Откуда появляются кайдзю, неизвестно. Данный вид получил название кайдзю эви. Экран погас. Люди некоторое время молчали. Затем вопросы посыпались, как из пулемета. Ра отвечала почти на все, что никакой информации нет. Но на один, наиболее насущный, она высказала свои предположения. Чем его можно убить? Не кидать же в него атомную бомбу. Рекс задумчиво барабанил по столу пальцами. На такой случай, заместитель Рекс, у меня есть вооружение для спецопераций. Менторским тоном сообщила Ра. Звучит возбуждающе. Обрадовался Рекс. Глава 4. Ментат. «Проходи, садись. Живчик, кофе, чай». Череп указал на стул по другую от себя сторону стола. Ра выделила 3 ментатам помещение для работы, больше подходящее для допросов, чем для задушевной беседы. Можно бы, конечно, расположиться в апартаментах с джакузи, но клиент должен находиться в напряжении. Камеры, специально стоящие на штативах напротив испытуемого, были лишь для того, чтобы нервировать кандидата, а не записывать. Если бы кто-нибудь задумался, откуда у людей, позавчера потерявших все, столько флешек для записи 1000 допросов, то наверняка понял бы, зачем она стоит и светит красным огонечком. Имя или прозвище? Череп взял чистый бланк и заодно распечатку ритмов мозга, чтобы сверить со своей меткой. «Смит», — ответил нервный паренек лет 20. «Агент Смит?» — пошутил Череп. «А, чё?» «Нет, ничей я не агент. Вы меня с кем-то путаете». «Возможно. Вы не работали на Шерхана?» «На какого такого Шерхана?» «Мура». «Ты чё гонишь, дядя? Чтобы я на Муров работал?» «Любите животных?» «Да, собак». «Сколько лет вашей сестре?» «У меня нет сестры и никогда не было». «А почему вы не подключаете свои провода?» «В Вавилоне Гриб всегда включал детектор лжи». «Я могу так. По Wi-Fi работаю». Не моргнув глазом, сказал Череп. «Как вы оказались в Вавилоне и когда?» 2 года назад. Меня нашли в городе после того, как там все начали обращаться в зомбаков». «Кто может это подтвердить?» «Да хотя бы Горец. Он меня и нашел». «Не врет», — шепнула на ухо Черепу Ра. Тот кивнул ей в ответ, соглашаясь. «Что умеешь делать?» «Механик я». «Понятно. 2 категория». «Тебя проводят. Найди Михалыча, вот тебе бусинка. Это рация. Свободен. Следующий». Парень облегченно вздохнул и быстро исчез в коридоре. Следующей вошла молодая женщина. «Проходи, садись. Живчик, кофе, чай». «Живчика, пожалуйста». Девушка была симпатичной. Закинув ногу на ногу, она взяла предложенный стакан. «Имя?» «Мэрилин». «Когда попала в Улей?» 1 год назад. Спасли чудом. За мной гнались страшные мужики без штанов. Не то чтобы я боюсь, но их было столько. И мне кажется, они были немного неживые. Это я потом уже узнала, что они зомби». «Дар открылся? Жемчуг принимала?»
Что умеешь делать? Дар так себе, только не смейтесь. Воду греть могу. Подношу ладонь к кружке, и она закипает. Показать? Не надо. Жемчуг? Ты откуда в жопе алмазы? Кто мне даст? Горох из параны. Черную жемчужину однажды видела у человека. В Вавилоне работала в столовой. Ну и еще в веселом доме подрабатывала. Знаете, куда ходят уставшие рейдеры? Иногда выезжала за город. Элиту, кроме вашей, в глаза не видела. И хорошо, что не видела. Когда сменила пол? Какой пол? Ну и вопросики у вас, ментатов. Обхохочешься. Кто такие нолды? Инопланетяне какие-то, не знаю. Муров видела? Ага, на арене. Не врет, прошептала Ра. Понятно. Посудомойки нам не нужны. С твоим даром попробуешь себя в госпитале. Найди Надю. Вот тебе рация. Прилепи за ухом. 3-я категория. Следующий. В комнату вошел субтильный мужичок среднего роста. Сел на краешек стула и доверчиво глянул на черепа. Живчик, кофе, чай. Мужик помотал головой, отказываясь. Прозвище? Кто крестный? Ефим. Крестил филин из спокойного, — сказал он, глядя в пол. Голову поднимите и смотрите в камеру. Какой филин? Там их 2. Большой такой или старый? Большой, — закивал головой мужичонка. 3 года назад. Ты гомосексуалист? Череп буквально сверлил взглядом Ефима. Ты чё, падла? Мужичонка сразу скинул свою маскировку забитого человечка и выкатил глаза на ментата. В спокойном нет никаких филинов. Когда ты пришел к нам от Муров? Год... Ты чего? Ефим выплюнул в ладонь половинку лезвия от бритвы и прыгнул на черепа, но был остановлен в полете последним приобретенным даром, парализующим все, что движется. Упал на пол и затих. Череп быстро перевернул его и задрал рубаху. На месте, где Муры обычно били свои наколки, зияла свежая рана. Значит, вчера сжег себе кожу, — заключил череп. Охрана! Этого в карцер. Категория труп. Следующий. В соседней комнате принимал Чахлый. Довольно сильный ментат, не чита, конечно, черепу, но с развитым даром. С ним вместе находился вооруженный охранник, потому как ментат оправдывал свою кличку, и его можно было перешибить соломинкой. — Здравствуйте, садитесь. Как зовут? — Портос. Здоровый парень под 2 метра сел на скрипнувший под ним стул. — Спецназ. 2 дара. Клок-стоппер и скорость бега. Служу у горца в охране. Почему меня разоружили? — Общее правило. Как пройдете ментата, то есть меня, сразу получите назад свое оружие. Каким именем горец назвал начальника группы, который висел на центральном столбе на арене? Он не называл имени. Ему было противно. — Очень хорошо. К вам вопросов нет. По поводу дальнейшей службы к Рексу. Теперь он ваш непосредственный командир. — А с горцем что, списали? — Как можно? Здесь он занимается административными задачами. Спецназ в ведении Рекса. Любите бить людей? — Очень, — расплылся в улыбке детина. — Тогда вам понравится. Рекс — мастер по этой части. 2-я категория. Вот ваша рация. Закрепите за ухом. Найдете Рекса. Свободны. Следующий. Вошла женщина, среднего роста, длинные черные волосы, отличная фигура. Проходите, садитесь, пожалуйста. Живчик, кофе, чай. Если можно, кофе. Спасибо. Имя? Лилит. Имя из Библии. Первая женщина еще до Евы, если не ошибаюсь. Да, я хотела казаться экстравагантной, но никак не претендовала на лавры первой. Когда попали в Вавилон? Полгода назад. Внимание! Изменились ритмы, прошептала Ра. Где жили до этого? В каком стабе? Дома я жила, а полгода назад попала в Улей. Меня нашли в городе. Кто? Люди в скафандрах? Нет, наши нашли. Что-то не то, Чахлый. Она закрывается от тебя, шептала Ра на ухо ментату. Кем работали? Кто может подтвердить? Продолжал Чахлый. Прачкой. Никто, все погибли. Как вы выжили?
Я привезла белье в администрацию из нашей прачечной. Потом взрыв. Ничего не помню. Когда очнулась, кругом эти, в балахонах. Началась стрельба, меня задело чем-то. Жуткая боль. Я долго пряталась в каком-то подвале. Потом бежала, сломя голову, и оказалась в городе. Там за мной гонялся зараженный. Бежала куда-то от него и выскочила на уходящую колонну. Они меня и спасли. Ритмы пришли в норму. Ложная тревога. Так бывает при стрессе, — сказала Ра. «Как вас звали раньше?» «Смотрите в камеру», — продолжил Чахлый. «Наташа». С заметной задержкой сказала женщина. «Лжет», — шепнула Ра. «Как вам ваше новое лицо?» «Очень красиво сделали. Абсолютно новое. Я еще не привыкла». «Вы знаете, кто такие Нолды?» «Нет». «Ритмы?» Опять Ра. «Я неважно себя чувствую после операции. Можно я пойду?» Сказано это было вполне откровенно. Чахлый даже пожалел ослабшую от перенесенного бедную женщину, списав ее колебания на последствия после операции. «Идите. 3-я категория. Вот ваша рация. Вас найдут». «Мне она не понравилась», — сообщила Чахлому Ра. Женщина поднялась и покорно вышла из комнаты, еле двигая ногами. Чахлый тряхнул головой, прогоняя какое-то странное оцепенение, и позвал следующего. «Ты еще живой, череп? После 300 человек за день ты должен быть похожим на труп». Марго включила режим конференции на командирском канале. «Ра молодец, хорошо помогла. Больше всего сил уходит на составление ментат-метки. Я несколько раз сверял наши данные, а потом полностью отдал метки Ра. Остальные тоже. Вот язык, да, болит после целого дня трепа. Какой улов? 26 муров. Откуда их столько, не представляю. Некоторые честно решили завязать, но ты знаешь закон, Марго. Без вариантов. Зверушки передавали тебе спасибо за сытный ужин. 46 человек пытались скрыть незначительные прегрешения, но они не от Нолдов. Агента мы не нашли. А это меня очень расстраивает. Жопой чую, он здесь. Ну хорошо. Возможно, он здесь, но бомбы-то у него нет. И что такого он может передать Нолдам из пирамиды, чего они не знают? Собственно, ничего нового. Ра глушит любую радиосвязь в кластере. А если кто-то захочет выйти в эфир из нашей сети? Ты просить стабов под руководством Вавилона? Уверен, что они все уже с ума сошли. Взрывы наверняка видели, да и про чистилище всем известно. Мы пробовали. Тишина. Во всяком случае, рация из Вавилона ничего не услышала. Может, Ра поможет? Ра поможет. Как эхо раздался женский голос. Эл уже сообщил мне частоты. Прослушиваю круглые сутки. Пока ничего. Марго, говори, не держи в себе. Бомба не самое страшное. У половины этих муров был гипнотический приказ убить кого-то из командования. Любого, до кого дотянется. Рекса, Горца, меня. А главное — тебя. И бомба не нужна. В крепости напасть на вас не получится. Я вмешаюсь, — заверила Ра. Не сомневаюсь. Но у них всех были дары. Один, например, мог вскипятить мозги с расстояния в метр. Как бы ты вмешалась? Командир, мне необходимо разрешение на сканирование ритмов мозга всех без исключения. Приступай. И еще. Я хотела сказать про девушку, с которой беседовал Чахлый. Ту, что спасли в городе. У нее очень подозрительный ритм. Она то раскрывается, то прячется за преградой, и от нее исходит нечто, не фиксируемое моими рецепторами. Череп, приглядись к ней. А ты, Марго, отныне будешь везде с 2 подружками. Жить они тоже с тобой будут. Это-то зачем? Затем, что ни один Йорик может телепортироваться. Если речь идет о той девушке из 4, которую не нашли, то она может многое. И охрана, даже будучи в коридоре, может и не успеть. Со мной же Йорик. Мало. И нечего здесь обсуждать. — И кто же мои подружки? — раздраженно спросила Марго. — Немезида и Кали. — Тогда ладно, пусть живут. Места хватит. — Ра, вопрос. — Слушаю, командир. — Как далеко летают дроны без дозаправки? — Марго, им не надо заправляться.
Без спутника на орбите я могу ими управлять только в пределах видимости. Километров 50, не более. Скажем так, от бывшего Вавилона до Токио, учитывая высоту пирамиды. Ты же говорила, что связь на других принципах, отличных от радиосвязи. Да, но из-за кривизны планеты без ретрансляторов далеко не уедешь. Опять тебя за живое тянуть надо. Ставлю вопрос по-другому. С ретрансляторами далеко могут летать? В теории, хоть вокруг планеты. Тогда задача следующая. Горец и Череп дадут тебе названия стабов, которые входят в нашу сеть. А ты должна разыскать их и установить контакт. Надо с ними поговорить. Нетрудно. Хорошо. Тогда скажи мне, установить там грузовые порталы сложно? Да. Дело в массе платформы для портала. Придется развозить их по стабам. Дроны не поднимут. Само включение, как и у обычного, весит 200 килограмм. Марго, по-моему, это геморрой. Подключился к разговору Рекс. Представь себе, какие силы нужны, чтобы разъезжать по пеклу. Мы только этим и будем заниматься. Что ты предлагаешь? Чиль. Пусть попробует поднять и летит за дроном. Рекс, ты гений. Ты думаешь, полковник ВДВ дурак? Не. А может, ты так и базы Нолдов найдешь? Осенило Черепа. На это понадобится время. Один дрон может унести максимум 2 ретранслятора. Чтобы покрыть квадрат 500 на 500 километров, уйдет около месяца. Затем картография, еще столько же. Подходяще, мы не торопимся. Сегодня всем отдыхать, а завтра начинаем формировать колонну в Токио. Наутро встретились в ресторане. Марго решила быть ближе к коллективу и не валяться до полудня в номере. Тем более, что со вчерашнего дня в номере она была не одна. 2 подружки уже наготове. Причем спали они по полночи, охраняя ее. Марго все равно дергали по любому поводу, так что, хочешь не хочешь, а часов с 10 начиналась активная жизнь. Когда она подошла, многие уже заканчивали есть. Но при виде командира оживились и уходить уже не спешили. «Марго, я вчера забыл тебя спросить об одной детали. Ты дала команду Ра начать обследовать близлежащую территорию, чтобы наладить контакт с другими стабами. Не тяни, Череп. Ты как начнешь издалека, давай я тебе анекдот лучше расскажу. О, здравствуйте, как ваше ничего себе? Хорошо, спасибо. Как жена? Нормально. Как дети, здоровы? Да. На работе все хорошо? Да, спасибо. Слушай, одолжи мне 100 рублей. Поцелуй меня в плечо. А почему в плечо? Ты тоже издалека начал. Я все понял, усмехнулся Череп. Ты сказала, что мы в стабах будем грузовые порталы ставить. А как их контролировать, ты подумала? Сегодня это стаб наших друзей, а завтра из него шагающий танк Нолдов вылезет, а? Прикинь, прямо в ангар. Почему в ангар? А где, по-твоему, будет располагаться наша часть портала? Правда, интересно, где? Ра. Заместитель Череп прав. Изменить расположение порталов нельзя. Они должны находиться в крепости. У каждого портала часового не поставишь, вмешался Рекс. Если в дружеском стабе есть портал, значит, есть и связь. Можно держать его закрытым и при подаче условного сигнала открыть, предложил Эл. Здравая мысль. А если Муры, Нолды, Атомиты и, бог знает кто еще, пытками или химией узнают пароль, тогда как? Спросила Немезида. Пароль обязательно. Можно еще привязать по ДНК к оператору портала. Неуверенно предложила Надя. А если его убьют? Каждый день такое происходит. Кали не отходила от Марго ни на шаг. Будучи в прошлой жизни наемной убийцей, она понимала, как трудно сохранить клиента. «Ра, выручай! Опять ждешь, когда мы спятим?» Марго посмотрела в потолок. «Есть один вариант, который можно использовать вместе с паролем. Только не надо его сообщать тем, кому поставите портал. Сначала нужно будет их проверить». «Говори». Портал включается по требованию со стороны клиента. Нам же никакие разрешения не нужны. Мы можем его активировать в любое время. Так вот, клиент произносит пароль и попадает к нам в ангар. Если он замышляет плохое, то мы об этом узнаем и отключим устройство. Как? Портал можно разместить в силовом поле.
Это будет как еще один этап аутентификации. Если из него полезут танки, то дальше поля они не пройдут. Уничтожить в поле очень просто. Достаточно сжать его до нулевой величины. «Ты такая умная, Ра!» — протянул Михалыч. «Спасибо, Михалыч. Мне редко говорят об этом». «Видите? А вы боялись. Инопланетный разум на службе человека». Рекс с удовольствием закурил. «Я бы еще до кучи деструктор на прямую наводку поставил». «Кто б сомневался», — сказал подошедший горец. «С этими порталами получается, что мы можем моментально попасть в любой стаб. Танк пройдет в портал, Ра?» Михалыч даже привстал из-за стола. «Пройдет даже платформа с тяжелым деструктором», — ответил женский голос под потолком. «Сколько проблем это решает сразу. Мы сможем объединить несколько стабов в одно кольцо. Помощь может прийти практически мгновенно». «Ра, насколько защищены порталы? Вдруг эти некрофилы захотят разбомбить его, как чистилище?» Череп в последнее время практически помешался на безопасности, став параноиком. «Сам портал неразрушим даже для оружия нолдов. И еще, для облегчения выполнения задачи, можно активировать обычные порталы в местах, где они уже есть, и через них доставить платформы для грузовых». «Ба, это же очевидно. Решение лежит на поверхности. Только все равно сначала надо туда слетать, посмотреть, кто там теперь живет. И если все нормально, тогда уже включать. Правильно, Марго?» — спросил Рекс. «Ага. Квас, поднимешь 200 килограмм?» «Подниму, наверное, только зачем? Тележки же есть». Квас посмотрел на Марго, как на умалишенную. «Так, пора на воздух. Кто со мной за зверушками?» «Я поеду. Заодно посмотрю эквип». «Михалыч, наряжай нас в тяжелые», — рявкнул Рекс. «Ок! Девочки, в ангар». Чужая с Йориком исчезли из ресторана. Колонна, собранная за ночь Михалычем, вышла из средней пирамиды, где располагался основной ангар с техникой. В голове шла маневренная группа из 4 броневиков улучшенной конструкции. Вместо спарок-деструкторов на носу и корме теперь располагались 2 бронированные полусферы, из которых выезжали 4 ствола. Тех же гравиков, только сейчас они стреляли каждый по очереди, создавая непрерывную подачу гравитационной составляющей. Если работали сразу 8 стволов, то объект постоянно находился под прессом, не в силах ответить. При непосредственной опасности или на марше стволы втягивались внутрь полусферы. Тяжелые скафандры были совсем не тяжелыми. Вес тот же, что и у легких, то есть неощутимый. Класс брони на порядок выше. Сейчас они не имели навесного оборудования и оружия. Решили пока не усугублять без тренировок, а то без должной подготовки можно отправить друг друга на тот свет, к радости нолдов. По-новому отрегулировали подвеску броневиков и немного уменьшили вес. Изначально вся техника Ра задумывалась без колес и гусениц, но реалии Улья приземлили и ее, и нолдов. В итоге из машин убрали антигравитационную подушку, позволяющую парить над землей. Заметно облегчать броневик не стоило, иначе он терял качество тяжелой боевой машины, и без гравикомпенсаторов его шатало, как осенний лист. Новая подвеска позволяла передвигаться по пересеченной местности быстрее и комфортнее. На крыше одного броневика посередине сделали в броне фонарь для стрелка, где Михалыч закрепил пулемет Корт и АГС-30, единственный вынесенный из чистилища. Просто посмотреть, как это все будет жить вместе. За мобильной группой шли 2 танка и еще 4 броневика с десантом. За ними машины РЭП. Далее 2 платформы с тяжелыми деструкторами и 1 с лазером. Замыкала колонну командирская машина, модернизированная из того же броневика с 10 бойцами. За ней следовали еще 2 броневика охраны. Марго, Рекс, Немезида, Кали и Диана находились в командирской машине, Михалыч в броневике с пулеметом. Багира, Йорик и Балу курсировали вдоль колонны. Йорик иногда запрыгивал на головной броневик и сидел рядом с носовой полусферой, подражая Рексу.
«Тормози колонну, Рекс! Чиль что-то увидел!» Эл, сидевший в машине Рэп, принимал изображение от зондов и Чиля, по старинке, увешанного камерами, как дрон. «Передаю вам картинку». Сидящие в командирской машине уставились на экраны. На большой поляне в джунглях творилось нечто невообразимое. В центре непроходимого тропического леса виднелось озеро размером с небольшой стадион и с небольшой отмелью, на которой лежал гигантский ящер. Несомненно, дохлый. Огромные плавники говорили о том, что он не любит сушу и предпочитает жить в воде. Оставалось загадкой, как он мог вырасти до таких размеров в столь малом водоеме. Но не это главное. Дело в том, кто его прикончил и вытащил из воды. По туше ящера скакали обезьяны. Вернее, они когда-то были ими. Целая стая, особей на 12. Эл дал команду дрону спуститься ниже и детально рассмотреть обезьян. Тела, когда-то покрытые шерстью, сейчас стали бронированными. Сегментарная броня закрывала чешуей, как у шишки, 2-метровое туловище. Ловкие конечности, тоже покрытые наростами, сохранили подвижность, как и хвост. Все лапы оканчивались когтями-кинжалами, как у Йорика, только меньше в 3 раза, но при этом не менее опасными. Остроконечные зубы в большой пасти сноровисто отрывали куски плоти от земноводного. Самая крупная обезьяна не принимала участия в трапезе, а сидела, привалившись спиной к пальме, и что-то ворчала про себя. Другие же подносили ей самые лакомые куски ящера. На противоположном берегу показались 4 рубера и матерый элитник. Спустя минуту обезьяны заметили их и ощерили пасти, издавая шипение пополам с рыком. Мгновенно собравшись около вожака, они все вместе двинулись к незваным гостям. Со стороны это было похоже на построение древних римских солдат черепахой. Приблизившись к элитнику, так до сих пор и не понявшему, что сейчас с ним будет, они рассыпались по тройкам и слаженно атаковали руберов. За секунду от тех не осталось ничего, кроме груды костей и подрагивающих конечностей. Элитник вертел мордой, не решаясь напасть на кого-то одного, так как обезьяны постоянно хаотично меняли свои места, кружа вокруг него. Элитник не выдержал, встал на 2 толстые ноги и, воздев вверх 2 крокодильи лапы, заревел зубастой пастью. И тогда обезьяны со всех сторон прыгнули на него. Впереди всех летел вожак. Ему первому и достался удар лапой, после чего он отлетел назад и уже не смог подняться. Остальные члены стаи стали рвать элитника своими кинжалами. Поначалу броня защищала его, но они облепили монстра со всех сторон, вырезав тому глаза и прочие мягкие ткани. Элитник упал, погребя под собой еще 2 обезьян, и сдох. «Халявный жемчуг», — сказала Диана. «Да, надо пойти посмотреть». «А обезьянки хороши. Как вам?» — спросила Марго. «Стая даст им бонус?» «Да, усилив в 2 раза как минимум. А если подкормить жемчугом, то они станут опасны за счет своего количества. И как разведка хороши, ловкие и быстрые. Но их вожак, похоже, собрался склеить ласты. Вылечим. Колонна, азимут 120. Очень быстро». Рекс пыхнул трубкой в броневике. Остальные закашлялись. Тяжелая техника быстро проделала просеку к месту битвы и остановилась, не доезжая 100 метров. Оставшиеся на ногах обезьяны попрятались за стволы деревьев, но покидать еще живого вожака не желали. Из броневика вышла одна Марго. Йорик и Багира страховали с флангов в состоянии невидимости. Балу делал вид, что ему это неинтересно, и залег за броневиком. Обезьяны учуяли появление суперэлиты и заметно струхнули, но по-прежнему не оставляли вожака. Марго подошла к лежащему самцу. У него был сломан позвоночник, тело под неестественным углом лежало на земле. В глазах обезьяны стояли слезы боли и беспомощности. Но он молчал и даже не скулил, ожидая смерти. Девушка положила руку на его плечо, за спиной хлопнули крылья,
и она вся засветилась оранжевым светом. Энергия Марго свободно полилась на вожака, а от него 2 разрядами на 2 других павших обезьян. Все 3 медленно зашевелились. У вожака на глазах сросся позвоночник, и он смог сесть, уставившись на Марго. Она с минуту смотрела на него, после чего встала, и крылья исчезли под тяжелым скафандром. «Знакомьтесь, бандерлоги. В количестве 12 штук». «Здесь, Дерлок». Йорик возник рядом с Марго, одновременно с Багирой. Балу тоже шел к ним вальяжной походкой. А через минуту вниз спикировал Чиль. Бандерлоги слегка охренели от такой засады и собрались еще плотнее вокруг вожака. Марго подошла к стае и встала посередине. «Рекс, щелкни нас для инсты!» «Сейчас!» Открылся люк броневика, и вылез Рекс, а за ним и все остальные. «Проблема, королева. Чахлый повесился». «Как может ментат повеситься?» — спросила Марго. «В этом-то и вопрос», — пожал плечами Рекс. «Что делать будем? У меня еще стрельбы запланированы. Как не вовремя он. Эх». «Его хотя бы сняли?» «Нет, блядь, наряжают к Новому году. Череп держит руку на пульсе?» «Если ты про Чахлого, то у него уже нет пульса. А так да. Торопиться назад нет нужды». Глава 5. Токио. Обратно приехали вечером. Настрелявшись вдоволь по дохлому ящеру, Рекс убедился в мощи инопланетного оружия. Танки имели 2 режима, что ему особенно понравилось. В первом, основном, они передвигались на гусеницах. Массивные, приземистые, мощные. Броня могла менять цвет под окружающую среду и время суток. Она была еще мощнее, чем у броневика, но не из-за толщины, а за счет нескольких слоев другого материала, невероятно тяжелого, прочного и в то же время вязкого. Двигатель имелся один, разгонявший 100-тонный танк до 150 км в час, причем наличие дороги его совершенно не интересовало. Он взбирался на подъемы до 45 градусов. У него было 4 пушки, собранные в единый пакет, и стрелял он лучевым оружием. Дальность ограничивалась горизонтом, зато луч оказался настолько мощным, что пробивал туман и дождь, которые сами по себе нечастое явление в пекле. Михалыч добавил звука к выстрелам, а то как-то несолидно для танка бесшумно стрелять. Во втором режиме он выдвигал опоры и закреплялся на поверхности. Пушки трансформировались в одно, и танк переходил в режим стационарного гравидеструктора. Конечно, имелась и стационарная платформа с таким же оружием, но она обычно использовалась там, где она была недосягаема для противника. Иными словами, без бронирования и ее живучесть стремилась к нулю. Деструктором танк стрелял на дистанцию до 70 километров. Платформы выдавали такой же результат, являясь по сути тем же самым, только без брони. От ящера в итоге не осталось ничего, как и от озера. Что удивительно, озеро было с соленой водой. Нырнувший в него зонд погрузился до 200 метров и ничего не обнаружил. Ни единого организма и прохода куда-либо. Ниже он работать не мог. Чужая вошла в зал управления вместе со своей охраной, где уже сидели Череп и Надя. Они увлеченно просматривали записи допросов, которые вел Чахлый. «Нашел что?» — спросила Марго, садясь рядом. Ему досталось треть, как и всем нам, 300 с лишним человек. «Думаешь, из-за них он повесился?» «Не сам же по себе. Парень молодой, перспективный. У него подружка была, жениться собирался. Ментаты — народ зажиточный, знаешь ли». «Да? А ты мне ничего не говорил об этом. Где ты прячешь богатство?» Надя резко развернулась к Черепу и тут понял, что попался. «Здесь». Он постучал себя по лысой голове. Заставить повеситься ментата мог только более сильный. Как я, например, но это не я. Или нимфа. Более вариантов я не знаю. Нимфа? Что за зверь?
Марго внимательно посмотрела на черепа. Женщина, красивая, может заставить мужчину сделать все, что она захочет. Или даже много мужчин. Зависит, как и все, от силы дара. Нимф обычно убивают, как находят, даже быстрее, чем муров. Ведьмы? Что-то типа. Есть еще кое-что. Они могут управлять не только людьми, но и зараженными. Понимаешь, почему Титан не повел тебя сразу к нам? Мы об этом никогда не говорили, но сейчас обстоятельства вынуждают. Первые несколько дней он думал, что ты заслана к нам. Так управляла Йориком, что он заподозрил у тебя дар нимфы. Через неделю убедился, что это не так, и только после этого мы встретились. За комплимент о красоте спасибо, но вы, значит, смарчки недоношенные, хотели все это время пришить вашу мамочку? Не то чтобы очень, но присматривались. Сама понимаешь, наш пионер-лагерь остался без вожатых. Да шучу я. Нимфу увидел бы сразу. Но есть самая поганая вероятность. Нимфа-ментат. Тогда без вариантов. Ее очень трудно прощупать. Говорят, Нефертити и Клеопатра на земле в Египте обладали таким даром. А мы сейчас как бы тоже в пирамиде сидим. Правда, от них одни мумии остались. Череп умолк на полуслове и с ужасом, как тогда на Озерном, глядел Марго за плечо. Девушка резко развернулась, и волосы ее встали дыбом. Хлопнули крылья за спиной, и Марго начала наливаться оранжевым светом. К ней сзади, тихо ступая, медленно приближалась мумия. Вся обмотанная бинтами, некоторые концы болтались, свисая с рук и ног. Голова тоже замотана, только 2 бешеных глаза сверкали из-под повязки. Она шла, переваливаясь с одной ноги на другую, и что-то тихонько бормотала и угрожающе шипела. Вытянув вперед неестественно длинные руки, блестевшие на концах пальцев металлом, она почти добралась до Марго и начала открывать огромную пасть. Мелькнули ужасные клыки, раздался рык. Марго взлетела над полом, окутавшись оранжевым светом, и тоже выставила вперед руку, которая наливалась огнем. Разряд вот-вот готов был сорваться и разнести мумию на кусочки. — Все, Брейк! Из-за стены выскочил Рекс, держась за живот. — Здец, Урик, Арго, здец! Банет, банет! Тыча в Марго, Йорик подражал Рексу, тоже хватаясь лапами за живот. «Ах вы мелкие уроды! Блядь, я чуть не родила!» Марго поняла, как ее провели, нарядив Йорика в мумию, и без сил свалилась в кресло, нервно смеясь. «Фу! Череп, так про нимфу ментата ты тоже прогнал?» «Отнюдь, королева, отнюдь. Такие твари почище мумий, и они существуют. Как думаешь поступить?» «Во-первых, надо отсеять всех благонадежных, с кем разговаривал Чахлый. Потом еще раз проверить оставшихся мужчин на наличие способностей ментата, отправив их к Титану с резвым. Они его вычислят, если он среди них. Всех женщин, которые останутся, взять под наблюдение. Есть у нимфы одна особенность. Если она перестает применять свой дар, то он чахнет, и она себя проявит. А если женщин отправить к знахарям, тогда мы их потеряем. Как только они ее найдут, она прикажет перерезать друг другу глотки. Даже так? Как видишь. Одного уже нарядила нам к Новому году. Точно. Так ты представляешь ее последующие шаги? Если она нимфа, то у нее с женщинами хуже, чем с мужиками. Поэтому тебя охраняют Немезида и Кали. На Йорика она не сможет воздействовать. Почему? Помнишь жнеца? Не нашего, а помню. Но тому уже 100 лет было, сравнила жопу с пальцем. Сам Нолд в докладе сказал, что террористы не больше 10 лет здесь. Отсюда пляшем дальше. Она больше нимфа, а не ментат. Развить оба дара до самой высокой планки за те же 10 лет не получится. А Йорика она не сможет у тебя забрать, как и всех остальных. Ты сама нимфа, только для зараженных. Завязанных, к тому же, на твою ДНК. Невозможно, уж поверь. Но что же произошло-то? Он ее раскрыл.
Ира говорила про подозрительные колебания ритмов у нескольких человек. Вот только не успел сказать, кто именно. И она поняла. Но на записях нет ничего такого, чтобы она заставила его лезть в петлю. Приказ отдается не голосом. С сожалением покачал головой череп. Следующее утро принесло известие от дрона, что Токио перезагрузился. Начали собираться в набег на город. Горец сформировал из своих авральную команду по зачистке всего, что попадется. Решили взять грузовики, которые пригнали из Вавилона. Людям надоело сидеть в пирамиде. Захотелось пограбить, кто же их будет винить за подобную шалость. И далеко не всем был по душе инопланетный комфорт. Хотелось ковров, нормального постельного белья и одежды. Ассортимент, конечно, богатый, но вот с морепродуктами, прямо скажем, беда. И со свежими стейками тоже. В общем, поход на Токио пирамида восприняла с радостью. Ко всему прочему, решили опробовать первый грузовой портал, разместив его как можно ближе к кластеру Токио. Не то чтобы он очень был нужен, но испытать не мешало. По замыслу, выехав из Токио, грузовики сразу должны оказаться в ангаре, не останавливаясь и не мешая задним ловко припарковаться в нем. Поутру, огласив окрестности ревом, из пирамиды выскочила колонна гудящих на разные лады железных монстров. Взяли все, что смогли, и половину личного состава стаба. Остальным было велено закрыться и не показывать носа. До края кластера долетели быстро. Дальше подобие дороги на стыке кластеров переходило в шикарное восьмиполосное шоссе. Вот и еще одна выгода в грузовом портале. Не надо бить грузовики по бездорожью. Раз — и ты уже на месте. Люди вошли в Токио. Первое, что бросилось в глаза — исключительный порядок везде, присущий японцам. И, конечно же, обилие всевозможной рекламы. Она была везде, даже под ногами. Вдалеке виднелся Диснейленд. К сожалению, сейчас там можно встретить только зараженных. Марго смотрела на город и изумлялась его архитектуре. Настоящие каменные джунгли, можно сказать, эталонные. Не высотой застройки, а ее кучностью, но в то же время все в едином стиле. Общий вид, правда, портили брошенные автомобили и автобусы. Слева на монорельсовой дороге стоял состав с закрытыми дверьми. Почему они автоматически не открылись, осталось загадкой, но в самих вагонах оказался филиал скотобойни. «Так, мальчики и девочки, смотрите в оба. Не думаю, что нас встретит кайдзю, но народу в городе было до хрена. Наверняка уже есть элита», — предупредила всех по рации Марго. «Если возникнет экстренная ситуация, сразу по общему каналу зовите на помощь, четко называя свою группу. Мы будем знать, куда бежать. Приятного грабежа. Отбой». Рекс разбил колонну на 4 группы. Цели были намечены заранее, еще вчера. Командиры групп синхронно разделились и отправились каждый на свою точку. Первая и вторая группа взяли на себя 4 супермаркета. Их охраняли 4 танка и 10 броневиков. Взяв под прицел все возможные направления, спецназ дал отмашку, и бывшие вавилонцы, собаку съевшие на шопинге, с криком и хохотом, разбивая витрины, кинулись внутрь. Это был магазин одежды и мебели. Со складов забирали тюками, вывозя на огромных телегах. Бамбуковую мебель брали скорее из интереса, полезность ее казалась сомнительной. Хотя нашлось и несколько гарнитуров из ценных пород дерева. Зато с одеждой все в порядке. Удобная, практичная и по сезону. Мужчинам пирамиды надоели скафандры, особенно для повседневной носки. Что уж говорить про женщин. Отдельный зал огромного размера был полностью отдан электронике. Чего здесь только не имелось, начиная от самых тщедушных радиоприемников до полного комплекта аппаратуры класса хай-энд. Видеоигры. Да, в этом зале были горы дисков с играми. Плазменные панели размером в 2 человеческих роста заталкивали плашмя, складывая на полу фургона. Вторая группа
обнаружила лавку элитного оружия для самураев. Разнообразие порадовало всех. Сравниться с клинками нолдов им, конечно, не суждено, но сама эстетика японских мечей радовала глаз. Нашли даже отдел интимных приспособлений, который неожиданно выгребли по полной. Забрали все, даже надувных кукол, но гвоздем программы стала роботесса в школьной форме времен СССР. Еще одна приятная находка — разграбили рядом стоящее казино, вынеся подчистую все игральные аппараты, столы для блэкджека и 2 рулетки. Там же нашлись несколько приличных бильярдных столов. Забили все 26 фур под самую крышу, и еще осталось на несколько заездов. Почти все машины нашли брошенными рядом с магазинами. Группа, работающая по продуктам, тоже значительно пополнила свой автопарк и насчитывала теперь почти 30 машин различного тоннажа. Японские супермаркеты поражали обилием морепродуктов, как свежих, так и замороженных. Половина автомашин были рефрижераторами, и их забили полностью. Рыба, крабы, креветки, мидии, осьминоги, улитки. Забирали все подряд. В том же магазине нашли замороженные мясные туши. Рацион пирамиды отныне охватывал самые притязательные вкусы. Люди ловко разобрали супермаркет до самых последних консервов и, полностью забив транспорт, отправились к месту встречи. Что интересно, сопровождавшие их тяжеленные танки практически не оставляли следов на дорожном покрытии. Что здесь играло большую роль, осталось непонятным. То ли качество гусениц, то ли асфальта. 4-я группа в свободном плавании собирала все подряд, что понравится. Чистили книжные магазины, но так как читать по-японски никто не мог, брали только литературу порнографического толка. Такова человеческая природа, даже в Улье. Или особенно в Улье, где здоровье автоматически улучшалось у тех, кто смог выжить. Дальше под руку попался магазин элитного алкоголя и табака. Здесь уже правил бал Рекс. Как только он узнал, что найдено такое чудо, то лично прибыл на броневике посмотреть на него. Первым делом он выбрал себе набор трубок из самшита, 2 10-килограммовых мешка с табаком лично затолкал в свой УАЗик. Так он называл тюнингованный деструкторами и гранатометами Land Cruiser. Алкоголя напихали 3 фуры, полностью забив все. Далее им встретился спортзал, но тренажеры брать не стали. Ура, инопланетные были на порядок лучше. И потом группа свернула на улицу красных фонарей. Здесь, как и везде, царил хаос, нарушая японский порядок. Тут и там лежали трупы любителей платного секса, вперемешку с работницами сексуальной индустрии. Пустыши сразу разбежались при появлении 2 танков и десятка броневиков. Несколько руберов решили показать, кто в публичном доме хозяин, но их очень быстро помножили на 0. Элиты, видно, не было. Да и что ей здесь делать? Ее гоняли из супермаркетов, где она, мечтая отожраться и стать большой и независимой, паслась возле холодильников. Но сегодня стая Марго тоже хотела есть. Люди, попавшие в японский публичный дом, были, мягко говоря, озадачены некоторыми устройствами или, лучше сказать, тренажерами для наслаждения. Но все же погрузили и их, на всякий случай. И здесь до их слуха донесся плач из-за одной двери. Группа поддержки вскрыла помещение и обнаружила в нем гейшу. Размазанный грим на лице не позволял понять, сколько ей лет, но то, что это девушка, было точно. Конечно же, никто не разобрал, что она хотела сказать, бешено жестикулируя, но это и так понятно. Психику ей основательно подпортил товарищ из японского пролетариата, умудрившись в самый разгар любовных утех обратиться в пустыша. Вместо одного его резко заинтересовало другое, а именно то, что у девушки пряталось в голове. Он стал подбираться к ней, кусая до крови руки еще не оформившимися зубами чудовища. Она показывала укусы, а потом злобно пинала тело любовничка.
Тот под конец совсем распоясался, стал покусывать мочки ушей и отхватил ей полуха. После чего она проучила его, ударив раз 20 бронзовой статуэткой Будды или кого-то похожего на него. Даже у зараженного отсутствие головы вызвало отказ от дальнейшей квази-жизни, и он скончался. Заботливые бойцы хотели вывести девушку из царства разврата, но та упиралась, пока не собрала все тюки со своими одеждами. А может, и чем-то еще. Нагрузив группу тряпьем и причиндалами, она заняла почти половину фуры. Ехать в кабине наотрез отказалась, боясь воровства. Так и повезли ее в грузовом отделении на куче шмоток. На обратном пути встретили самурая с 2 японскими мечами-катанами и кучей трупов на дороге. Паренек был серьезным. На проезжей части валялись даже останки топтуна. Попытались объяснить ему на пальцах, что здесь оставаться нельзя, но ничего не получилось. Он только и делал, что прыгал, размахивая своими мечами, и визжал, как помоечный кот. Тогда решили по-другому, дабы не терять время. Один из бойцов стукнул его слегка по голове, и уже в забытии клиента поместили в фуру к японке. Марго со стаей и охраной была в свободном поиске. Если вдруг понадобится помощь стаи, то звери очень быстро могли добраться до места конфликта. На первом выходе решили не выходить за 5-километровую окружность. Как раз в этот радиус попадал Диснейленд, и Марго отправилась туда. Побывать в подобном месте ей хотелось с самого детства. Но ближайший вроде находился в Париже. Попасть туда студентке, пусть и МГУ, было сложно в связи с отсутствием денег. Но тогда она не отчаивалась, рассчитывая после учебы пойти на работу и слетать-таки во Францию. А теперь перед ней стоял один из самых больших Диснейлендов в мире, но совершенно пустой. И, конечно же, аттракционы не работали. «Ну что, пройдемся, посмотрим хоть на чудо вражеской увеселительной индустрии», — спросила чужая. «А что остается?» — кивнула Немезида. «Бандерлоги опять же порезвятся». «Марго, а ты их всех 12 видишь?» — спросила Кали. «Ага, как свои пальцы. Могу приказать им драться или отдыхать. В стае они стали намного сильнее, но действуют как единый организм. Если я захочу направить их убить кого-то, то все равно будут нападать по-своему. Тройками или как-то еще. Они сами решают, какую тактику им избрать. То есть до такой степени ты не можешь ими управлять». «А зачем? Как это будет выглядеть в бою? Словно я пытаюсь поднять Йорику одну лапу, потом другую. Он сам моментально решает, как ему сподручнее». «Да, логично», — согласилась Кали. «Они — мои органы со свободой поведения. Мне кажется, я могу им приказать умереть только одним своим желанием. Но ты должна понять, они для меня как дети. Своих-то у меня нет и, похоже, не будет». «Ули жесток, подруга. Отставить сопли», — обняла ее за плечо Немезида. «Ты лучше присмотрись к парням. Сколько их из Вавилона пришло. Зверушки хорошо, но твоя натура требует человека. Не задумывалась?» «Я вот уже нашла себе мальчиков», — улыбнулась Кали. «А как же Эл?» «Нудный он. Мы с ним пока поставили наши отношения на паузу, как сейчас модно выражаться». «То-то я смотрю, он какой-то чудной ходит», — протянула Немезида. «Ничего, пусть походит, ему полезно». «А Немезида дело, — говорит Марго, — 20 лет — это не навсегда. Не успеешь оглянуться, как уже вышло в тираж». «Ладно, уговорили. Буду искать жениха». «Здец!» — не выдержал внимательно слушавший их Йорик. «Чтоб ты понимал». Их милый разговорчик заглушил оглушительный рев. Тут же сработала рация. «Рекс, Марго, что у вас? К вам уже движутся 2 группы и танки, держитесь». «Мы ничего не видим, пока только слышим. Ждем вас». Охранницы моментально заняли оборонительные позиции. Йорик, как всегда, растворился в воздухе, чтобы внезапно напасть. Марго собрала стаю вокруг себя. Багира и Балу стояли позади королевы, банда бандерлогов впереди полукольцом. Не видя цели, Йорик возник перед обезьянами, и те тут же окружили его.
щупая его свитер своими хитиновыми пальцами и цокая языками, они говорили между собой на жмурском. Йорик выглядел крайне смущенным и в надежде смотрел на Марго. «У тебя есть еще свитер, пусть посмотрят». «Марго, а может, им тоже комбезы какие придумать?» На полном серьезе спросила Немезида. «Цирк!» — фыркнула Кали. «Надо будет раз спросить. Кстати, грузовую платформу установили или нет?» Последний вопрос был к черепу. «Заканчиваем. Место искали. Ретрансляторы тоже сейчас заработают». Рык повторился, заглушив черепа. Марго послала на разведку бандерлогов и Йорика. Через 10 минут они нашли источник и очень не обрадовались этому. В одном из аттракционов с декорациями к Белоснежке и Семи гномам они увидели следующее. В небольшой котловине, окруженной искусственными горами, стояла группа людей с оружием, прижатая к стене громадным тигром. То есть бывшим тигром. Теперь эта махина была вдвое больше Багиры. В пасти, размером с малолитражку, росли клыки длиной с ногу человека. Шкура сохранила черно-желтый окрас. Лапы толщиной с колонны в ангаре оканчивались кинжалами. В пекле у всех вместо когтей были клинки, но чтобы такие... Сегментированный хвост, поблескивая металлическим отливом, громко щелкал при подергивании. Тигр, наклонив голову, готовился к атаке. Люди, выставив вперед оружие, тоже ждали момента, когда он покажет в прыжке брюхо, так как стрелять по бронированной шкуре было бесполезно, даже в упор. Марго дала команду Йорику отвлечь тигра от людей до ее прибытия. «Всем! Все свободные подразделения к Диснейленду! Срочно!» Чужая со своей командой рванула вперед. Йорик проявился на вершине искусственной горы. Люди и тигр заметили его сразу. Настроение у всех упало до нуля. Тигр, чувствуя превосходство нового персонажа, неодобрительно зарычал, не желая упускать добычу. Ну а люди, если и имели какой-то шанс, то сейчас потеряли всякую надежду. Хотя один, самый зоркий из них, тыча стволом в Йорика, прокричал: «Смотрите, элитник-то в свитере!» «Да ты гонишь, косой, совсем сегодня перенюхал». «Нет, правда, он одет», — вторила ему женщина в нолдовском камуфляже. «Он разумен, что ли?» — с ужасом пробормотал третий, с бородой до пупка. Тем временем их научную дискуссию прервало появление стаи бандерлогов, которые окружили Йорика и, дергая того за свитер, показывали пальцами вниз, на тигра и людей. Кто-то упал в обморок, кто-то заплакал, как ребенок, и только один бравый вояка достал из-за пояса маленькую коробочку, открыл ее, насыпав содержимое на ноготь большого пальца, и жадно втянул носом синее вещество. Улыбнувшись, он передернул затвор печенега. Марго обошла импровизированный амфитеатр и нашла решетчатые ворота, как в древних замках, опущенные до упора. Прутья из металла, толщиной в руку. Подергав, она приказала Балу пробить решетку, что тот проделал с удивительной ловкостью. Разбежавшись, просто вынес ее на себе в центр котловины, где стояли люди. У тигра совсем испортилось настроение, после того, как на арену вылетел Балу, не уступающий ему ростом и пастью. Люди уже ни на что не надеялись, а просто ждали, кто их первым разорвет. Ко всему прочему, сверху спикировал кондор размером с быка, а в проделанный медведем проход зашла пантера с зеркальной шкурой. Только бравый боец стоял с пулеметом наперевес и улыбался. Похоже, ему вообще было все равно, кто его съест. На сцене появились новые персонажи. 3 девушки не спеша прошли через тот же проем, что и звери. Одна из них подошла к тигру, который теперь сидел как собака и непонимающе крутил мордой. Мигнув на гребне горы, вампир тут же переместился к девушке, встав у нее за спиной. Она, не обращая на него внимания, погладила тигра по кошмарной пасти. Прошла минута, и тигр спокойно улегся у ее ног. Багира подошла к нему и лизнула морду в знак признания.
Остальная стая присоединилась к ней. Возбужденные обезьяны носились по тигру, разбегаясь по его спине, перескакивали на пантеру, а потом и на медведя. Кондор чистил перья, изредка поглядывая на людей. Девушка повернулась к куче обезумевшего народа и произнесла: «Вы еще удава моего не видели?» «Здрасте», — произнес бравый вояка и поставил пулемет на землю. «Чьи будете?» «Стронги мы», — ответил он за всех. «Вы не смотрите на них, они, ребят, хорошие, только вот никогда такого не видели». «А ты видел?» «Тоже нет, но мне уже все равно». «Немезида, щелкни меня с новым приобретением», — сказала Марго и обняла тигра за шею. «Будешь Шерханом. Йорик, принимай пополнение». На арену с грохотом влетел броневик с Рексом на крыше. Люки распахнулись, и оттуда стали выскакивать люди в тяжелых скафандрах, занимая позиции для стрельбы. «Опоздал ты, Рекс. Смотри, кто у нас здесь», — сказала девушка, показывая на тигра. «Ого, какой красавец!» «Шерхан». Ерхан. Зец. «Подходяще. А это кто?» Рекс указал трубкой на людей. «Привет, коллега. Табачком не богат?» К Рексу подошел командир Стронгов. «Конечно, держи, коллега. Стронг, как и ты. А это что за цыпа?» Он показал на девушку. «Будешь смеяться, но это наше главное. Марго». «Не до смеха, знаешь ли, было, пока она не появилась». «Представляю. Я сам когда-то так же стоял. С ней тогда еще динозавр с 10-этажный дом был. А где сейчас?» «Замучили Нолда животину. Козлы те еще. А мы здесь в горах живем. Вы сами-то откуда?» «Из пирамиды». «Брешешь». «Нет, все так и есть». Марго незаметно подошла сзади. «Просто нам повезло туда попасть. А теперь и вам. Есть чего?» «Будете? Меня Шершень, кстати, зовут. Командовал разведбатом в прошлой жизни». Он протянул им коробочку с синим порошком. Глава 6. Горец. «А что это?» — заинтересовалась Марго. «О, так вы не знаете? Сколько же вы здесь живете?» — выпучил на них глаза Шершень. «Неделю почти», — ответил Рекс. «И откуда вы такие красивые? Из Вавилона, что ли?» «Вавилона больше нет, дружище. Его взорвали 5 дней назад. Вы не видели разве?» «Видели. Я горца знаю, резвого, гриба. А вас там не видел. Горец сейчас приедет. Гриб и резвый в пирамиде, в бассейне плещутся. А мы из чистилища». «Так это ты! Ребят, вы знаете, кто нас спас?» Он повернулся и крикнул своим. «Легендарная Марго!» «Ого, я уже легендарная. Слышал, Рекс? Цени». «Можно моим подойти? Не тронут твои зверушки?» «Нужно даже. По старинке помажу вас кровью». Разрезая себе ладонь, сказала Марго. «Много вас в горах прячется?» 100-2 наберется. Все бойцы». «Пошли к ним гонца, чтобы собирались. С собой только личные вещи, больше ничего не берите. Пройдете ментата, и вам все дадут. Гонцу скажи, чтобы не пугался. С ним пойдут Багира и Балу. Проводят вас». «Да, королева. Ведь так тебя зовут?» «Так. А что за порошок-то ты не сказал?» «Так это... в горах добываем. Там встречаются камни с синими прожилками. Синеву эту в пыль переработать и... кайф». «И как?» «Штырит, королева. По-взрослому. Появляется бесстрашие и небольшая эйфория, но на реакции не отражается. Все воспринимаешь адекватно. Сил прибавляется. И самое хорошее, что нет привыкания». «А почему в Вавилоне этого ни разу не видели?» За спиной Шершня уже стояли Горец и Череп. «Так мы к вам один раз только и заходили. Видно, не было тогда с собой. Прошли как-то сразу после перезагрузки, а потом вернулись на следующий, тоже по холодку, пока народ в зомби не обернулся». «Складно, складно щебечешь», — зловещим голосом произнес Череп, нависший над Шершнем с другой стороны. «Отстань, Череп. Это свой мужик, я его лет 5 назад видел. Шершень, это наша гестапо. Череп».
«Привет, братуха!» На удивление всем, Шершень с Черепом крепко обнялись. «Вот ты куда пропал, хрен лысый! А я ведь тебя искал, так искал! Меня начальство послало в тот кишлак, перевернуть вверх дном там все. Нашли 3 маджахедов. Думали, они тебя прибили. Лично пытал каждого. За пацанов, за всех. Но нифига не нашел. Стоило мне только... В подвал зайти? Ага. Вот так сюда и попал. И я. Где такой чудесный подвал? Поинтересовался Рекс. В Кандагарском ущелье. Кишлак хотели равнять из градов, после того, как мы выйдем из него. Наверное, уже все. Я так рад, что встретил тебя, генерал, — сказал Шершень. Генерал? — присвистнул Рекс. Не похож? — прищурился Череп. Еще как. Сегодня будет гулять вся пирамида. Череп, мы гейшу спасли и самурая. Будешь допрашивать? Пусть так живут. А то мне Надя сама харакири сделает за гейшу. Слушай, Шершень, а как много там этого порошка? — спросил Рекс, делая вид, что его это не очень-то интересует. — С какой целью интересуешься? — С коммерческой. — Мы добываем до килограмма в месяц. — Не густо. — Но залежей там много. Добывать нечем. — О, у нас есть чем. Марго, я что думаю, товар-то ходовой. — Ага, и наркоконтроля поблизости нет. Если я правильно тебя поняла, ты хочешь распространять его через порталы. Я не против. Но у меня одно условие — железное. Вот сейчас, Рекс, меня слышат все, и Ра в том числе. Если кто-то в наркотическом угаре подставит в бою своих товарищей, то тут же встретится с Йориком. Это касается и женщин тоже. А так отдыхайте и торгуйте на здоровье. Заметана чужая. Шершень, а ты в курсе, что эти горы, как и весь кластер, из созвездия Ориона? Хрена себе! То, что русскому разок посмеяться, орионцу смерть. Я один раз так здесь посмеялся, что, видишь, седой хожу. Скребер здесь из океана выходил полгода назад. Нас каким-то чудом не увидел. Стоп. Дома расскажешь. Уходим. Марго запрыгнула во внедорожник Рекса. Все расселись и, сопровождаемые стаей, двинулись к грузовому порталу. Около него уже стояло порядка 100 машин, ожидая начальства. — О, вы крутые! А мы все по пещерам скитаемся, — удивился Шершень мощи пирамиды. — Сейчас приедем, не то еще увидишь, — сказал ему Квас. Колонна приготовилась к движению. Повинуясь приказам регулировщиков, машины стали съезжать с шоссе к порталу, до которого было 100 метров уже на кластере пирамиды. Четко соблюдая дистанцию и скорость, они друг за другом исчезали в нем. После последней машины Ра деактивировала портал. Внутри ангара грузовики выстроились ровными рядами и споро разгружались через локальный телепорт прямиком на склады. «Жнец, возьми 10 броневиков и одну группу. Шершень тебе человека даст. Тот тебя проводит до места в горах. Заберешь там людей и назад. Вещи не брать, только личные. Оружие забери. Сверху Чиль прикроет, а там тебя ждут Багира и Балу. Все понял?» «Да, Марго?» «Один нога тут, другая там», — кивнул Жнец. «Ну да, после твоих взрывов обычно так и бывает. Пойдем наверх. Горец говорит, предложения у него созрели. Послушаем. Рам, перенеси нас наверх». Вся компания оказалась в зале управления. «Слушайте, я не перестаю удивляться вашей пирамиде. Как в фантастику попал?» Шершень, открыв рот, рассматривал убранство зала. «Нашей пирамиде. Или ты предпочитаешь жить в горах?» «Не-не, я пошутил. Здесь, конечно же». «Ок. Рам, Шершня в первую категорию. Садитесь, Горец нам расскажет, что придумал». «Раз уж я здесь администратор, то пора администрировать. Первое предложение — разбить огород. Да, именно огород. Овощи и фрукты. Они нам жизненно необходимы, как ни странно. В Вавилоне у нас это было. В Токио, конечно, можно найти зелень, но каждый день туда не наездишься. Уверен, все за. Так ведь? Ну вот. Под это дело надо расчистить ту площадку.
Горец вызвал голографическую схему кластера. «Как охранять собираешься от зараженных?» «Ра, у Нолдов имеются устройства, отпугивающие зараженных. А у тебя есть что-то подобное?» — спросила Немезида. «У меня такого нет, но можно перекрыть кластер силовым полем. Оно сдержит зараженных и людей. Нолды, конечно, могут преодолеть барьер или просто перелететь. Нам достаточно перекрыть только две стороны. Из Токио может быть опасный трафик вплоть до Орды. Со стороны моря обязательно метрах в 100 от берега. И со стороны Вавилона 100-метровый участок». Горец указал рукой проблемные стороны. «Элитники могут прорвать барьер, Ра?» «Если только кайдзю, и то не все». «Они что, разные бывают?» — подскочил в кресле Рекс. «Да». Здец! Йорик внимательно слушал и, казалось, понимал, о чем речь. «Получается, мы перегородим кластер. Территория намного меньше Вавилона, так что справимся. Ра, сколько времени займет установка барьера?» «Неделя, как максимум. Мобильные силовые поля встанут уже сегодня за 2 часа. Далее они будут заменяться стационарными установками». «Вторым моим предложением будет строительство отелей на береговой полосе. Первый этаж каменный. Материал берем в горах, попутно добываем порошок. Второй этаж из пальмы, благо климат позволяет. Для придания колорита крыши можно изготовить из пальмовых листьев. Очень красиво получится. Мы так уже делали. Столики, шезлонги, лежаки — все из пальмы и бамбука. Представьте только, какой пойдет к нам трафик, когда мы поставим грузовые порталы. Курорт, море, пальмы, гейши, наркотики». Улыбка у горца была до ушей. «Вы ему тоже уже дали? Горец, ты искуситель. Я за». Марго подняла руку. Стоящий за ней Йорик тоже. «Поддерживаю. И киви не забудь». «Чую, будет головняк с транзитными пассажирами», — прокряхтел череп. «За». «Принято. Горец, строй. Людей сам наберешь. Кто тебе нужен в первую очередь?» «Знакомые с горным делом». «Мои все этим занимались. Надеюсь, ты не заставишь их кирками махать?» — спросил Шершень. «Нет, у нас есть передвижные деструкторы. Малой мощностью быстро разберем камешки, заодно покажете, где находятся залежи. Как, кстати, вы его называете?» «Лед. Он голубой и в то же время прохладный на ощупь». «Инопланетный веселящий порошок. Лед. Горец, на тебе тогда будет и ценовая политика за все это счастье, включая курорт», — сказала Марго. «Понятное дело. Мне еще нужны дизайнеры и архитектор. Огородники есть. Так это у нас просто, с нашими-то возможностями. Всем привет, это Марго. Вопрос, есть ли среди нас кто по образованию архитектор или дизайнер? Нужен человек для возведения коттеджей на пляже. Обращаться к горцу». «Я архитектор», — ответил женский голос. «Лилит». «Ну вот и помощница тебе, горец», — подмигнул ему Рекс. «Ра, ты упомянула, что кайдзю бывают разные. Какие еще есть размеры?» «Вы были невнимательны, когда я сообщила, что кайдзю ростом в 63 метра относится к малым. От 70 до 110 — средние. Все, что крупнее, — большие. Я видела одного ростом в 139 метров. Получается, тот скребер был средний, но жутко страшный. Шершень инстинктивно провел рукой по седой голове. «Скребер и кайдзю одно и то же?» — дернула Рекса за рукав Диана. «Откуда я знаю? Судя по размерам кайдзю, скребер — милая безобидная зверушка». «Ты представь только, сколько там жемчуга!» — опять дернула его Диана. «Очень заманчиво. Ра, у тебя висит дрон над Токийским заливом?» «Да, Марго. Как только монстр появится, я сообщу». Они обычно проводят несколько дней на суше, пожирая все подряд, а потом уплывают назад. «Чем же можно убить такого? Наше вооружение его точно не возьмет. Я имею в виду земное», — заметил Рекс. «Я обещала тебе показать специальное снаряжение, заместитель Рекс. Наверное, всем будет интересно». Перед зрителями развернулся 2-метровый экран.
комплект спецснаряжения входит скафандр высшей защиты. Представляет собой серебристый, тонкий полимер, изготавливаемый из единственной молекулы. Технология представляет собой тайну, которую я не знаю. Защищает от механических повреждений и давления не более 2000 атмосфер на квадратный сантиметр. От средних гравидеструкторов и лучевого оружия, попросту отражая луч. От боевых газов и кислот. Может работать под водой и в космосе. В наличии 10 штук. «Фееричный костюмчик», — облизнулась Немезида. «Слушайте дальше». Тоном учительницы продолжила Ра. К этому костюмчику прилагается специальное оружие. Спектр довольно широк. Лучевой клинок представляет собой рукоять 25 см длиной, из которой генерируется луч белого цвета. Длина может колебаться от 10 см до 2 метров. Теоретически может разрубить многое. Сам костюм, к примеру, не может. Зато рубит броню как масло. Может быть использован для работы с кайдзю, но так как длина клинка не позволит нанести существенный вред его организму, то используется для нанесения поверхностных ударов по глазам и другим внешним органам. Следующий образец — спираль. Надевается на руку, обвивает ее от запястья до локтя. Надевать поверх костюма. Передней частью она охватывает запястье и заканчивается узором на внешней стороне кисти, не достигая пальцев. Оружие входит в резонанс с биоритмами мозга и в нужный момент извергает гравидеструктивный невидимый луч, который гарантированно пробивает 3-метровую броню. Примерно такую, какую носит средний кайдзю. Следующим элементом вооружения являются психокинетические пускатели. Крепятся к приплечьям, также настраиваются на биоритмы мозга и по мысленной команде выпускают небольшие снаряды. Радиус воздействия до 10 метров. С помощью него можно отключать определенные участки тела того же кайдзю. Броня не спасает. На поясе крепится сумка с гранатами. Радиус поражения 20 метров. Костюм от взрыва не защитит, велика вероятность поражения себя. Использовать с осторожностью. Еще один образец вооружения крепится на плечи. 2 автоматические лучевые пушки. Дальность прямой видимости. Туман, дождь и дым существенно снижают мощность луча. Пушка работает в прерывистом режиме, а не постоянно испуская лучи туда, куда смотрят глаза владельца костюма. Пробивает до 3 метров брони. Может перегреваться, тогда ей нужно остывать. Накладки на ноги, точнее на икры, способствуют развитию большой скорости бега. Могут служить реактивными ускорителями для полетов не далее километра. И последнее. Мною замечено, что дары, которыми Улей наделил людей, могут существенно увеличивать показатели костюма и оружия. Если у человека дар к быстрому передвижению, то накладки обеспечат синергию и, как следствие, еще большую скорость. Скорострельность, точность и прочее тоже увеличивает показатели оружия. Охренеть! Других слов нет. Рекс задумчиво курил трубку. Для среднего и большего кайдзю рекомендуется задействовать тяжелую артиллерию и танки, сообщила Ра. Ладно, попробуем, как появится, сказала Марго. Еще один момент. Поднял пикантный вопрос Горец. Как все мы знаем, у нас соотношение прекрасного пола с ужасным 1 к 3. И это в итоге приведет к социальной напряженности, уж поверьте мне. Поэтому предлагаю организовать публичный дом. Да, вот так вот прямо. Легче предотвратить драмы, чем потом разгребать это говно, когда рогоносцы будут гоняться по пирамиде друг за другом. Хотя этого все равно не избежать, по крайней мере, уменьшим накал страстей. Мы привезли профессиональную гейшу из Токио. Ей можно поручить создание борделя. — А кто там работать будет? Ты? — заулыбалась Марго. — Чужая. Желающие найдутся. Из 330 мною допрошенных было 83 женщины. И каждая 6-я из них реально согласится там работать, — буркнул Череп. — Какое неслыханное блядство на корабле! — всплеснула руками Кали. — Череп,
Ты аккуратно опроси кандидаток или просто познакомь с гейшей. Ее зовут Юко. А как ты узнала? Говоришь по-японски? Ра передала ей рацию. Она автоматически переводит на русский и обратно. Точно, это маразм. И еще, кашлянул Горец. Только не гей-бар, пожалуйста, взмолилась Диана. Нет, покраснел Горец. Просто казино. У нас есть столы и рулетка. Я поняла. Блэк-джек, шлюхи и наркота. Открывай. Марго хлопнула по столу и встала. На следующий день после завтрака в ресторане к Горцу подошла красивая женщина. — Вы Горец? Голос у нее был бархатистый. Среднего роста, высокая грудь, кисти рук тонкие, с длинными прямыми пальцами. Роскошная грива волос спускалась ниже лопаток, обрамляя лицо богини. У бравого вояки дрогнули колени. — Да, мэм. Он весь как-то подтянулся, стараясь выглядеть солиднее. — Вы меня, вероятно, не знаете. Меня зовут Лилит. Я всего полгода в Вавилоне. Меня нашли перезагрузку назад в городе. Я по поводу работы. В прошлом я работала архитектором и дизайнером, также занималась ландшафтным дизайном. Наша фирма как раз специализировалась на коттеджных поселках для богатых мальчиков и девочек. — Неужели? Диплом, конечно, вы с собой не захватили, — пошутил Горец. — Какое там? Хорошо, хоть сама жива осталась. А во второй раз, несколько дней назад, уже и не чаяла спастись. Сила на исходе, еле иду. А монстрам что? Им все равно. Эти лоси могут 100 километров пробежать и не запыхаться. — А, я видел. Я шел в той группе, на которую вы наткнулись. Верно, если б не мы, жить вам оставалось несколько минут. Очень рад, что такая очаровательная женщина теперь с нами. Скажете тоже. Это мне ваш чудо-госпиталь такое лицо сделал. Зараженные постарались, поработали надо мной. Бабу-Ягу без грима после них можно было играть. Не знаю, какой вы были раньше, но сейчас просто красавица. Спасибо. Лилит потупила глазки. А знаете что? Давайте, раз уж мы работаем вместе, отправимся сейчас в горы. Посмотрим на месте качество материала и еще кое-что. Так разве можно? Мне можно. Без ложной скромности, я один из 3 заместителей Марго. Девушка с монстрами? Она. Ее звери ручные, не бойтесь. Они знают ДНК всех живущих в пирамиде и не тронут вас. Если бы не она и ее зоопарк, я должен был погибнуть несколько месяцев назад. Здесь практически все обязаны ей жизнью. Она хорошая и своих не бросает. Мы просто пытаемся выжить там, куда попали не по своей воле. Я поняла. Тогда вы сейчас к Михалычу за скафандром, а я разберусь с делами. Встречаемся через час внизу в ангаре. Горец почувствовал, как неприятности последних недель стали отпускать. Ему хотелось жить и творить. Он оживал. Надо согласовать с Марго и взять охрану. Горец, Марго. На связи. На фоне голоса Марго рычал тигр. Было слышно, как ухают обезьяны. Дрессируешь? Я хочу со своей новой помощницей и еще несколькими специалистами проехаться в горы. Заодно посмотрим, как лед добывают. Нужна охрана. Возьми жнеца, он там вчера был, дорогу знает. И 2 группы спецов. Я пришлю вниз в ангар Шерхана и Багиру. Ты уверена в тигре? Я его вижу как себя. Он будет тебе послушен. Титан же ходил со стаей. Теперь и ты сходишь, это не страшно. Управлять ими ты все равно не сможешь, они сами все сделают. А твои простейшие команды они выполнят. Дорога до горных разработок заняла около часа. Кластер пирамиды невелик по меркам Улья. С одной стороны, это большой плюс. Можно перекрыть опасные направления и наслаждаться безопасной территорией. Минусы тоже были. Маленькую территорию легче накрыть с воздуха или тяжелыми минометами с гаубицами. Спрятаться гораздо труднее и отступать некуда. Колонна из броневиков и 2 танков подошла к пещере, где раньше скрывались стронги шершня. Сейчас с ними был проводник. Сам шершень остался формировать боевые группы из своих бойцов под управлением Рекса. Левее входа, через 200 метров, можно брать хороший камень для построек. Туда подгоним технику,
Освободим площадку для погрузки. Можно даже протарить грунтовку прямо на пляж. Почему же грунтовку? Сделаем нормальную дорогу. Оказывается, инопланетяне запасливые ребята были. У них такие машины есть, закачаешься. Идет, скажем, по полю, и весь грунт под ней превращается в массу сродни стеклу, но не скользкую. Покрытие надежное, крепкое, не трескается, если, конечно, землетрясения не будет. Осталось наметить маршруты в кластере, и Ира пустит технику. Сказала, за неделю сделает здесь автобаны. Очень помогло бы. А самосвалы у нее есть? Чего нет, того нет. Можно к броневику лайбу на колесах приделать. Много камней здесь добывают. Смотрите сами. 2 километра в ширину и порядка 8 в глубину, при высоте 300-400 метров. Наверное, можно 4-ю пирамиду построить. С этим ясно. Где вы лед достаете? Он может быть в тех же камнях, но мало. Основные залежи правее пещеры. Жилы там выходят на поверхность. С техникой будет намного проще его достать, только я этого ждал. Как всегда, все хорошо, но... Лед охраняют черви. В пещере, где мы жили, они ни разу не появлялись. Поэтому для своих нужд доставали его со стен, не боясь нарваться на червяка. А к тем залежам как-то сунулись, так сразу 2 лишились и больше уже не пробовали. И откуда они лезут? Из-под земли. Почва расходится под тобой, и ты проваливаешься в ходы, которые они прокопали. А дальше? А дальше никто не возвращался. То есть они реагируют, когда начинаешь ломать камни. Да, обычным шагом пройти можно. Что ж, понятно. Они слышат, как сотрясается почва, и лезут мстить за нарушение покоя. А мы сейчас проверим, что это за червяки такие. Всем отойти метров на 200. Орудие на прямую наводку. Танки отошли еще дальше за броневики, ставшие полукругом. Люди находились за техникой. Шерхан и Багира сидели слева от позиций и глядели друг на друга. Симпатия между ними возникла практически сразу. Броневики начали обстрел горного массива из деструкторов на самой малой мощности. Синяя ветвистая молния вылетела из спаренной установки на крыше броневика, и тут же следовала другая. Пробежав так по крышам 8 машин, она разворотила горный кряж высотой метров 200 в груду щебня. — Мы так лед не испортим? — запоздало спросила Лилит у проводника. — Нет. Он отслаивается сразу, если камень крошится. И лежит себе пластами, только подбирай. Но собирать пока не надо. Вон, смотрите туда. Он показал рукой ближе к пещере. Лезут. Видите, как земля превращается там в воронку? Между разбитых камней возникли концентрические круги, в центре которых почва осыпалась вниз. Вскоре из воронки показалась морда червя диаметром больше метра. Он вылез над землей метра на 2 и покрутил ею вокруг, ища жертву. Морда не имела пасти как таковой. Ротовое отверстие, полное зубов, расположенных по кругу, перекрывалось мембраной, открыв которую, червь обнажил глубочайшую глотку, истыканную острыми, как иглы, зубами, что спокойно могла заглотить среднего мужчину. Чуть погодя, вылез еще один и еще. Итого их набралось около 10, тупо крутивших своими телами. «Огонь!» — скомандовал горец. Опять молнии соскочили со стапелей, расплющив червяков. Подождали минут 10 и решили, что их больше не будет. Осторожно ступая, группа спецназа во главе со жнецом подошла к расплющенным телам. Движение под землей не фиксировалось, и жнец махнул рукой горцу. Горец, проводник и Лилит пошли посмотреть, что там упало полезного. Шерхан и Багира, как приклеенные, шли за горцем. Неплохой улов. Проводник крутил в руках синий пласт толщиной сантиметров 10 и длиной около метра. Таким можно человек 200 осчастливить. Просто размельчить? — спросил горец. — Ага. И расфасовать по пакетикам с изображением пирамиды и полоски пальм на пляже. Мечтательно предложила Лилит. Сразу видно творческого человека. Издалека. А то. Я еще и не так могу.
— двусмысленно сообщила Лилит. «Обычные камни тоже червяки охраняют?» «Нет, только здесь. Левее пещеры мы их ни разу не видели. Все, собираем лед и несем к броневикам». Не успел Горец договорить, как почва под ногами стала подпрыгивать. «Назад! Все назад!» — закричал жнец, выставив вперед пулемет. Группа бойцов без паники, соблюдая порядок, двинулись назад. Воронка метров 10 в диаметре стала формироваться прямо под ногами Лилит. Она вскрикнула и бросилась бежать к горцу, но под ней раскрылась бездна. Только благодаря реакции горца Лилит осталась жива. Он успел схватить ее за запястье одной рукой, а потом перехватил двумя. Жнец, не теряя времени, в свою очередь, схватил горца за ноги и потянул назад. Общими усилиями они вытащили улыбающуюся Лилит. И вовремя. Не успели люди откатиться от воронки, как из нее выскочила кошмарная пасть червяка, в несколько раз больше предыдущих. Чудовище, поводив из стороны в сторону своей слепой головой, четко нацелилось на людей. Тело чуть отошло назад от осевой линии, готовясь к броску, когда сбоку мелькнули две тени. Первой в голову врезалась Багира, оглушив червя. Второй тенью был Шерхан, который практически перерубил его пополам своими метровыми когтями. Охота у главного червяка не задалась, остальное его тело упало в прорытую им нору. Шерхан прошелся вдоль отрубленной головы, грозно рыча, поддел ее когтем и отбросил в сторону. Багира сидела, облизывая свою лапу и хитро щурясь на яркое солнце. «Горец, спасибо, что опять спас меня». Лилит прижалась к нему и поцеловала его в губы. Стоявшие рядом бойцы аплодировали, глядя на красного, как вареный рак, горца. «Поедем, посмотрим пляж, Лилит». Горец встал и подал руку девушке, предлагая подняться с земли. «Надеюсь, Кайдзю не вылезет поприветствовать нас». Глава 7. Кайдзю. Утро понедельника всегда тревожное и непредсказуемое. Как правило, все неприятности начинаются в начале недели и к среде затухают. Но здесь, в Улье, каждый день был понедельником. Марго, дроном в Токийском заливе замечен малый кайдзю 66 метров ростом. Голова в виде топора, за что получил название кайдзю-оно. Быстрый, ловкий, чрезвычайно опасен, отрапортовала Ра. «Ра, ты знаешь, что такое понедельник?» — прохрипела Марго, мечтая о таблетке анальгина. «На Орионе их не было. Неделя начиналась во вторник». «Умно. Давай общий сбор в ресторане. Через час». Услышав голоса, из соседней комнаты выглянула Немезида. «Все в порядке?» «Пока да, но в Токио пожаловал кайдзю». «О, постреляем!» — улыбнулась Немезида. «И ты туда же. Пойду в ванную. Зачем мы вчера столько пили?» Ресторан был полон, когда туда заявилась Марго со свитой. Девушке дали спокойно поесть, но как только последний кусок исчез с тарелки, ресторан взорвался вопросами. «Стоп, стоп! Вкратце!» Ра заметила в Токио кайдзю. Вылез из океана 2 часа назад и пока никуда не торопится. Через час оповещу всех, кто пойдет пробовать зверюгу. Но предупреждаю сразу, поход может оказаться прогулкой в один конец. Это не скребер и даже не 2 скребера. Без шуток, он, хотя относится к малым, но ростом 66 метров. Те, кто останутся, смогут наблюдать за нами через дроны. И никому не открывайте, пока мы не вернемся. Марго, толкая речь, стояла на столе для лучшей видимости и с последними словами переместилась в зал управления. Идут Рекс, Шершень, Жнец, Эл и ты, Горец. Череп за старшего. У тебя дел пока хватает, сам знаешь каких. Михалыч срочно готовит всю технику, которая есть в пирамиде.
Сезон кайдзю открыт. Михалыч, сразу говорю, как все расконсервируешь, следующий кайдзю твой. Ну, или Нолды. Марго, перебью. Я знаю, где неподалеку засели эти гады. Шершень поднял руку, как в школе на уроке. Что ж ты молчал? Оставь координаты. Ра, погляди, только осторожно. Где, что и куда можно поставить грузовой портал, недалеко от них. Но так, чтобы незаметно. Мы им сюрприз преподнесем. Но после чудовища. Рекс, что берем с собой? Человек 200, не больше, чтобы не мешались. На пристани не так много места. Технику по максимуму. И охота проверить спецкостюмчики. Вы уже разобрались, кто их наденет? Да. Тебе ведь не надо, ты говорила? Нет, меня не считайте. У меня после базы Нолдов свой костюмчик нарисовался. Уж не знаю, на каком он принципе работает, но полностью закрывает оранжевым полем. Тогда так. Рекс, Череп, Горец, Жнец, Немезида, Кали, Диана, Шершень и Квас. Один пока про запас, — сказал Рекс. Это группа, которая будет выполнять специальные и не очень задачи. Одним словом, те, кто сунет голову в пасть кайдзю. Ну и, конечно, охрана королевы Марго. А теперь, Ра, покажи нам, кто там пасется. Передача велась с 2 дронов. Один снимал со стороны океана, вися неподалеку от берега. Другой из города, паря над крышами зданий. Огромный монстр шел по пристани, вертя головой топором, в поисках добычи. Все, включая самых отмороженных элитников, разбежались за километр от пристани. Пожрать было нечего, и кайдзю ревел от злости, как иерихонская труба. Весь покрытый панцирем темно-зеленого цвета, с головой, переходящей в солидные челюсти, по форме напоминающий индейский топорик, за что и получил прозвище «Оно», по-японски означающее «топор». Мощные плечи, из которых торчали 4 лапы с 3 пальцами и клинками вместо когтей. Нижние конечности ничем примечательным не отличались, разве что только размерами. Зато он резво ими работал, отправляя в полет стоящие у обочины автобусы. Токио уже 2 недели после перезагрузки. Там сейчас элиты, как блох на собаке. Это тоже надо учесть, — сказал Жнец. Необходимо не спеша расчистить сектор. Предложение по поводу атаки есть? Марго оглядела собравшихся. Выманить вот сюда, на центральную улицу. Достаточно длинная, он не сразу доберется до техники. На другом конце установить батарею тяжелых гравиков и всего остального. До кайдзю будет 2 километра открытого пространства. Хороший проспект, как в Москве. Сколько времени ему понадобится, чтобы преодолеть это расстояние? Ра? Рекс стоял и смотрел на голограмму Токио, держа дымящуюся трубку в согнутой руке. 2 километра он пройдет за 9 минут, а пробежит за 3. 3 минуты. Не густо. Михалыч, ты сделал мины, как я просил? Рекс посмотрел на надутого и обиженного механика. Сделал, уже грузят. Что за мины? Поинтересовался Череп. Да это даже не мины, а связки гранат психокинетического действия с дистанционным взрывателем. Кайдзю идет, они под ним взрываются, ножки отказывают, и он замедляется. С замедлением у нас, возможно, будет 5 минут. Делить пополам, как всегда. Итого 3 батареи успеют хорошенько его прожарить, — считал вслух Рекс. Возьмем 4 для подстраховки. Также броневики для экстренного драпа. Стая плюс спецгруппа. — Может и получится, — заключил Горец. — Чего тогда сидим, кого ждем? Чужая поднялась из-за стола. С собой взяли все, что на ходу. Почти 20 броневиков, забитых десантом, 12 танков и 10 платформ, 6 из которых были с гравидеструкторами, 2 с лазерами и еще 2 с психокинетическими пушками. Спецгруппа в своем снаряжении, остальные надели тяжелые скафандры, включая даже тех, кто не собирался выходить из машин. Марго со своими телохранительницами ехала в середине колонны, на джипе.
Стая охраняла фланги. Бандерлоги бежать так далеко отказались и теперь скакали по крышам броневиков, идущих за лидером, то есть практически друг за другом. Замыкали колонну 6 бронемашин, идущих за платформами. Марго засмотрелась на грациозно бегущих Шерхана и Багиру. Балу, конечно, тоже развивал приличную скорость, но до грации кошачьих ему было далеко. «Надо сделать седло на Шерхана», — подумала Марго. «Очень красиво должна смотреться девушка верхом на бенгальском тигре размером со слона». Чиль уже кружил над пристанью, выискивая Кайдзю. Несколько дронов веером разошлись по городу и, наконец, обнаружили живую башню в районе железнодорожной станции. Он гонял по ней несколько элитников. Те в страхе метались по путям в надежде уйти от огромного и быстрого Кайдзю. Двоим уже не повезло. Эти, видимо, раньше были гориллами и внешне чем-то напоминали Конга. Одного он раздавил лапой, а второго как раз доедал, раскрывая свою мерзкую топорообразную пасть, полную клиновидных зубов размером с человека. От станции до проспекта всего 4 километра, и все узкими улочками. Оставалось понять, как его выманить на проспект, который уже начали минировать. Танки занимали позиции, перекрывая широкую часть улицы. В случае неудачи даже Кайдзю будет трудно разметать их сходу. 100-тонные махины стояли плотно, оставив между собой проходы только для людей. Выдвинув опоры, они перешли в осадный режим и служили дополнительным заграждением. За ними выстроились платформы с тяжелым вооружением, а еще дальше — психокинетические пушки, на случай, если подведут гранаты. Специальная группа в полном составе, за исключением черепа, оставшегося дома, засела на крышах домов, по бокам проспекта, рассчитывая ударить в спину после того, как отработает тяжелая техника. Пехота, вооруженная автоматами от РА, рассредоточилась среди танков. Инопланетные автоматы-пулеметы были похожи на нолдовские. Такая же, если не лучше, меткость и кучность. Скорострельность, правда, ниже, зато каждая единица могла трансформироваться в 3 состояния. Первое и основное — автомат с 60 капсулами гравидеструктивного свойства. Довольно быстро из него получался пулемет. Ствол удлинялся, выдвигались сошки, увеличивалась дальнобойность за счет скорострельности. Это уже был не пулемет, а почти что противотанковое ружье. И третье состояние — винтовка с прицелом. Ствол оставался таким же, как и пулемета, оптика заметно увеличивалась в размерах, и тогда оружие уверенно било на расстояние до 2 километров. При желании к этому комплексу можно было приделать блок ведения огня лазером. Одна батарея выдавала до 100 выстрелов. Занявшая позиции колонна распугала зараженных. Никто не рискнул даже приблизиться, не то что напасть на такую силу. А когда мимо проследовала стая, то от них бежали быстрее, чем от Кайдзю. Обезьян Марго разместила на крышах, рядом со спецгруппой. Сама она тоже находилась рядом. Решено было выманить монстра Шерханом, Багирой и Балу. Он ведь так хотел попробовать элитников на вкус, а здесь они сами к нему придут. Кошки и медведь побежали к Кайдзю. Марго глазами Чиля видела, что тот еще на вокзале. Зараженных рядом уже не нашлось, а он, по всей видимости, еще не наелся. Монстр вскрывал вагоны электричек, как консервные банки, запуская туда лапу и выбирая всех, кто там находился. Но это был для него всего лишь планктон, а жрать хотелось по-настоящему. Услышав рев Шерхана, он встал и прислушался. Тигр еще раз огласил окрестности рыком, от которого даже руберы, выглядывающие из окон домов, попадали в обморок. Пробравшись через каменные джунгли Токио, благодаря Марго и Чилю, кошки оставили медведя на широкой улице, дабы он нигде не застрял, а сами через извилистые переулки выбрались на станцию. На вокзале было несколько платформ со стоящими поездами, которые чистил Кайдзю. Сейчас он находился в самом дальнем конце
от Шерхана и Багиры. Кошки еще раз исполнили замечательную руладу, но теперь уже дуэтом, что окончательно привлекло внимание Кайдзю. Бросив вагоны, он понесся к возмутителям спокойствия. Ра не соврала. Он был очень быстрым. Состав с 10 вагонами монстр проскочил за 2 минуты и вырвался на перрон, где только что стояли кошки. Принюхиваясь своим ужасным топором, взял след и рванул за элитой. А те, по приказу Марго, использовали для отступления узкие улицы, не давая разгоняться махине. Монстр уже установил визуальный контакт с жертвами и теперь летел вперед, как асфальтовый каток. Здания, мешавшие его проходу, нещадно уничтожались, рушась целыми этажами. Сбивая на своем пути все углы, Кайдзю оставлял за собой просеку шириной метров 40. Узкое пространство кончилось, и он припустил за элитой еще быстрее. Шерхан и Багира добежали до Балу, который стоял на месте и теперь пытался набрать скорость, что получалось плохо. В какой-то момент Марго показалось, что Балу вот-вот попадет в лапы монстра и уже хотела развернуть кошек для отвлекающего маневра. Но как только медведь увидел, кто его догоняет, из-под когтей полетел асфальт, словно дым от стартующего гоночного автомобиля. Захочешь жить — еще не так побежишь. Скорость погони заметно возросла. Звери старались вовсю, держа дистанцию в несколько сотен метров, и, наконец, вся команда выкатилась на широкий проспект. Кайдзю, предвкушая обед, издал звук, сравнимый с сиреной парохода, когда тот заходит в порт. Стеклопакеты толщиной сантиметров в 10 посыпались хрусталем вниз со стоящих рядом небоскребов. Выставив вперед все свои кошмарные 4 передние лапы, он заметно прибавил в скорости, опасно догоняя Балу, бежавшего последним. Марго решила, что если медведь выживет, больше не использовать его как приманку. Обезьяны, увидев ходячий небоскреб, стали озабоченно переговариваться между собой. Йорик издал свое любимое восклицание и отодвинул в сторону вожака бандерлогов, приготовившись к бою. Элита миновала первые заряды, стремясь укрыться за спасительными танками. Кайдзю же влетел в первую лужу машинного масла, которую предусмотрительно разлили на его пути. Поскользнулся и прямо мордой попал на заряд. Прозвучал подрыв. В отличие от пушек, гранаты изначально издавали звук. Монстр замотал головой, словно отряхиваясь, пытаясь встать. Наконец ему это удалось, но теперь у него безжизненно повисла одна из правых лап. Кайдзю сделал несколько гигантских шагов, крутя башкой в поисках убежавшего обеда. Наконец он увидел зверей, добравшихся до танков, и рванул, что есть силы, за ними. Тут же под его лапами раздалось 2 взрыва подряд, и он с подогнувшимися ногами рухнул мордой вниз. Не понимая, что происходит, он заревел, как труба апокалипсиса. И тут его симфонию разбавил стройный залп 12 танков. Попали почти все, буквально парализовав Кайдзю. Он катался на спине по широкому проспекту, пытаясь встать, но не мог. Асфальт под ним трескался, а проспект обзавелся огромной ямой. По нему пробегали с полохами синие молнии гравидеструкторов, прибивая монстра к земле. К общему хору присоединились мины с психокинетикой, выпущенные с тяжелой платформы, добив его окончательно. Инопланетное оружие оказалось не таким плохим, как поначалу отзывался о нем Рекс. Танки дали еще залп, и у монстра грудь прогнулась внутрь. С треском лопнула грудная пластина, защищавшая Кайдзю, обнажив внутренние органы. 2 лапы слева выгнулись под неестественным углом и уже не представляли опасности. Кайдзю лежал на боку, хищно разевая пасть размером с коттедж, проектируемый Лилит. Подходить к нему никто не решался, и танки дали дополнительный залп. После чего у Кайдзю неконтролируемо задергались нижние лапы, и он заревел, но уже тише, чем обычно. Рекс, посоветовавшись с Марго, дал команду пехоте
отстрелять по одной обойме в разных режимах. Решили проверить автоматы, заодно гарантированно ослабив раненого кайдзю, который был еще очень опасен. После 5-минутного ураганного огня и совершенно раскисшего после этого монстра Марго дала отмашку стае. Шерхан, Багира и Балу выпрыгнули из-за танков и понеслись вперед, горя желанием расквитаться с обидчиком, который гонял их по Токио. Вниз спикировал Чиль, как всегда, точно в глаз, что подтвердил хрип кайдзю. Сверху посыпались обезьяны и Йорик, который первым оказался верхом на туше. И началась бойня. За 10 минут стая окончательно прикончила кайдзю, изрезав ему все внутренности через пролом в грудной клетке. Теперь он уже даже не дергал нижними лапами. Марго отозвала зверей, которые вытащили из монстра что-то вроде печени, тонны на 3. Оттащив ее подальше, они стали пировать. Видя такой ажиотаж, даже сам начальник бандерлогов отбросил все правила и набросился на трепещущую массу. Дальше последовало групповое фото и самая интересная часть, а именно поиски Немезидой жемчуга. Марго связалась с Ра. Та сказала, что дома все хорошо, и она советует сохранить мясо, а особенно железы, расположенные за языком. На вопрос, зачем они ей, последовал ответ, что когда Нолдам удалось убить одного такого кайдзю 23 года назад, то они первым делом вырезали их и положили в контейнер со льдом. Зная скрупулезность врага по этому поводу, Марго отдала приказ рефрижераторам выйти из пирамиды через грузовой портал. Ра советует забрать мясо и железы, которые расположены за языком. «Рекс, поработайте своими пушками на плечах. Достаньте мне их». «А зачем они?» Ра говорит, что Нолды в первую очередь их вырезали, когда убили такого же кайдзю. «Интересно посмотреть, как они его убивали». «Хе-хе». «Конечно, Марго, сейчас все вырежем». На этот раз Немезида достаточно быстро добралась до спорового мешка. Он был хорошо заметен, и нолдовский меч отлично пробил броню монстра. Лазер тоже справлялся неплохо, но медленнее. Кайдзю разделали по всем правилам. Нижние ноги пришлось делить на 4 части, и только тогда удалось запихнуть их в рефрижератор. Верхние лапы тоже разрезали, но уже натрое. Голову повезли отдельно, погрузив ее на платформу с гравидеструктором. Стая больше не подходила к туше. У всех заметно округлились животы, и они улеглись спать прямо на асфальте проспекта. Только Йорик еще кое-как передвигался, но и он, добредя до Марго, уселся на землю и не вставал. Как оказалось в дальнейшем, стая уволокла печень, одну из самых вкуснейших частей кайдзю. Мясо его было почти аналогом омара и совершенно не пахло тиной или чем-то еще. В меню ресторана появились такие блюда, как кайдзю под сметанным соусом, кайдзю с шампиньонами, кайдзю в белом вине, сушеные лапки кайдзю, вяленый кайдзю, соленый кайдзю, кайдзю горячего копчения и еще с несколько десятков различных наименований. Я такого еще ни разу не видела. Немезида с пакетом и мечом подошла к Марго. 10 белых! Смотри, какого они размера, с перепелиное яйцо. И янтаря 5 килограмм. Я сложила в другой пакет. Надо Титану на анализ отдать. Размер, конечно, необычный. Как бы не взорваться после приема. А это что за гадость? Марго показала на зеленоватые ленты длиной 1,5 метра. Те самые железы, что советовала Ра. Ладно, пусть будут. В контейнерах укладывайте. Марго, разделка и погрузка завершены. Пора отправлять колонну, сообщил по рации Горец. Поехали домой. Давая старт колонне, проговорила Марго по общему каналу. В пирамиде трофеи сразу отправили в холодильник. Стая поголовно улеглась спать в своем секторе, любезно предоставленном Ра. Легко как-то. Вам так не показалось? — спросил Рекс. — Но он же маленький был, да еще и попал в засаду, бедный.
— пожалела Кайдзю Диана. «Ага, такой маленький. Если бы он добрался до танков, то здесь и сказочки конец. В упор они не стреляют, а пехота своими ковырялками ему бы ничего не сделала. Как бы ты тогда заговорила?» «Ага, упал малыш, поскользнулся. Спроси у Балу, он так никогда в жизни не бегал. Даже Шерхан устал. С нашим прошлым оружием здесь вообще делать нечего. Это точно. Если уж сами Нолды терпят от Кайдзю, то нам остается только тихо радоваться. Ра, что там с Нолдами? Нашлись?» Да, Марго, там, где и указал Шершень. Через 2 кластера от нас. Также подобрано место для размещения грузового портала. Обнаружена малая база внешников, называемых вами Нолдами. Стандартный укрепрайон со скрытыми лазерными установками. Тут, тут и тут. Периметр укреплен 2 стенами, одна за другой. Внутреннее пространство тоже изобилует ловушками. Узкие проходы могут оказаться смертельными для Шерхана, Багиры и Балу. Заходить туда запрещено. Перед собравшимися горел голографический план укрепрайона Нолдов, очень похожий на лабиринт. «А где они сами находятся?» — спросил Череп. Все помещения базы внизу, расположены на нескольких этажах под землей, — сказала Ра. «Ничего нового. Опять лезть вниз». На этой базе есть обширная лаборатория. Судя по трафику воздушных судов, ведутся интенсивные грузоперевозки, 2 малых самолета в день. «Ого! Кого же они потрошат?» «Вопрос. Поймаем, спросим. Ра, можешь объяснить, зачем нам понадобились железы Кайдзю?» Об этом вам расскажет Титан. «Да, дорогие мои вояки, без Титана никуда. Информация есть, только она под грифом «перепрочтением съесть». Веселый мужичок в кепке с кустистыми бровями встал из-за стола. Навел тут жути. Уже боимся. Немезида насмешливо глянула на растрепанного гинеколога. «Сейчас посмотрим. Слушайте, Нолды давно узнали секрет желез Кайдзю, раз еще 1/4 века назад считали их самым ценным. Дороже жемчуга». «А что может быть дороже?» — удивилась Кали. «Мне белая не нужна, но все же интересно», — поддержал ее Квас. «Вытяжка из желез Кайдзю может отменять дары. При помощи меня, конечно». «О, да, это, конечно, ценно. Качаешь свой дар годами, а потом раз и привет», — развел руками Череп. «Вы не дослушали. Можно скинуть из 3, допустим, 2, а оставшийся усилить, вложив в него силу 2 сброшенных. Проще говоря, прокачать 1, но втрое. Предположим, есть у вас ненужные. Их можно снять и пустить силу на прокачку 1. Или из 4 слабых сделать 2, но сильных. Или 1, но очень крутой. Каково?» «Господа, это нечто. Дай-ка я тебя поцелую, Нептун. Усилить 1 до заоблачных высот. А тебе, Титан, как быть, если ты и так с одним даром?» Кали потрепала по щеке гинеколога. «Мне вытяжка из желез Кайдзю тоже поможет, но в меньшей степени. Что скажете?» «Ты прав, Титан, это дороже жемчуга. Что с ней делать?» «Колоть». «Сколько доз получится из того, что мы добыли?» 5. На 5 человек соответственно». Глава 8. Пляшущие человечки. «Я сразу пас», — поднял свои гигантские руки Квас. «Мне и так хорошо. У меня и улучшать нечего. Скорость на короткое время. За живчиком разве что сбегать. Вот откроется еще дар, тогда, может, и попробую», — сказал Михалыч. «Даже не знаю. Скорость бега, сенсорика и мимикрия, граничащая с невидимостью. Не знаю», — покачала головой Немезида. «У меня скорострельность и точность. Чем пожертвовать?» Диана взглянула на Рекса. «Не знаю, деточка. Я вот пожертвую силой и стану идеальным клокстопером», — произнес Рекс. «1 есть», — сказала чужая. «Титан, а мне чем-то может помочь твоя прививка?» «Уверен.
процентов на 30 усилит. Просто один укольчик? Ты подумай хорошо, а то будете сами добивать стаю. Подумал уже. Поможет. Мне и думать не надо. Я чувствую. Как ты своих зверушек видишь, так и я вижу линии развития дара. Я, пожалуй, откажусь от дара парализации. Пусть лучше стану крутым ментатом, — подумав, сказал череп. И, конечно же, я, — похлопал себя по груди Титан. У меня произвольно появляется двойник и действует совершенно автономно от меня. Как говорится, ни в пишу, ни в Красную армию. Что посоветуешь, Титан? Кали поглядела на прославленного знахаря. Жди следующего дара. Ты сколько уже в улье? 6 лет. Дар вылез через месяц, и все, как отрубило. Приходи ко мне завтра. Пора уже открываться второму. Посмотрю. Кто-то еще? Жнец? У меня пока слабенький дар ночного видения. Не вижу смысла его трогать. Это же не последний кайдзю. Нет, конечно, я надеюсь. Радостно сообщил Титан. А ты не радуйся, Меркурий. В следующий раз с нами пойдешь. Хочу посмотреть на твой дикий взгляд сантехника, у которого в январе на верхнем этаже взорвались батареи с кипятком. Мне череп невольно рассказал, почему ты меня неделю в подвале мурыжил. Марго, ну ты ж должна понимать. Ты же, мы же, ядреный пассатинь же, передразнила Марго Титана. Шершень, а ты чё притих? Так и не сказал нам, что можешь. Да как-то в суматохе забыл. Телепортатор я, средний. Могу метров на 20 прыгнуть. Я не против усилить навык, если нет желающих. Кайдзю, конечно, еще будут, но когда? Они приходят на берег раз в 3-4 месяца. Может, и чаще. Давайте посмотрим, что у нас получается. Марго, я, Рекс, Череп и ты, Шершень. После инъекции надо недельку понаблюдаться. Приходите все завтра в госпиталь. Будем колоться. Радостно сообщил Титан. На завтра все собрались в его кабинете. На столике аккуратно лежали 5 шприцов с зеленой жидкостью. Резвый ассистировал Титану, и первый укол тот делал сам себе. Резвый уложил его на койку, пристегнув на всякий случай широкими кожаными ремнями руки и ноги. В кабинете притушили свет, и Резвый ввел иглу в вену патрона. Титан закрыл глаза и расслабился. Первое время ничего не происходило. Затем по телу гинеколога пробежала судорога, и его натурально приподняло над кроватью. Если б не ремни, то заслуженный врач России улетел бы в окно. Так длилось около минуты, после чего Титана отпустила, и он рухнул на простыни, улыбаясь с закрытыми глазами. Полежав немного, он открыл их и сказал, глядя на Рекса. — Хочешь, скажу, что ты думаешь? — Ну, попробуй, — ответил человек с курительной трубкой. — Ну его нахуй такие уколы! Старый пердун чуть не вылетел в дымоход, — сказал, смеясь, Титан. — Ну и ну. Ты чего, мысли читать научился? — Да, такое бывает иногда, но это всего лишь фокусы. Основное умение возросло, и прилично. Как будто после белой жемчужины. А у нас же еще и жемчуг есть. Он для тех, кто отказался от инъекции в первую очередь. Коллеге твоему тоже, — сказала Марго. — Ну что, жив, старикашка? Колем дальше. — Кому? — А мне и Кали, чего сиськи мять. Марго уложили на кушетку, тщательно пристегнув. Титан склонился к ней со шприцом. — Титан! — Что? — Йорику привет передай, когда я сдохну. Он за дверью вас ждет. Марго хищно улыбнулась и закрыла глаза. — Тьфу ты, ведьма! Он ввел вытяжку Марго. Первую минуту опять ничего не происходило. Зато потом... Девушку затрясло крупной дрожью. Как будто она стартовала с Байконура в консервной банке на орбиту. Из уголка рта появилась пена. Немезида перекрестилась. Рекс судорожно хлопал себя по бокам в поисках кобуры. Титан просто сел в угол и зажал голову руками, начав тихо молиться. Остальные в ужасе отпрянули к дальней стене, но никто даже не пытался выйти в дверь,
за которой стоял Йорик. Марго несколько раз подбросила, и она затихла на кровати. Тут же подул сквозняк, и над кушеткой материализовался Йорик. «Здец!» — произнес он, грозно глядя на посеревших от страха людей. Кто-то утверждал, что этот ступор продолжался вечность. Кто-то, наоборот, отключился и ничего не видел. Но на самом деле все длилось не больше минуты. Марго села на кушетке, и Титан подошел отстегнуть ее ремни. — Что, обосрались? Это вам за мумию? — расхохоталась звонким голосом Марго. — Здец, здец! — веселился Йорик. Марго! Держась за сердце, резвый сполз по стене. — Как тебя, Маргоша? — Просто отпад старый. Я вижу всех зараженных в радиусе 3 километров. Вот прямо сейчас 2 рубера пробуют на вкус нашу морковку на огороде, а к ним подбираются Багира и Шерхан. Сил прибавилось. Так меня не плющило даже с белой. — Все, хватит. Кали давай быстрее, чертов гинеколог. Рекс улегся на кушетку, пристегивая себе ноги. — Смотри, после того, как ухолю, мне надо будет стереть твой дар силы и усилить клок-стопера. Так что с тобой я провожусь дольше, не пугайся. Рекс хмыкнул и кивнул головой в знак согласия. Титан взял 3-й шприц. — Ждец! Йорик отдал честь своими кошмарными кинжалами. Рекс выгнулся дугой, будто от боли, но, судя по физиономии, ему было хорошо. Его тоже затрясло, как и остальных, и отпустило. Все это время Титан стоял позади него, положив руки на виски Рекса. Вены на лбу знахаря надулись, грозя лопнуть, но он продолжал держать руки на его голове. Прошло 3 минуты, после чего Титан убрал их и вытер полотенцем. Рекс открыл глаза. Его развязали, и он тут же исчез, возникнув уже за спинами стоявших в углу людей. «Класс!» — только и сказал командир, закурив трубку. Следующим был череп. С ним вообще все прошло без осложнений. Только когда он встал, то первое, что сделал, посмотрел на Рекса, и тот сразу погасил трубку и спрятал ее в карман. То, что надо. Никакой паралич не нужен. Приказал, и все. Жалко, в Афгане я так не мог. — Шершень, ложись, — сказал Титан. — Нет, ты знаешь, я передумал. Подожду, может, что откроется поинтереснее. — Телепортер. Куда уж интереснее, — возмутился Титан. — Ну, как хочешь. Тогда остается Кали. Давай я тебя посмотрю. Девушка легла на кушетку, ее привязали, как и всех остальных до этого. Титан принялся шаманить, поглаживая голову и прислушиваясь неизвестно к чему. Йорик стоял вместе со всеми, копируя его движения, внимательно следя за знахарем. Прошло 5 минут, и Титан, весь мокрый, велел Кали открыть глаза. — Ты поняла? Делать его единственным даром. Кали кивнула. Титан взял 5-й шприц. Все прошло, как и у остальных, после чего она встала и спросила Марго. — Йорик может полоснуть меня по руке? Он тебе ее отрубит. Скучно стало, что ли? — Пусть рубит. — Как знаешь. Йорик, делай. Вампир, стоявший в 5 метрах от нее, тут же размазался в движении. Раздался жуткий звук ломающихся не то костей, не то когтей, и Йорик снова проявился в комнате, удивленно смотря на свой кинжал, торчавший обломком из указательного пальца. — Ни хрена себе! Титан, что ты с ней сделал? — Неуязвимость! Такой дар вижу в 3-й раз почти за 10 лет. В момент поражения тела кожа превращается в непреодолимую преграду. Требует много сил, но защищает на совесть. Чем больше качаешь этот дар, тем меньше сил тратишь. Смотрите, у Йорика уже кинжал отрос. Вот ему точно инъекцию нельзя делать, а то он сам без корабля на Орион улетит. Через неделю все было готово к нападению на базу Нолдов. Титан отпустил своих пациентов из палаты. Немезида и Диана, заменявшая Кали в охране Марго, встречали командиров,
выпущенных, наконец, на волю после инъекций. «Как самочувствие, Марго?» «Нормально было еще тогда, но разве от этого гинеколога отвяжешься? Ему бы всех обследовать». «И мужиков тоже?» — засмеялась Немезида. «Всех. Говорит, что он врач, и ему все можно. А ты чего с мечом на поясе? У нас неприятности? Мы с Дианкой, Жнецом и Квазом ходили заниматься. Помнишь, японца привезли вместе с гейшей? Такеши зовут. Так вот, он какой-то крутой мечник. Преподавал, занимал места на соревнованиях. Весь в титулах, просто нечто. Киндзюцу, бой на мечах. Вот. И как, помогает? Не знаю. Но так, чтобы ничего себе не отрезать, несколько раз сходить посмотреть можно. А ты знаешь, чего у нас еще есть? Юко. Ну, та гейша из Токио. Развернулась-то как! Ра выделила ей отдельный этаж. Все там нарядила. Девки наши туда на кастинг стояли. Теперь у нее все в японском стиле. Все такие миленькие, я сбегал посмотреть. Прав был череп, блины у нас выше крыши. Но все к лучшему, а то ходили мужики с глазами на выкате. Того и гляди набросятся на игральный автомат. Ах, да, автоматы. Там же на этаже открыли казино и бар. Еда и напитки прямиком из ресторана, за счет заведения. Что там творится, ты не поверишь. Играют на что? На спараны и янтарь. Жемчуг тоже хорошо идет. Можно спеком расплатиться. Там же продают лед. 1 спаран — грамм. Черти пакетики придумали с логотипом пирамиды и расфасовали. На складе скопилось уже прилично, и, ты знаешь, намного лучше того же спека. Я попробовала чуточку. Бодрит. Во всяком случае, при ранении есть вероятность до своих доползти. Сейчас резвый колдует над тем, можно ли его в инъекциях производить. Ну, знаешь, на крайний случай, как лайтспек. Так он будет стоить намного дороже, поэтому шприц-тюбиками барыжить не станут. Какие ставки в казино? Позавчера там проиграли 10 жемчужин, 7 красных и 3 черных. Раньше народ слонялся без дела, а теперь есть чем заняться. Горец очень деятельным оказался. Не прогадал ты, Марго, поставив его на эту должность. Он сейчас вовсю коттеджами занялся. Уже и место определили. Море очень теплое. Иногда даже хочется похолоднее. Сколько домиков Горец планирует поставить? Ой, это к нему. Я просто слышала, что он там сейчас пропадает со своей новой помощницей. Строят. Скоро, наверное, еще одну жемчужину готовить, если у них построится кто. Скажешь тоже. Ладно, завтра к Нолдам. Ты, Немезида, пойдешь туда сегодня. Собери себе разведгруппу. Жнеца с собой бери и Дианку. Кали со мной побудет. Еще Кваза и Шершня возьму. Один в случае чего прикроет отход, а второй там был. Ну и обкатаем дядьку заодно. Смотри, как бы он тебя не обкатал. Черепа ученик все же. Из одной с ним конторы. Про разведбат армейский он свистел, я тебе говорю. Тогда вообще беспокоиться не о чем. Дроны уже там. Чиль отнес платформу еще позавчера. Ра, говорит, раскрылась штатно. И с Богом, ты старшая. Через 2 часа разведгруппа под командованием Немезиды ушла в портал в пирамиде и вышла в кластере Нолдов. Все были одеты в спецкостюмы. Йорика, хоть Марго и предлагала, брать не стали. Кластер, к удивлению группы, оказался зимним. Климатическая зона — тундра. Подбираться ближе к базе, которую почти не разглядеть на фоне снега, было затруднительно. Остались на месте ждать темноты. Тепловизоров они не боялись, так как скафандр надежно скрывал своего владельца. Очень аккуратно отползли в сторону на 2 километра и по широкой дуге, тем же манером, направились к базе. Дроны не приближались к ней ближе 2,5 километров, прячась за линией горизонта. Еще один висел в атмосфере, маскируясь под тучу, или черт его знает, что там придумала Ра. Картина поступала на мониторы, но сейчас они сами были намного ближе к базе, так что больше доверяли своим глазам. Место для портала выбрали грамотно.
В низине, в 10 километрах в глухом месте, вдали от трасс самолетов Нолдов. Ближе к вечеру на базу прибыл Борт. Провел там 1:33 и взял курс дальше на запад. Да заправка им не нужна. То ли привозил что-то, то ли, наоборот, увозил. Квас с Дианой оборудовали себе несколько позиций для стрельбы и отхода и зависли на одной из точек. Немезида, Жнец и Шершень решили обойти базу по кругу, посмотреть, как лучше к ней подобраться. Штурмовать в лоб те замаскированные орудия, которые Ра удалось вскрыть, не хотелось. Сама база располагалась в низине, вероятно, тоже в целях маскировки, запорошенная снегом со стенами, выкрашенными в белый цвет. Можно было пройти практически рядом и не заметить. Сами пирамидовцы ее бы не нашли, если б не Шершень. Конечно, базу демаскировал прилетающий 2 раза в сутки самолет, но, скорее всего, он делал несколько кругов, и только когда получал добро, садился. Кластер одной стороной примыкал к черноте, и именно там был пригорок. Нолды, разумеется, не ждали никого с той стороны. Расстояние от холма до базы около 3 километров. Перепад высот метров 300. Идеально, чтобы выставить там тяжелое вооружение. От портала, если идти кругом, получается километров 10, зато Нолды не заметят. Как говорится, прямой путь не самый короткий. Осмотрев холм, разведчики решили, что он подходит для задуманных целей, и решили подойти к базе поближе. Квас с Дианой переместились на него. Не имея даже элементарных лыж, по глубокому снегу передвигались очень долго. Тройка разошлась в разные стороны на километр и стала наблюдать. В час ночи один из сугробов почти рядом с Немезидой неожиданно отъехал в сторону. До базы было никак не меньше 1,5 километров, и засечь ее Нолды не смогли при всем желании. Девушка сразу сообщила условным сигналом о чрезвычайной ситуации. К ней стали подползать с флангов Жнец и Шершень. Квас и Диана отлично видели сугроб и взяли его на прицел. Вскоре из основания отъехавшего в сторону сугроба возник неяркий голубоватый свет, и на поверхность поднялся нолдовский джип, переделанный под аэросани. На крыше у него был установлен пулемет. Серьезная вещь, насколько помнила Немезида. Он прошивал 20-сантиметровые бетонные стены, как бумагу. Проверять скафандр не хотелось, вдруг не выдержит очереди в упор. В кабине горел тусклый свет. Было видно водителя и сидевшего рядом пассажира. Аэросани плавно съехали с подъемника, сугроб встал на место. Зажглись фары, и Немезида дала команду на захват. Первыми отработали снайперы, повредив капот. С точки зрения сидящих внутри машины произошла поломка. Никаких пуль выпущено не было, только автомат в режиме винтовки с прицелом прислал разряд деструктора, который надежно отключил аэросани. Немезида отчетливо слышала, как внутри что-то звякнуло, потом булькнуло, и движок затих. Заодно с ним погасли и фары. Раздосадованный водитель вылез посмотреть на прогнувшийся внутрь капот машины. Такого он еще не встречал, и теперь стоял и тупил, как баран на новые ворота. Попадания снаряда не было, а капот прогнулся. Вероятно, Нолды оказались незнакомы с техникой орионцев. Затолкать махину аэросаней вручную назад на платформу, до которой теперь оставалось 5 метров, не представлялось возможным. И водитель сделал единственное, чего и ждала от него Немезида. Он захотел связаться с базой, направившись к кабине, но тут же был сбит с ног разведчицей. Второго уже схватил Жнец, попросту открыв дверь. Он держал Нолда одной рукой за шлем, грозя сорвать его с головы, а второй разнес приборную панель из спецспирали, закрепленной на предплечье. Нолды притихли, соображая, кто бы это мог быть. Таких скафандров они ни разу в своей мерзкой жизни не видели, а выглядели они угрожающе. С маскировочными лентами,
и лазерными пушками на плечах, скафандры почти повторяли наряд хищника из одноименного фильма, только в зимнем окрасе. Скованных простыми, но надежными наручниками пленных потащили подальше от сугроба, только в совершенно другую сторону. Вдобавок ко всему, началась метель, заметая следы нападения. Сломанный джип, конечно, вызовет подозрения. Скорее всего, уже вызвал, пропав с радаров. Теперь, пока снарядят следующую группу, пока найдут и разберутся, что произошло, пройдет минут 20, как минимум. За это время Немезида рассчитывала уйти из квадрата поисков. Датчиков в обычных скафандрах Нолдов точно не было. Максимум, что найдут, это разбитый неизвестным орудием джип. Немезида дала сигнал остановиться. Жнец быстро развернул палатку, закрепив края в промерзшей земле с помощью пневмозаряда, вбив штыри на метровую глубину и присыпав снегом. Метель через 5 минут сделает ее незаметной с 3 метров. Внутри было тепло и просторно. Свет из палатки наружу не проникал. Первым решили допросить водителя. Скафандр с помощью речевого синтезатора изменил голос на зловещий инопланетный хрип. «Кто такие?» Допрос вел Шершень. «А вы? Вы вообще поняли, на кого напали?» Ответом послужил сдернутый с него шлем. Под ним оказалось испуганное лицо совсем молодого парня, пытающегося задержать дыхание. «Говорить будешь?» — спросил Шершень и для острастки покрутил в разные стороны пушками на плечах. Парень затряс головой, и разведчик вернул шлем назад. — Мы в патруль вышли. Он старший. — кивнул на своего товарища Нолд. — Сколько человек на базе? — Не знаю. — Опять? — Не знаю ничего. Это что, проверка? Предположить, что к ним прилетели братья по разуму, ему не хватило ума. Шершень не стал с ним возиться, тем более что старший должен был знать больше, и попросту сорвал шлем, забросив его в дальний конец палатки. — Ты... — подошел ко второму Шершень. — Расскажешь все. Тот помотал головой, отказываясь. — Я так и думал. Больше он ничего не сказал. Шершень достал прозрачную коробочку с белой жемчужиной, поставил на виду у Нолда и снял с него шлем. Дальше он достал ножницы из бокового кармана на бедре. Специальные, очень похожие на те, что по металлу. Ими он деловито вскрыл скафандр Нолда. Тот дергался, но жнец держал его как в тисках, отчасти благодаря скафандру, а отчасти и недавно принятому льду. В результате тот оказался голый, сильно дрожа от страха, а не от холода. Также деловито и молча Шершень достал из другого кармана большой складной нож и покрутил им перед серым лицом Нолда, который уже забыл про отравленный воздух и со страхом смотрел на шершня. А он, не спеша, стал нарезать из кожи парня бахрому. Начал он с рук. Жнец сразу заткнул рот Нолду, и тот теперь только мычал и закатывал глаза. Водитель, видя это, упал в обморок. Резал неглубоко. Подрезав кожу на расстоянии от плеча до локтя, срывал полоску шириной в 2 сантиметра, оставляя голое мясо. После второй полоски старший Нолд потерял сознание. На этот раз Шершень достал свою табакерку со льдом и немного посыпал на рану. От соприкосновения с живой плотью порошок вскипел, тут же вернув сознание и приглушив боль. Нолд, придя в себя, увидел окровавленный нож и то, что сделали с его рукой. Затем взгляд его упал на коробку с белой жемчужиной от Кайдзю-Она. — Говори, и, может быть, получишь ее. Шершень кивнул за спину, указывая на коробку. — Меня же убьют! — прохрипел Нолд. — Ты уже мертв. Почти. — Я много не знаю. На базе нас около 200. 100-150 ученых и охрана. В основном автоматические системы, раскиданные по всему периметру и внутри. Для возвращения на базу мы используем это устройство.
Он указал подбородком на брелок, прикрепленный к перчатке его скафандра. «Что делают на базе столько ученых? И почему к вам прилетает самолет 2 раза в сутки?» Они привозят объекты и забирают готовые материалы. «Объекты — это люди?» Да, 2 других базы занимаются тем, что ловят их. Вам-то это зачем? Вы ведь тоже не люди. Я же вижу ваши скафандры. «Научный интерес», — уклончиво сказал Шершень. «Продолжай. Где эти базы?» Я там не был. У меня на карте только их координаты. Хорошо. Немезида обыскала его скафандр и вытащила электронный планшет. «Что вы у себя на базе делаете с людьми?» Но вы же не люди. Вам ведь все равно. «Отвечай!» Мы кормим ими гибридов. Им нужны живые люди. Именно живые. «Зачем?» Ученые нашли способ откачивать у них спинномозговую жидкость, которая существенно улучшает показатели донорских органов. Если сделать несколько инъекций в сердце донора, то оно становится мощным, как у быка. Возрастает ценность продукта. «Сколько гибридов на базе?» Около 20. Им нужен 1 человек в неделю. «Итого 20. Сколько таких баз в секторе?» Не знаю. «Когда прилетает самолет?» Утром в 9 и вечером в 5. Улетает где-то через час. «Где главная база с порталом?» Не знаю. Нолд явно врал. Все координаты, какие есть в планшете. Действие льда заканчивалось, и Нолд стал чувствовать боль. Лицо его перекосило гримаса. Очнулся водитель. Увидев, что он еще в палатке, и ему это не привиделось, попытался снова упасть в обморок и сразу получил хорошую затрещину от Немезиды. — Я умираю! Ты обещал! Нолда трясло. «Последний вопрос. Куда ведет тот ход, из которого вы вылезли?» В гараж. Есть дорога под землей. Прямая, 200 метров, в конце шлюз. Да, я уже чувствую, что мне конец. «Слушайте оба. Жемчужину получит тот, кто лучше спляшет. Если нам понравится чей-то танец, то тот сразу получает это». Шершень потряс коробкой перед Нолдами. С них сняли наручники и вытолкнули из палатки на мороз. Один почти голый, второй без шлема. Но погнали. Немезида, доселе молчавшая, стала ритмично хлопать в ладоши. Повинуясь ритму, Нолды стали выкидывать коленца, заламывать руки и трясти головами. Со стороны это напоминало танец замерзающих лебедей. Немезида ускорила ритм, Нолды двигались уже на пределе возможностей. Старший подпрыгивал на снегу босыми ногами, выкидывая их в воздухе, изображая балет на льду. Водитель пустился в присядку, периодически раскидывая руки в стороны и глупо улыбаясь при этом. Прошло несколько минут. Немезиде это надоело, и 2 залпами из наплечных пушек она дезинтегрировала танцоров. Не хотели плясать, так сразу бы и сказали. Немезида взяла коробочку у шершня, вынула оттуда здоровую, как перепелиное яйцо, жемчужину от кайдзю, полюбовалась на нее и одним махом заглотила, запив живчиком. Глава 9. Доктор Смерть. «Слушай, хорошая карта. Все их позиции обозначены», — сказал Рекс после того, как ознакомился с планшетом Нолда. «В твоих словах слышится скепсис. Немезиду немного шатало после приема жемчуга. Она первая приняла его, несмотря на совет Титана дождаться знахаря. Здоровый скепсис не помешает во всем. Сходила бы ты к гинекологу, голуба. Он в медицинском модуле сидит». В этой акции приняли нововведение, переоборудованный под медицинский модуль броневик. «Думаешь, мне поможет? Титан тебе нужен. Он, если ты забыла, был заслуженным врачом СССР. Схожу сейчас. Пленный сказал, что самолет в 17 часов прилетает. Спасибо, успеваем.
А самолетик никуда не денется. Эл уже разгружает звено наших перехватчиков. Ух ты! Рекс, ты взял самолеты Ра? Надо же попробовать. Судя по плану, он постучал пальцем по планшетке. У них только наземное вооружение. ПВО нет и в помине. Откуда такая уверенность? Здесь одни закорючки. Не закорючки, а иероглифы. Ра все прочла. Эти автоматические комплексы вылезают из-под земли. Они у них стандартные, это понятно даже Йорику. Здесь входы. Один вы уже нашли. Наверху вообще ничего нет, только один сплошной лабиринт с ловушками. И в центре приемная платформа для летчиков. Самолет садится и уезжает вниз, створки закрываются, и как бы никого здесь и не было. Давай к Титану и назад. Через 6 часов самолет, а к его прилету мы должны быть около выхода. Основная группа прибыла к полудню. Их проводил в обход Квас, и теперь она закреплялась на пригорке. Батарея тяжелых гравидеструкторов для подавления внешней обороны. Лазерные установки в основном прикрывают небо, но могут работать и по земле. Метель улеглась, и воздух звенел от мороза, который опустился до -15. Что интересно, Элите такая погода понравилась больше, чем тропики пирамиды. Йорик нарядился по случаю в тельняшку и теперь щеголял перед стаей. Главарь шайки бандерлогов ни на метр не отходил от него. Все время щупал тельник на вампире и причмокивал своими большими губами, похожими на 2 половинки арбуза. «Марго, давай я ему тоже дам тельняшку», — показал на вожака жнец. «У меня их целый чемодан. Че он мается?» «Дай. Интересно, как поведет себя Йорик?» Через минуту жнец уже стоял с тельником в руках. Марго подозвала вожака бандерлогов и одела его в тельняшку. Обезьян сначала не поверил своему счастью, а потом заревел и стал бить себя в грудь. Йорик смотрел на него как на ребенка, что ли, и радовался. «Осталось научить их орать за ВДВ», — предложил Рекс. «Слушай, Марго, мы здесь посовещались», — начала Кали. «Ты все же надень последний скафандр. Хуже не будет. Мы все волнуемся. Сама понимаю, что ты должна думать не только о себе, но и о нас. Случись что, лягут все. И Нолды, и мы. Йорик — это не кайдзю какой-то». «Вы так думаете?» «Марго, уж поверь мне. Я вообще находился в штабном вертолете, а оказался здесь. Стечение обстоятельств. Защита лишней не бывает», — сказал Череп. «У меня боец 1,5 года на боевые ходил. Ни одной царапины. И вот последний выход, и потом в Кабул на дембель. Снял броник и вообще сидел вдалеке, в кишлак не входил. А получил шальную пулю в сердце. Гонишь же, Рекс», — посмотрела на него Марго. «Как на духу», — не моргнув глазом, сказал Рекс. «Ладно, уболтали. Ра, у спецскафандра с крыльями так же?» «Да, командир». «У вас там нормально все?» «Если вы за пирамиду, так и на месте пока», — голосом Михалыча сообщила Ра. «Принято», — усмехнулась чужая. «Она еще и на иврите может», — сообщила Кали. «Не сомневаюсь. Так, Рекс, какой план?» «План есть. Будешь?» Рекс протянул табакерку со льдом. «Пф. А, ты про это. Как только сядет самолет, через 15 минут начинаем. Эл блокирует небо звеном перехватчиков. Тяжелые начинают работать по точкам. Начнут от ближайших к тому сугробу и дальше вглубь. Заодно разрушают посадочный пятак, чтобы эта хрень не свалила. Как только огонь перейдет вглубь базы, мы в спецснаряжении с Йориком и мартышками идем вперед. Правильно насчет зверей? Да, остальные будут прикрывать технику и как мобильный резерв. Ты стратег. Так вот, за нами идет спецназ и зачищает этажи. Задача максимально быстро проникнуть вниз и не дать уничтожить документы. Или что там у них. Снаружи все проутюжат, и даже если их группы выйдут наверх, у нас здесь достаточно народа. Захватываем все, что можно и не можно. Минируем, бабах, и мы уже у прохода к дому. Ра,
«Ты закрыла за нами портал?» — спросила Марго. «Да, командир, сразу за последним солдатом». «Уходим домой. Здесь остаются дроны, которые будут снимать спасательную команду Нолдов, и потом следить за ними. Все», — закончил командующий. «Хороший план у вас, товарищ Рекс. Нас здесь не заметит самолет? В 5 уже будет темно, и мы замаскировались, как могли. Не думаю. Пора одеваться. Белое платье, белый скафандр». Группа была на месте, зарывшись в снег. Все 10 и Йорик с бандерлогами. Эти вообще вырыли себе ходы под снегом и теперь сидели, прижавшись друг к другу. В отличие от другой элиты, обезьяны все-таки больше предпочитали тропики. Часы показывали 5 минут 6, а самолета все не было. «Может, у них тревога по поводу пропавшего патруля?» — предположил Рекс. «В любом случае, начинаем в 17:15. Если прилетит, то Эл приземлит его и без нас». В 17:11 прилетел борт Нолдов и сразу исчез под снегом. Через 4 минуты раздался вой. Синие молнии расчертили черное небо с незнакомыми звездами на небосклоне. Марго видела, как танки прошлись по кайдзю, но сейчас было трудно понять всю мощь, которая обрушилась на Нолдов. Бетонные стены толщиной в 3 метра крошились, как печенье. Кляксы по 5 метров в диаметре полностью убирали лишние строения с ландшафта тундры. Только одно орудие смогло вылезти и со злости стрельнуть в небо, как его сразу расплющила очередная клякса. За 3 минуты было произведено более 100 выстрелов 2 батареями. Внешние строения базы перестали существовать. Посадочный шлюз оказался основательно погребен под обломками. Такого Нолды точно не ожидали. Впервые они столкнулись с оружием, которое, если и не превосходило их, то было одного с ними уровня. Группа захвата, открыв сугроб, вернее шлюз под сугробом, проникла внутрь и оказалась на платформе. Вниз она передвигаться не собиралась и, вероятно, была специально заблокирована. Нолды же тоже не дураки, поняли, наверное, откуда ветер дует. Решение было простым и эффектным. Немного инопланетного пластида, и платформа уже летит вниз со спецгруппой. Полет продолжался недолго. Шахта оказалась всего 20 метров глубиной. Впереди рельсы и длинный коридор. Все, как говорил начальник патруля. Света нет. В инфракрасном фильтре коридор тянулся как стрела, и в нем никого не нашлось. Вперед вышел Квас с 2 пулеметами в руках. За ним, как за щитом, друг за другом, пошли остальные. Йорик и бандерлоги шли позади всех. 100 метров прошли спокойно, без приключений. Уже был виден конец, когда шлюз впереди разъехался на 2 половинки, и оттуда блеснул разряд. Как выяснилось позже, это оказался нолдовский стационарный излучатель чего-то там. Это чего-то с гулом пронеслось шаровой молнией по темному туннелю, осветив стены, и врезалось в Кваза. Тот даже не успел ничего сказать, как обзавелся круглой дыркой в районе живота, там, где у обычного человека должна быть голова, и упал, прожженный насквозь. Дальше секунды растянулись в вечность. Рекс пропал, Шершень пропал, Йорик пропал, Немезида пропала. Обезьяны легли на пол по команде Марго. Вперед выскочила Кали, закрывая собой от 2-го разряда стоящую первой Марго, которая, не обращая внимания на выстрел, отреагировала мгновенно. С характерным хлопком выскочили крылья, прикрыв коконом тело. По Марго пробежали огненные росчерки, окутав ее оранжевым светом. Встав на одно колено, она приложила руку к животу Кваза. Рана была страшной. Ему практически вынесло весь желудок с хорошим куском позвоночника и всего, что располагалось рядом. За несколько секунд на полу оказалось больше литра крови. Марго первым делом остановила кровотечение. Сердце Кваза продолжало биться, он находился в сознании и чувствовал всю боль.
А все потому, что нанюхался льда перед боем и теперь не мог потерять сознание. После того, как кровь остановилась, Марго вколола ему лайтспек, специальный стимулятор из янтаря кайдзю, который избавил Кваза от боли. Тот даже попытался встать с дырой, через которую пролез бы годовалый карапуз. Марго, стукнув по лбу храброго вояку, отключила его и принялась затягивать дыру. С ее рук соскользнули потоки оранжевого огня, заполнив рану. Ткани сами потянулись на свои привычные места, срастаясь на глазах. Изумленные спецы шершня видели такое в первый раз, а Марго после корректировки дара уже не так волновалась, как когда-то с горцем. Секунды раньше из глубины коридора прилетел второй разряд и прожег Кали. Благодаря новому дару кончилось все тем, что сгорел только скафандр, который буквально на глазах восстановил герметичность. Кали побледнела, было видно, как дорого ей обошлось отражение разряда, но все же устояла на ногах, готовясь отразить третий выстрел. Но этого не понадобилось, так как исчезнувшие товарищи уже занялись расчетом дезинтегратора материи, от которого костюм не защищал. Как объяснила Ра, от него вообще ничего не защищало. Материя по пути заряда просто переставала существовать. Марго удалось срастить Квазу основные артерии. Стабилизировав его, она передала тело на руки спецназу. Еле подняв вчетвером его тушу, они потащили ее к платформе и дальше к Титану. Не успела Марго повернуться, как Кали упала плашмя прямо на нее. Дотронувшись до своей телохранительницы, Марго не увидела повреждений, только глубокий обморок от потери сил. Ее она тоже передала на руки здоровенному спецназовцу, который побежал с ней на руках к платформе. Подняв обезьян, Марго поспешила вперед. Теперь роль телохранителей взяли на себя Череп и Жнец. Диана и Горец страховали тыл. Через 100 метров Марго увидала работу коллег. 4 Нолда, разделанные так, что хоть сейчас упаковывай в контейнеры Мираторга, и 5-й, насаженный кем-то неравнодушным на ствол дезинтегратора, направленный вверх. — Как квас? — тихо спросил Рекс. — Жить будет. Яйца на месте. — успокоила его Марго. — Что ж тогда всем прорыв! Такую команду она слышала, когда штурмовали Нолдов около Вавилона, а Горец валялся с подобной дырой, только в груди. Рекс ранее объяснил личному составу, что означает этот приказ. Оттеснив Марго себе за спину, он опять исчез, за ним и все остальные. Впереди вылетел из своих креплений круглый щит переходного шлюза весом в тонну, и вся толпа маньяков устремилась вперед. Череп и Жнец прижали Марго к стене, чтобы она не попала под ноги жаждущих крови ребят и зверят. Мимо пронесся Йорик в забрызганной кровью тельняшке. За ним, в такой же точно полосатой майке, на 4 лапах, ухая, пролетел вожак банды бандерлогов. За ним остальные обезьяны и Горец с Дианой, которая никогда не отпускала Рекса гулять одного. В хвосте этой компании, дружно топая башмаками тяжелых скафандров, бежали 3 отделения спецов. Как и говорил пленный Нолд, внутри самой базы охрану можно было пересчитать по пальцам. В зимний кластер никто отродясь не заглядывал. Даже зараженные обходили его стороной, так как поживиться здесь было нечем. Просто небольшой, утонувший в снегу, клочок тундры. Ни единого деревца, один только снег повсюду. Поэтому внешники надеялись на свою автоматику вкупе с хитроумным лабиринтом. Если вдруг кто-то увидел, куда садится самолет, и решил проверить, то никогда бы оттуда не вышел. Держать на базе многочисленную охрану сочли невыгодным и, наконец, поплатились. Марго, спускаясь этаж за этажом, оценила масштабы производства. Сама база была не менее километра в поперечнике. Конус, обращенный острием вниз, сужающимися кольцевыми галереями, уходил в глубину метров на 200. На верхнем ярусе по окружности располагались жилые помещения, сейчас все залитые кровью охранников. Здесь смотреть было особо не на что.
Следующие за ними команды зачистки заберут отсюда все ценное. Копаться в грязном белье Нолдов Марго не хотелось. Ниже шли склады готовой продукции. На этом же уровне стоял самолет, приземлившийся не так давно. Пандус был опущен, внутри творился беспредел. Череп и Жнец напряглись. Под дикие крики из самолета выскочил пилот с круглыми глазами, спасаясь от бандерлогов. Марго приказала взять его живым. Старший из обезьян, разбежавшись в полете, дал тому хорошего леща по затылку, отчего он упал носом вниз и потерял сознание. Пилот тут же был передан спецназу, который, связав его, увел наверх. Марго передала всем, чтобы по возможности Нолдов брали в плен. Как она поняла раньше, они оказались в другом квадрате Нолдов, размером 500 на 500 километров. Главная база, которую они вскрыли незадолго до уничтожения стаба, относилась к другому квадрату на их карте. Здесь же еще предстояло найти и уничтожить все, до чего можно было дотянуться. А для этого нужна информация и пленные. Череп, как думаешь, сколько времени понадобится Нолдам, чтобы сложить 2 плюс 2? Ты про то, что это привет от нас? Наверное, уже получили сигнал о помощи. Но Нолды — те же люди, к тому же избалованные, так что помощи не будет. Прилетят в лучшем случае завтра, ночью не решатся. Тогда это уже будет похоронная команда, а не спасатели. Хотя после взрыва и хоронить будет нечего. «Рекс спустился в лаборатории», — сказал Жнец, обшаривая глазами возможные направления нападения. «Тогда и мы туда». Лаборатории располагались на 3 нижних этажах. На первых 2 — операционные и прочее оборудование, а на последнем, в самом низу, находились клетки с хитроумными запорами и прутьями толщиной в ногу обычного человека. Сейчас их накрывали темные плотные шторы. Слышно было только, что в клетках кто-то тяжело ходит и дышит. Спецназу Рекс отдал приказ не спускаться вниз, потому как в скафандрах они очень походили на людей. Марго решила разыграть ученых необычным видом инопланетных скафандров для спецопераций. Всех их согнали вниз на небольшой пятак диаметром в 100 метров. Люди в белых халатах и масках стояли на коленях, заложив руки за голову. По кругу не спеша прохаживался Йорик. Обезьяны бегали за ним, раздавая оплеухи пленным. «Марго, успокой обезьянок, а то у них что не удар, то сотрясение мозга», — пошутила Немезида. Королева отдала приказ, и стая успокоилась, усевшись за спинами дрожащих от страха Нолдов. Речевой синтезатор добавил голосу Марго металла и свирепости. «Простой вопрос. Кто расскажет, что здесь происходит, тот не попадет в клетку к гибридам». Ответом было молчание. Марго, выбрав самого молодого, который уж точно не мог быть руководителем, кивнула Немезиде и Шершню. Те легко подхватили ученого под локти и потащили к ближайшей двери. «Хотя нет, стойте. Зачем нам уподобляться этим тварям?» Марго подошла к сидевшему тише всех старичку. Левой рукой подняла ему голову, а правой нацелилась точно в глаз. «Может, ты знаешь, что здесь делается?» Старик в ужасе замотал головой. Марго отошла, и из правой перчатки выстрелила синяя молния, разнеся череп ученому, оставив на белой стене медленно сползающие дымящиеся мозги. «Кто еще хочет? Ну? Подняли руки. В ваших сейфах мы нашли 3 белых жемчужины. Всего 3. А персонала на базе раз в 60 больше. Так кому же они достанутся? Потому что, как вы понимаете, мы здесь все взорвем. Ты? Нет? Ладно». Выстрел, еще одна клякса на стене. «Ты? Будешь молчать? Хорошо. 3 пятно. Йорик, сделай вот этого самого жирного». Вампир размазался в воздухе и тут же возник в центре круга, держа голову еще одного недоумка. Не ожидавшие такого средневекового месива ученые загалдели наперебой. «Стоп! Кто старший?» Несколько человек тут же показали руками,
на сидевшего тише всех человека средних лет. Марго кивнула Немезиде, и та увела его наверх, передав спецам. «Теперь поговорим. Он уже не вернется домой. А вас, может быть, я и отпущу. Но не всех, а тех, кто скажет нам правду. Кто будет первым?» Вверх взметнулись сразу несколько рук, как в первом классе. «Ты!» «Я лаборант, даже не ученый. Никого не убивал, просто мою пробирки. Это моя первая командировка». «Сейчас будет последняя. Мне нужна информация, а не твои подвиги прачки». «Да, извините. За этими экранами находятся гибриды людей и зараженных. Некоторым уже несколько лет. Это одна из самых старых баз. Им скармливают раз в неделю по 25-30 человек. Сегодня привезли партию, но мы не успели разгрузить». Марго кивнула Диане, и та исчезла вместе с шершнем. «Их раздевают догола, натирают маслами и кидают в клетку через эти приемные шлюзы. Я покажу». Молодой Нолд встал и подошел к одной из клеток. Йорик стоял в 5 сантиметрах позади него. Лаборант нажал 2 кнопки, и экран пополз вверх, обнажая содержимое камеры. В клетке, за толстыми прутьями, сидел гибрид. Вернее, Марго показалось, что он сидел. Лысая голова у него отдаленно напоминала человеческую, только большего размера. Кости черепа были раздвинуты в районе родничка, который обычно у людей зарастает к 1 году. Туда вставлена металлическая трубка с прозрачным шлангом. Тот шел по спине и оканчивался небольшим, литра на 2, серебристым контейнером, закрепленным на спине. У гибрида были мощные челюсти с нечеловечески острыми зубами. Глаза желтые, но с обычным зрачком. Шеи нет. Голова посажена на тело сороконожки, гигантских размеров. Длинное, жирное сегментированное тело вызывало тошноту. Множество лапок беспрестанно шевелились. Гибрид посмотрел на людей, собравшихся в зале, и хищно задвигал челюстями в предвкушении добычи. Через эту трубку отсасывается мозговая жидкость, которая значительно повышает показатели донорских органов. Они хранятся этажом выше. Так вы здесь не только выводите чудовищ, но и еще занимаетесь своим обычным делом. Потрошите людей. Вы поймите, не все идут на корм. Особо крепкие особи сами ложатся на стол. Да ну, вот так прямо сами и ложатся. Покупают билет на ваш долбанный самолет, в 1 класс, конечно же, прилетают и ложатся. Утрируете. Вы ведь сами не относитесь к их роду. Почему же так защищаете этот скот? Мы, кстати, видели, как вы напали на патруль. Мы нашли шлем, который все записал. Почему мы их защищаем? Что ж, смотри. Марго сняла шлем, полыхнув оранжевыми глазами и выпустив крылья. Ученых постиг шок. Как оказалось, по всем базам Нолдов была разослана ориентировка с изображением Марго в боевой трансформации. Возгласы ужаса пронеслись по рядам ученых. Теперь они поняли все. Надежда на благополучный исход испарилась. Дальше таиться не имело смысла, и все остальные тоже сняли шлемы. Гибрид с интересом наблюдал за представлением, сидя на потолке, прилепившись к нему своими многочисленными ногами. «Забираем всех?» — спросил Марго Рекс. Та кивнула. «Да». «Горец, скажи нам, как управдом, в пирамиде найдется место под арену? Или там уже везде кабаки и бордели?» «Наговариваете вы на меня!» Чуть не шаркнул ножкой Горец. «Места полно. Тогда камера, изолированная, с фильтрованным воздухом для этих». Кивнула она в сторону чуть не плачущих ученых. «И арену. Устроим себе римские каникулы с гладиаторами. Минируем, чистим все и уходим. 2 часа. В 6 утра нас не должно быть в кластере». Разговор велся на этаже, закрытым для всех, за исключением обслуживающего персонала и командования. Череп уже разок сталкивался с таким в Вавилоне, где он был одет как внешник, дабы не заразить атмосферу Нолдов. Рядом с контрразведчиком сидел Титан, приглашенный сюда как телепат. И, разумеется, Ра, как безотказный детектор.
Остальные наблюдали из зала управления. «Ваше имя?» — начал допрос Череп. «Зачем вам? Я все равно труп. Напишите на табличке «Неизвестный ученый». Начальник яйцеголовых с базы Нолдов развлекался. Он был просто уверен в своей неуязвимости. «Ирвин Джосс!» — проскрипел Титан, глядя тому в глаза. «И никакой он не врач». «Видите, какой вы, оказывается, загадочный, Ирвин?» — покачал головой Череп. «Как вы узнали мое имя? Его даже на базе никто не знал». «Это телепат», — показал на Титана Череп. «Он может ваши мозги, которыми вы очень дорожите, превратить в желе. Будете отвечать на вопросы или позвать сюда вашего сына? Я смогу заставить вас говорить, когда начну резать его маленькими ломтями у вас перед глазами. А если вдруг устану, то позову сюда своего ученика. Это он на днях нарезал соломку из ваших патрульных. Но позвольте, про сына-то как?» «Очень просто, Ирвин», — раздался под потолком женский голос. «Элементарно. Я сравнила ДНК всех плененных». «Знакомьтесь, это представитель цивилизации Ориона. Ра. Мы же грязные скоты, куда нам до ваших высот? Теперь вот вы побудьте скотом. По сравнению с ними вы примитивные черви. Вашей доминанте пришел конец. Потому как им тоже не нравится жить по соседству с вашим виварием. Так что, зовем отпрыска?» Череп пристально смотрел на человека, который секунду назад ощущал себя богом, а теперь глотал придорожную пыль. «Буду. Что будет со мной потом? Потом и решим». «Хорошо. Да, я не врач. Сын — да, а я — нет. По-вашему, это тайная служба. Вы понимаете, о чем речь?» «Даже лучше, чем вы», — ухмыльнулся Череп. «Мне поручено вербовать агентов, шпионить, разыскивать, слушать и вообще все, что относится к безопасности. Прежде чем отправлять очередную партию вниз, к гибридам, с ними разговариваю я. Каковы результаты? За время моих командировок у меня на счету около 100 агентов. Высокий результат. Спасибо. Теперь, когда мы поняли друг друга, вы понимаете, что выхода отсюда у вас нет. Конечно, это непрофессионально, вот так вот отнимать надежду у человека, но вы сами понимаете, вы не глупый человек. Я понимаю, я умный. Я не сказал, что вы умный. Умный никогда бы не ввязался в это дело. Из вашего положения выход только один, вперед ногами. Или мы, или хозяева. Таких много знающих не оставляю в живых. Как говорится, он очень много знал. Вы правы. Что по агентам? Подавляющее большинство было раскрыто и уничтожено в ваших стабах. Что вы мне предложите, если я назову минимум 4 агентов здесь и 1 суперагента? Лоботомию. А если серьезно? Это не имя узнать. Знание не зашито в подсознании. Свобода вашему сыну. Нам все равно нужен курьер, который отправит очередное послание командованию этого сектора. Мы уже проделали такое однажды и продолжим давить вас дальше. У вас даже будет свидание с ним. И постарайтесь внушить ему, чтобы он валил отсюда. Вам все равно всем конец. Приемлемо. 4 агента, 2 пришли из Вавилона. 1 из пещерных стронгов и еще 1 с вами, из чистилища. Им занимался мой заместитель. Про него я знаю, что он мог своим даром заряжать аккумуляторы. Высокий, светловолосый, кличка Эл. Стоп! Череп посмотрел на Титана, но тот только покачал головой. — Не врет, — тихо сказал знахарь. — Не врет, — подтвердила Ра в наушник. — Дальше, — потребовал Череп. — Он специально навел вас на скребера. Думали, вы там кончитесь, но вам повезло. Еще из стронгов, чернявый такой, вертлявый, что-то с насекомым связано. — Шершень? — упавшим голосом спросил Череп. — Нет. Жук. Да, точно. Я никогда не веду записи по агентам в Улье. Все в голове держу. Игнат его имя. Дальше. Из Вавилона. Ментат Грипп — это раз.
Не ошибаетесь? Я ошибся только когда согласился на 13-ю командировку сюда. Его я прихватил около Вавилона, когда он выезжал, чтобы избавиться от трясучки. Это было 7 лет назад. Мы взяли их колонну с воздуха. Нескольким я специально дал уйти. Так как это происходило недалеко от города, они добрались назад целыми. Алиби для агента, он находился среди них. Череп посмотрел на Титана. Да, он спасся в числе других. Мы не проверяли их. Они отсутствовали всего 3 часа. Никто и подумать не мог. Как завербовали? Грубо. У него капсула в аорте, а слушается смерть. В частности, он был одним из нескольких, кто способствовал нападению на Вавилон 3 года назад. Он суперагент? Смеетесь? С ним еще один, резвый. Не верю. Это уже был Титан. У него тату в паху около члена. 3 шестерки. Надеюсь, вы понимаете, что мы не любовники с ним. У Гриба тоже там же. Это мы делали. Как попался резвый? Я отдал приказ Грибу привести к нам знахаря. Была мысль, чтобы он немного халтурил с дарами пациентов, не давая им полностью раскрыться. Тут я смотрю, они все странные какие-то. В основном бывшие вавилонцы. Их дары развиваются медленнее, чем у остальных. Теперь понятно, — пробормотал Титан. Он привел его к нам, когда они вышли в набег на город. Операция заняла минут 10. У него тоже капсула. Сразу говорю, ее видно только рентгеном. Она не излучает и принимает только одну команду на подрыв. Раз, и голова уже в 3 метрах от клиента. И последнее. Кто суперагент? О, эта девочка стала одной из моих первых побед. Это она. Как выглядит сейчас, не знаю. Помню, рост средний, но это мало что дает. Она в улье уже почти 12 лет. Тоже с капсулой? Нет. Мы нашли ее в пекле после того, как ее стронги попали в нашу засаду. Отходя, они потеряли ее, а мы нашли. Вылечили. У нее были страшные раны. К ее чести, она не сломалась под нашим прессом, как множество мужчин до нее. Мне пришлось пойти на хитрость. Она до сих пор под гипнозом. Уверена, что все делает во благо. Была одной из 4 агентов с ядерными зарядами. Как они выглядят? Рюкзак в форме ранца. И еще она нимфа, — утвердительно сказал Череп. — Так вы ее уже взяли? — удивился Ирвин. — Пока нет. Помню, что она увлекалась чтением Библии, которая у нее была с собой, когда мы ее нашли. Пыталась уверить меня, что первая женщина не Ева, а Лилит. Глава 10. Провал. «Руки подними», — тихо сказал Рекс, заходя за спину резвого. «Вот так, хорошо. И не дергайся. Жнец-шершень, за грибом». «Горец?» Чужая посмотрела на него. Он стоял, как пораженный молнией. «Как же так?» «А как, если это знахарь с ментатом? Причем резвый?» Он поглядел на него с ненавистью. «Главный и единственный. Ментат проведет обычного человека, как слепоглухонемого ребенка, а знахарь вообще закрыт для всех, очень часто, и для ментата тоже. А что мы должны были сделать? Голову свою потерять?» Резвый, стоя в наручниках, из-под лобья глядел на своего бывшего друга. «Почему сразу не сказали?» — зыркнула на него Диана. «А что, если вдруг все? Ты бы стала на себе проверять?» — спросил он. «Все хороши», — сказал появившийся Череп. «Я тоже Элла проглядел. Электрон хороший парень. Кали с ним столько жила и ничего не заподозрила. А все наши тайны уже у Нолдов». Они разумно боялись за свою жизнь, на этом Нолды и сыграли. «Без рентгена все равно ничего не узнать было», — заключила Марго. «Гриба и резвого в одиночные камеры. Хлеб, вода. Мигающий раз в минуту яркий свет будет им напоминать тех, кто погиб из-за них. Спать не больше 4 часов. Свет не выключать». «Принято, командир», — ответила Ра. «И вычеркни их
из списка категорий. Естественно. Череп, что они могли передать такого, чего Нолды не знали? Да, и еще. О базе-то они не сказали своим хозяевам. Как думаешь, специально, чтобы к нам в руки попал Ирвин, или... Вряд ли. Не в их интересах живой Ирвин в пирамиде. Видишь, чем кончилось? Тогда предупредить и эвакуировать? Марго сидела за столом, обхватив голову руками. У меня только один вариант. Они не могли не знать, что на базе сидит их хозяин. И все равно получили приказ не дергаться, несмотря на капсулы в головах. Ты хочешь сказать, что Лилит приказала им молчать и ждать смерти? Да. Она хочет выйти из игры. Ее Нолды не бросят. А эти так, расходный материал. Она уже не подчиняется Ирвину, да и никогда не подчинялась. Есть кто-то выше, тот, кто стоит за ним. Причем этот кто-то ценит ее больше, чем своего Ирвина. Понимаешь? Где Эл? Кто знает? Командир, он был в своем броневике электронной разведки, когда узнал, что раскрыт. На будущее. Допрос не транслировать никуда, только запись. Да, командир. Эл ушел к Вавилону. Вооружения на броневике нет. Хоть что-то. Он с кем-нибудь говорил? Да, было 2 звонка, длительностью 1 и 3 минуты соответственно. Первый — в пирамиду, некой Лилит. Второй — за пределы кластера. Горец, поговори с Лилит, узнай, где она. Нет, отбой. Думаю, уже поздно. И она ушла отсюда, как только услышала, что Ирвина повели на допрос. Ра, где она? Перемещается бегом к коридору через черноту. Срочно, командир. Нападение на стройплощадку на пляже. Беспилотники Нолдов. 8 штук. Сбрасывают бомбы. Отвлекают, констатировал Череп. Рекс со своими на перехват к черноте. Скорее всего, за ней будет борт. Ничего страшного, сейчас пустим звено перехватчиков, а мы по земле. Рекс исчез с Шершнем, Дианой и Жнецом. Второе звено на пляж. Вдогонку передала она Рексу. «Горец!» — Череп подошел к нему. «Вспоминай, не было ли у Лилит рюкзака?» «Был. Я как раз вернулся из кластера Нолдов, а он стоит у стены в прихожей. Она сказала, что какое-то оборудование по работе». «Кто бы сомневался. Вот только про ее работу ты не догадывался. Там 4-й ядерный заряд. Где он сейчас?» «Там, наверное. Сейчас проверю». Он побежал к лифту. «Покажи пляж, Ра». Дрон, висевший над прибрежной полосой, демонстрировал строительство коттеджей. Первая линия двухэтажных бунгало была уже готова. Вдоль берега длинной дугой выстроились красивые коттеджи. Первый этаж каменный, как в шутку назвали, из орионского камня, который обладал интересными свойствами. Дышалось в таком доме легко, он пропускал воздух, как деревянный. В то же время в комнатах оказалось прохладно, несмотря на тропическое солнце. Пол, выложенный из того же материала, шершавый, теплый на ощупь, будто с подогревом. Иногда в плитах на полу можно было заметить синие молнии вкраплений льда. И в моменты депрессии можно просто полизать камень и успокоиться. В качестве окон проемы закрывало силовое поле, которое могло затемняться до нуля, абсолютно не пропуская свет. Второй этаж являлся, по сути, верандой, где можно вздремнуть днем на широкой бамбуковой циновке или покачаться в бамбуковом кресле-качалке с бокалом в руке. Или того проще — попробовать льда и вызвать девочек. Отсюда можно сделать заказ всего, чего пожелаешь, по такому же терминалу, как и в ресторане. Люди работали, возводя вторую линию и здание побольше для ресторана и казино. Сейчас как раз над ними 4 пары беспилотников сбросили по бомбе, разворотив несколько уже построенных коттеджей, и пошли на второй круг. В первый заход Нолды разрушили половину пляжа и убили 7 человек. Рекс сработал оперативно. Сверху
На них пикировали 3 перехватчика РА. Маленькие юркие машины, не больше 3 метров в длину, были чрезвычайно маневренными и быстрыми. С высоты километра они камнем упали вниз, атакуя беспилотники. Прошло не более 10 секунд, как все они оказались разбиты синими молниями гравидеструкторов. Звено осталось патрулировать полоску пляжа от самой черноты и вглубь на 3 километра. Другое звено уже кружило вдоль коридора. Вскоре было замечено 2 борта Нолдов. Малые самолеты вылетели из коридора со стороны Вавилона и сразу пошли на посадку. Но они никак не рассчитывали на удар сверху. Все произошло достаточно быстро. Первый самолет, который уже почти приземлился, потерял хвостовое оперение, со 100 метров вошел носом в джунгли и взорвался. Второй попытался уйти от преследователей свечой вверх, но при наборе высоты также был поражен 3 перехватчиков и горящим факелом упал вниз. Дрон вел убегающую Лилит. Рекс находился практически рядом, преследуя ее с 3 броневиками. Женщина показывала фантастические результаты. Она неслась среди стволов деревьев со скоростью машины. Дрон определил ее в 83 км в час. Временами она пропадала из виду, телепортируясь вперед метров на 30, минуя завалы и мелкие озера. Рекс стал отставать. Машинам, какими бы они ни были быстрыми, приходилось мчаться напролом, валя деревья и оставляя за собой просеку. Лилит оставалось не больше километра до черноты, и Рекс дал команду перехватчикам открыть стрельбу по курсу. «Рекс, она нужна живая! В пирамиде бомба!» «Стараюсь!» «Командир, я нашла бомбу. Она в ресторане. Взрыв через 5 минут. Сработал таймер». В интонации «Ра» проскальзывали истерические нотки. «Меня в ресторан! Всем оставаться на местах!» Марго оказалась в ресторане, полном обедающих людей. Ра вынесла Марго прямо к тому столу, под которым лежал рюкзак. 1 на полметра — обычный пластиковый футляр. Она взялась за лямки и потащила на себя. Очень тяжелый. Как она с ним вообще ходила? 60 килограмм. Они там все монстры, что ли? Девушка стала лихорадочно соображать, но ничего не приходило в голову. Меньше 5 минут. Эвакуировать всех бесполезно. Пока дойдет... Нет. Разминировать? Нет специалистов рядом и опять же времени. Сесть на него, что ли, и полететь, как Мюнхгаузен? Полететь! Чиль! Точно! Улететь и выбросить нахуй подальше. Хорошо, что Чиль рядом. Ра, большое окно в ресторан, живо! Тут же исчезла полстены. Сидящие около нее люди ахнули и отбежали глубже в зал. «Всем отойти от окна, быстро!» «Хе!» Голосом одного очень известного политика, у которого папа был юристом, прокричала Ра. 4 минуты до подрыва! Чиль! Хлопая крыльями, в ресторан, не избавляя хода, влетел бык с крыльями 10 метров в размахе. Марго крепко обняла птицу за шею. «Бери рюкзак и неси в Вавилон! Сбросишь по моему приказу!» Чиль схватил метровым клювом ношу за лямку и побежал к проему, набирая скорость. Сильно оттолкнувшись от края пирамиды, он взмыл вверх, крепко держа болтающийся пластиковый кофр. Марго прыгнула обратно в зал управления. «Марго, я тебе аплодирую стоя», — сказал череп и встал, хлопая в ладоши. Остальные присутствующие поступили так же. «А это чего-то стоит от генерала КГБ, девочка». «Спасибо. Но я сначала растерялась и впала в ступор. Рюкзак тяжеленный, с места не сдвинуть. Что делать, куда бежать? Потом пришла в голову шальная мысль взять его и улететь. Я тебе по секрету скажу, Марго. 99% людей так в ступоре и дождались бы взрыва», — заверил ее череп. «У меня предложение есть. Оставить эти проемы в ресторане и даже больше, сделать балконы и огородить их полем, чтобы не падали вниз всякие личности. Такие места будут пользоваться спросом.
Ра, слышала? Уже сделано, королева. И ты туда же. Сегодня ты спасла не только себя и остальных, но и меня тоже. Отныне ты моя королева, ведь остальные зовут тебя так. Я тоже тебя люблю. А теперь покажи мне Чиля. Огромный кондор резво махал крыльями, уже подлетая к Вавилону. До взрыва оставалась минута. Чиль стал снижаться, заходя на широкую дугу. Внизу показалось скопление техники атомитов и броневик Элла. Рядом стояли 2 самолета Нолдов. Лучшую цель трудно было придумать. «Чиль, бросай и бегом оттуда! У тебя 40 секунд!» Рюкзак полетел вниз с высоты километра. Птица молниеносно повернула и, не набирая высоты, а наоборот, полого скользя вниз, стала набирать бешеную скорость. «Блядь! Ту-95, да и только!» — восхищенно сказал Череп, глядя на Чиля. Рюкзак тем временем пролетел больше половины расстояния до земли. 20 секунд до взрыва, — ровным голосом сообщила Ра. 10, 9, 8, 7, 6. «Прощай, Эл», — сказала Кали, впившись глазами в экран. «Ты всегда был засранцем». 5, 4. «Горите в аду, содомиты!» — не выдержал Титан. 3, 2. «Здесь! Банет!» — радостно заключил Йорик. Подрыв. Ярчайшая вспышка озарила небосвод от края до края. Над Вавилоном зажглось второе солнце. Ра приглушила свет на экране, но за стеной пирамиды послышался нарастающий гул. Пол мелко завибрировал. Над городом распухал яркий белый шар, поглотив собой всю площадь некогда цветущего места. Вавилон за месяц получил уже 3-й ядерный удар. Жить в нем теперь не смогли бы даже атомиты, которых, кстати, всех сожгло. Облако огня начало желтеть по краям, а потом и краснеть, остывая от звездных температур. Взрывная волна смела то, что осталось от предыдущих взрывов. В эпицентре образовалось стеклянное море. Все, что находилось в радиусе 3 километров, превратилось в раскаленное зеркало. Через минуту второе солнце превратилось в красно-бурый гриб, тянущийся своей толстой грязной смертоносной ногой к земле. Вавилон опять скрылся из глаз под многокилометровым облаком пыли. «Больше в деревне никто не живет», — констатировала Немезида. «Предлагаю переименовать Вавилон в Семипалатинск», — предложил Череп. «Да. А как поживает виновница торжества?» — спросил Ра Череп. «В данный момент ее пытаются взять живой. Смотрите». Изображение скрывшегося в пыли Вавилона ушло на второй план. На экран выскочила небольшая поляна, где Рексу все же удалось остановить Лилит после предупредительных выстрелов штурмовиков. Над прогалиной в лесу кружило звено летательных аппаратов. Внизу, перегородив проход, полукругом стояли броневики. В центре поляны была Лилит, окруженная Рексом, Шершнем, Жнецом и Дианой. 3 здоровых мужика уже получили разок от хрупкой на вид девушки. Теперь они уже не пытались напасть по одному, а, выжидая момент, готовились наброситься всем скопом. И это ведь далеко не дети. Не считая Жнеца, который был еще новичком в Улье. Шершень и Рекс на двоих прожили здесь почти 20 лет. Тем не менее, сейчас они походили на побитых собак, пытаясь выполнить приказ Марго взять Лилит живьем. Первым бросился Жнец, как самый оптимист. На этот раз Лилит не стала их жалеть. Один короткий резкий удар, и Жнец отлетел метров на 10 с открытым переломом голени. Вторым был Шершень, собравшийся подкатом сбить с ног строптивую архитекторшу, но получил перелом нескольких ребер с одного удара маленького кулачка. Рексу ничего не оставалось, как нападать. Будучи клокстопером, он исчез из поля зрения обычных людей и сделал 3 шага, заходя жертве за спину, с целью скрутить ей руки. Лилит стояла, не шелохнувшись. Оно и понятно, ведь она не могла действовать с такой скоростью.
Вернее, Рекс считал, что не могла. До тех пор, пока не получил ногой в пах. Ему повезло, что он был в скафандре, который принял удар на себя. Иначе Диане пришлось бы искать себе нового муженька. Вывалившись в реальное время, Рекс упал, держась обеими руками за яйца и громко матерясь. А Лилит стояла и смеялась над ним. Диана, видя столь неспортивное поведение, потеряла всякое терпение. Направив руку в сторону неприступной женщины, она выстрелила психокинетическим зарядом. «Держи, сука! Овца тупорылая! Что мне теперь с ним делать?» «Заспиртуй его!» Лилит каталась по земле, не в силах управлять собой, но еще огрызалась. Рекс с трудом поднялся на ноги и со всего размаху врезал ногой Лилит по ребрам. «Ты, подстилка нолдовская! Взорвать нас хотела! Пиздец тебе!» И еще несколько раз от души врезал ей по хребту. После чего, прихрамывая, взял наручники и застегнул их на заведенных за спину руках. Также сковал ноги, а потом пристегнул их к рукам. Посмотрел скептически и еще одной парой соединил руки с ногами. Взял черный мешок из плотной ткани и надел Лилит на голову, предварительно воткнув ей кляп из того, что попалось под руку. Но этого ему показалось мало, и он пристегнул ее в салоне броневика к цепям, растянув поперек машины. «А теперь прокатимся назад. От Йорика ты точно никуда не уйдешь». Лилит с кляпом во рту что-то промычала и тут же получила железной трубой по ребрам. Так и поехали назад. 3 переломанных мужиков и 1 дикая ведьма в цепях, периодически получавшая трубой по спине. Разговор проходил в камере Лилит. Оказывается, у орионцев с дисциплиной тоже бывали сбои. У них имелись помещения для задержанных. Лилит стояла в луче света, который был ничем иным, как силовым полем. При желании полем можно было накрыть всю площадь камеры или уменьшить до размера иглы. Обстановка спартанская. В углу лежал матрац, а напротив из стены текла тоненькая струйка воды, падающая в отверстие в полу, размером с кулак. И все. Остальное — аналог бетона, шершавый, холодный и сырой. Ни окон, ни дверей, только одна большая яркая лампа под потолком, постоянно мигающая. Причем, чтобы не приелось, в разных режимах. Лилит была не в силах пошевелиться. Абсолютно голая, она застыла, как жук в янтаре, в пучке света, падающего с потолка. Одна из стен разошлась в стороны, и в камеру вошел череп, неся с собой стул. Он поставил его напротив девушки и сел. Этот допрос Марго разрешила транслировать в зал управления. Вряд ли еще кто-то остался на свободе. Ей тоже хотелось поучаствовать, но в камеру ее не пустили. «Меня зовут Череп. Мы вроде знакомы. Честно, я восхищен твоей подготовкой. Но ты же не могла так прокачаться сама. Тебе ведь помогали нолды?» «Да, мне скрывать нечего. Они за 10 лет дали мне 8 белых жемчужин. У меня 5 прокачанных даров. Мы заметили. Может, тебе захочется облегчить душу? Ты ведь понимаешь, что из этой камеры тебе не выйти?» «Ты уверен?» «Абсолютно. Она и снаружи закрыта полем. Ты не сможешь телепортироваться отсюда. В пределах поля твои способности не работают. Похоже, вы победили. За 10 лет службы на Нолдов я завершила несколько масштабных операций через своих агентов. Ты не священник, грехи мне не отпустишь. Да и можно ли? Что можешь сказать о своих хозяевах? У меня их нет. Врешь. Одного из них ты хотела взорвать вместе с нами. Если хочешь, я могу устроить тебе с ним встречу. Виртуальную, естественно. А, ты про Ирвина? Ну да, он хорош, но не мой хозяин. Ты знаешь, где главная база Нолдов в этом секторе? Нет. Нет, не знаешь или не скажешь? Не помню. У меня после задержания очень болит голова, хотя по ней и не били. Расскажи мне про Ирвина. Ирвин хороший парень. Он мне даже нравился. Задание получала от него. Но над ним еще есть начальник. Он руководит 4 секторами сразу. Имя?
Запрещено. Во мне сидит что-то, и я не могу его вспомнить. Мне это все жутко надоело. Они делают из меня куклу, набивая жемчугом, как рождественского гуся, и все обещают красивую жизнь на своей планете. Но при каждой нашей встрече я получаю очередное задание, а не отдых. Я устала. Какие задания давал тебе Ирвин? Он посылал меня вербовать агентов. Те, которых вы взяли, были мои. А он сказал, что сам их завербовал. Да он и бабушку свою не завербует. Они все смотрели мне в рот, что я скажу. Я для них божество. Я нимфа, поэтому мне не составляло труда найти себе помощников. Они у меня были практически в каждом стабе. Если точнее, в 35 стабах, не считая муров. Почему вы привязались к Вавилону? Потому что он слишком разросся. Нам нравятся небольшие стабы, вроде спокойного. Такой легко взять. Вавилон слишком большой и опасный, особенно после того, как там появились вы с Марго. Нолды стали сдавать позиции. А когда вы закрыли портал в 17-м секторе, решено было вас уничтожить. Что со спокойным? Его нет, как и еще десятка таких же. Я не причастна к этому, разве что косвенно. Мои агенты работали напрямую с Нолдами. Где находится начальник Ирвина? На базе. База где? Запрещено. Нолды как-то причастны к Кайдзю? Нет, они сами от них терпят. Их ученые установили только, что неподалеку от Токио грузится подводный кластер с расщелинами на дне. Вот оттуда они и лезут. Меня кормили жемчужинами от Кайдзю. Те трое, что пришли с тобой взрывать Вавилон, кто они? Пешки, забудь. Пока перерыв. Скоро продолжим. Столб силового поля, в котором стояла Лилит, погас, скрыв обнаженную женщину. «Она, несомненно, под гипнозом», — заверил Титан. «Да, я тоже понял», — сказал Череп. «Если ей устроить встречу с Ирвином, он может ее убить». «Кодовое слово?» — спросила Марго. «Оно. Только не для разблокировки, а приказ покончить с собой. Против ее воли, конечно. Но разговор между ними нам бы помог». «Как?» — спросил Рекс, неловко ворочаясь на стуле. «Мы можем вынудить ее дать нам информацию». «Каким образом?» «Ра, ты же все записала?» «Да, заместитель Череп». «Нарежь мне краткие ответы про Ирвина». «Сделано». «Теперь соедини меня с ним, а потом покажешь меня и якобы Лилит в силовом луче». «Делаю». Перед Черепом развернулся экран с изображением камеры Ирвина. «О, коллега! Так вы все-таки взяли ее. Сколько трупов она оставила?» «По счастливой случайности мы все избежали участи стать трупами по ее прихоти. И вы тоже. Вернее, по вашей прихоти вы чуть было не убили самого себя. Как вам такой поворот?» «Она оставила бомбу в пирамиде?» «Да. Но взорвалась она в Вавилоне, над головами ваших коллег. У вас есть возможность сказать ей несколько фраз. Больше вы уже не увидитесь с ней в этой реальности. Вот вам для затравки небольшой кусочек нашей с ней беседы». «Он посылал меня вербовать агентов. Те, которых вы взяли, были мои». «А он сказал, что сам их завербовал?» «Да он и бабушку свою не завербует. Они все смотрели мне в рот, что я скажу. Я для них божество. Я нимфа, поэтому мне не составляло труда найти себе помощников. Они у меня были практически в каждом стабе. Если точнее, в 35 стабах, не считая муров». «Как вам?» «Ох, Элгунья! Если бы мы не раскрыли в ней дар нимфы, хрен бы она кого завербовала. Пришлось потратить на нее белую жемчужину, причем редкую. Ну, так вы соедините меня с ней?» «Извольте». «Привет, Лилит». «Ирвин», — ответила Лилит в записи, сделанной Ра. «Тебя все-таки поймали». «Да». «Что ж, всему есть конец. И нам, видимо, тоже. С тобой приятно было работать». «Ты хороший парень, Ирвин». Ра сложила предложение из кусков допроса. «У меня очень болит голова. Мне все жутко надоело». «Я понимаю. Лилия, ты свободна». Ра отключила изображение Лилит. «Спасибо за кодовую фразу, Ирвин», — сказал Череп.
Сколько она проживет после нее? Сейчас сами увидите. Несколько минут, не больше. Все, нет у вас больше суперагента. Он довольно захохотал. Нет, коллега. Как говорится, вы остались с носом. Разговаривали с записью. Но позвольте, как же она отвечала мне? Какое коварство, Череп. Стараюсь. Лилия — это ее настоящее имя? Да. Экран погас. А теперь, Рам, прокрути нашей барышне разговор с Ирвином. «Ну, как тебе?» — спросил Череп Лилит после просмотра. «Он фактически уволил тебя, думая, что убил. Мы предусмотрительно стерли кодовую фразу, а то и правда ты сейчас бы уже не дышала. Расскажешь еще что-нибудь или унесешь с собой в могилу?» «Про Нолдов я знаю мало. Контакты у меня были только с ним и его начальником, главой 4 секторов». «Ты говорила». «Я не могу вспомнить. Помню обрывочно, что этот гондон меня отвозил куда-то в море, и там мы погружались на дно. Координат не знаю. Но примерно могу показать». «Ага, ты уже показала ребятам кое-что. Им понравилось, но продолжения они не хотят. Все на сегодня». Рекс встал, забрал с собой стул и вышел из камеры. Глава 11. Озерный. Пусть пока посидит в камере, подумает. Убить ее мы всегда успеем. Она реально может знать расположение главной базы 4 секторов, а это наша главная задача. Но для ее осуществления мы должны объединить тех, кто остался. Вавилон был центром 50 ставов, и сейчас мы вместо него. «Ты предлагаешь заняться порталами?» — спросил жнец с гипсом на ноге. «Да. И Ка надо найти. Он нам очень поможет с Кайдзю. Чужая. С нее надо снять гипнотический приказ. Он запрещает ей выдавать сведения», — предложил Титан. «Думаешь, это возможно?» «Мне возможно», — сказал Титан. Девка, конечно, раскачалась. Я теперь точно удостоверилась, что это была она. Мой первый инструктор у Стронгов. Она тогда уже выглядела непростой. С уважением высказалась о Лилит Немезида. «И что теперь, медали ей дать?» — раздраженно повысил голос Шершень. «Скольких она отправила на тот свет?» «Так под гипнозом же», — защищала Немезида. «Ну конечно, это меняет дело», — съязвил Рекс. «Она под своим гипнозом мои яйца чуть не отправила на тот свет. Ты бы смог заняться пением, дорогой». Диана переглянулась с подружками, и все бабы заржали, как табун лошадей. «Ах, пиздец, смешно. Вам бы так!» Рекс с горя нюхнул льда. «Здец!» Йорик сочувственно посмотрел на него. «Титан, ну вот снимешь ты с нее блок, и что дальше делать? Дары-то при ней останутся. Нимфа в стабе. Ты совсем, что ли, кукухой поехал?» Не выдержал Череп. «Товарищ генерал, есть способ?» Тряхнув бровями, проскрипел Титан. «Способ есть. Хороший способ. Скинуть ее с вершины пирамиды. Стая Марго на расправу. Вот это, я считаю, охрененный способ», — согласился жнец. «У нас же есть Кайдзю». Железо его. Разблокируем тетку, сотрем к чертям собачьим ее дары и оставим один», — оглядел всех Титан. «Какой же?» — поежился Рекс. «Знаешь ли, как-то не вижу у нее полезных». «Нептун, конечно же, намекает на дар нимфы», — злобно посмотрела на него Марго. «Я Титан». «Она — ментат». «Вы что, забыли?» Титан уставился на Черепа. «Ну ты-то хоть скажи». «Да, это так. И если стереть ее все дары, то она будет даже круче меня». «Да что меня? Она будет круче всех ментатов». «И нахрена нам это?» — спросила Немезида. «У нас остался один череп. Стаб не может развиваться нормально с одним. Он все на себе не вывезет». «Согласен», — покачал головой Череп. «По ее вине и остался один, а двоих она, считай, сама заморила», — заржал Рекс, весь нос у которого был во льду. «У нас сейчас чуть больше 1000 человек в пирамиде. Приглядывать за всеми Черепу сложно.
А что произойдет, когда объединимся? Мы еще хотели сделать здесь Лас-Вегас. Кто их всех фильтровать будет? Нам так по бомбе в день станут завозить, — сказала Марго. То есть ты хочешь оставить ее в живых? И мало того, заставить работать на нас, — произнес Шершень. Конечно, это сверхзадача для любого разведчика — перевербовать такого суперагента. На моей памяти в прошлой жизни не было ничего подобного, — согласился Череп. — А в Израиле? — спросил Шершень. — Не то. Маловат размерчик. — А что мы скажем остальным людям? Кто она и что она? И как вообще бомба оказалась в пирамиде? Всплеснула руками Кали. Хороший вопрос. Бомбу можно свалить на Элла. Подложил и свалил к Нолдам. Про Лилит знают только люди Рекса, которые ее ловили. Они трепаться не будут. Да, Рекс? Ну, а дар Ментата раскрылся внезапно. Такое тоже бывает. Марго поглядела на недовольного полковника. Так-то оно так, но как нам с ней дальше жить, помня, что она делала все эти 10 лет? Посмотрел на Марго Рекс. Главное, ей не напоминать, — сказала Диана. Не вижу толку убивать. Она была под гипнозом. Хорошо. А как тогда быть с Резвым и Грибом? У них тоже уважительная причина. Постучал себя пальцем по горлу Жнец. Они могли рассказать, но сознательно молчали, — сказал ничего не говоривший до этого Горец. Я бы оставил ее в живых, и не потому, что влюбился в нее. Она никак не воздействовала на меня. Это точно. — Да откуда ты знаешь? — спросил Рекс. — Знаю. Но вы сами решайте. Я сторона заинтересованная. Я за то, чтобы оставить в живых, но с условием корректировки дара. Поднял руку Титан. Присоединюсь, пожалуй. Череп тоже поднял руку. За. Диана поглядела на Рекса. Как твои причиндалы, дорогой? Ладно, ладно, но только пусть больше не дерется. Поерзал на стуле Рекс. С вами. Шершень насыпал на ноготь порошок и шумно вдохнул, морщась от боли в груди. Мне только ногу сломали, в общем-то пустяки. Но ее правда надо скорректировать, а то она нас всех отделает. Поднял руку Жнец. Я за. Может, она вспомнит что-то о тех временах, когда учила меня. Кивнула Марго Немезида. Мне немного жаль Элла, но эта козявка вряд ли устояла бы перед ней. Прощаю. За. Кали подняла руку и посмотрела на горца. Я уже сказал вроде. Вот только интересно, вспомнит ли она меня? Мечтательно посмотрел в потолок Горец. Ждец. Поднял лапу Йорик. Ну, раз и Йорик с нами, тогда решено. Осталось поймать Кайдзю. Подвела итог Марго. Через 2 дня порталы были готовы. Один решили поставить на месте чистилища. Дроны передавали, что там нет ничего, кроме обломков. А второй Чиль отнесет на Озерный. Как раз после серьезного ранения выздоровел Квас. Марго решила взять его с собой размяться. — Марго, зачем нам грузовой портал на месте чистилища? — недоумевал Титан. — Очень просто. Как ты собирался вернуть К через обычный? — Так бы и сказала. — Тогда, конечно. Мне надо вылезти на прогулку, а то, чую, трясучка подбирается. — Не вопрос. Скажи Рексу, он пойдет со своим чудо-богатырями через обычный портал. Там и погуляешь. Я вообще-то про Озерный думал. Тогда жди, пока Чиль туда доберется. Ра открыла портал в чистилище. Марго прошла через него с какой-то затаенной грустью, вспоминая, как они здесь устраивались, наивно полагая, что неуязвимы. Как она знакомилась с людьми. Первый их поход на беговую. Как гоняли муров. Теперь это больше было похоже на Берлин в 1945 году. Потолок в портальной обвалился от множества бомб, скинутых Нолдами. На улице шел дождь. Проходя через обычный портал, она взяла с собой только Йорика. Остальные не пролезли бы, за исключением обезьян, но их как раз брать не следовало. Если их ждет Каа, то с бандерлогами мог произойти казус. Но их никто не ждал. Вместе с ней пошли ее неразлучные охранницы — Рекс, Шершень, Квас и Жнец. Остальные остались в пирамиде восстанавливать пляж после налета.
Все, кто пошел, рисковать не стали и одели спецкостюмы. Рекс взял с собой еще 3 отделения на всякий случай. Хотя им ничто не угрожало, но, как всегда бывает, когда расслабишься, жизнь загоняет тебе иголку под ноготь большого пальца. Марго хорошо помнила свой перекур на дискотеке, после чего оказалась здесь. «Марго, как считаешь, а то место, откуда ты появилась, Мура или Нолды еще плющат?» Жнец вопросительно взглянул на девушку. «Теоретически могут. Ведь Улью глубоко наплевать на всех нас. Он, знай себе, перезагружает кластеры. А там место оживленное, всяко кто-то попадется. Сомневаюсь, что Нолды успели восстановиться в этом секторе. Не так много времени прошло. Может, прокатимся? На чем? Портал поставим, вызовем группу поддержки», — продолжил Рекс. «Допустим. Что дальше? Вот мы приехали, и там тысячи испуганных людей. Что нам делать? Цель нашей поездки какова?» «Найдем вторую тебя и нового Йорика», — пошутил Шершень. «Не бывает так. Улей не повторяет сценарий. Сам себя ты не встретишь. Но можно найти других иммунных. Перезагрузка была совсем недавно. Там еще получится кого-то встретить. Да мало ли мест, где их можно найти. Город между нами и Вавилоном, например. А ты К чувствуешь? Ты знаешь, Жнец, на грани восприятия, если так можно выразиться. Уверена, что с ним все хорошо, а вот где он, не понимаю. Скажем так, нет триангуляции. Не могу навестись на него. Значит, надо покататься по кластеру и поискать. Но осторожно. Здесь кого только нет. Чистилище, если вы не забыли, ближе к пеклу, чем пирамида. Поднял указательный палец Рекс. Тоже верно. Мы пойдем походим по чистилищу, а вы пока ставьте портал. Марго побродила по развалинам, переворачивая ногами мусор в поисках непонятно чего. Все так, Рекс не отпустил ее одну. Помимо Немезиды и Кали, чуть в отдалении за ними, как приклеенные, шли 5 рослых парней. Разрушено было все. Склады, дома, командный бункер. Один, не пойми как оставшийся относительно нетронутым ангар, привлек внимание Марго. Зайдя туда, она вспомнила берлогу Михалыча. Здесь он обычно гнал самогон из картошки. Его аппарат, как ни странно, пережил бомбежку и стоял целехонький. За ним в темноте возвышался силуэт, накрытый брезентом. Девушка подошла и стащила его. Глазам предстал памятник победителям Скреббера. Марго прошла вглубь ангара и нашла еще один — Годзилла и друзья. «Бывает же! Вот это да!» Не веря своим глазам, Немезида щупала творение Михалыча. Все вдрызг, а они стоят как новенькие. «Рукописи не горят», — многозначительно сказала Кали. «Надо забрать с собой. Зови богатырей, нефиг без дела шляться, пусть тащат в пирамиду». Через полчаса разрушенный стаб огласился рокотом моторов мобильной группы пирамиды. 8 броневиков и 2 танка направились в сторону города, в котором первый раз появилась Марго. Вместе с техникой через портал прошла стая. Чужая решила взять их с собой, чтобы они погуляли в городе. Миновав разбитые ворота, колонна пропылила в город. Домчались с ветерком за 15 минут. Пошли знакомые места. Супермаркет, за ним площадь. Еще дальше пятачок, на котором стояли самолеты Нолдов. Интересно, что там сейчас? Колонна лихо выехала на площадь и резко остановилась. Чужая смотрела в оптику броневика и не верила своим глазам. Огромный суперэлитник и с десяток поменьше прижали свернувшегося и готового к броску к стене здания. Тело его во многих местах кровоточило от укусов и порезов кинжалами лап. Но сдаваться удав не собирался. По прикидкам Марго, он даже немного подрос, но все равно врагов было намного больше. Останки как минимум 3 элитников валялись в непосредственной близости от змея. Создание, которое прижало к стене, выглядело крайне отвратительно. Неизвестно, кем он был раньше, но сейчас походил на крысу циклопических размеров, всю покрытую треугольными пластинами. Тело даже больше, чем у Шерхана,
держалась на коротких слоновьих ногах в 2 метра в обхвате. Мощный длинный хвост, весь утыканный шипами с человеческую руку, метко бил по удаву, нанося тому глубокие порезы. Чувствовалось, что Ка обороняется из последних сил, и чужая стая в итоге все равно одержит победу и перекусит удавом. — А ты ехать не хотела. Тогда бы совсем Ка не нашли, — покачал головой жнец. — Марго, это тот удав, про которого ты говорила в Токио? — спросил шершень. — Он. Его зовут Ка, и сейчас мы ему поможем. Рекс, дай-ка несколько залпов, чтобы они от него отстали. Броневики, выскочившие на площадь, совершенно не испугали крысу. Марго специально не показала им стаю, спрятав ее до поры. Кляксы накрыли площадь, а заодно и парочку обычных элитников из свиты крысы, расплющив их с одного выстрела. Один заряд прошелся по лапе суперэлиты, разбив ее вдребезги. Только после этого она снизошла до новых игроков. Раскрыв пасть, крыса показала превосходный набор смертоносных зубов, следы которых отчетливо прослеживались на шкуре Ка. Зашипев, она присела, приготовившись прыгнуть на нового противника. Ее свита тоже резко повернулась к броневикам, не зная, что делать. «Залп!» — скомандовал Рекс. Половина свиты перестала существовать. Остальные дрогнули, кроме крысы. Она, похоже, еще больше озлобилась и стала разгоняться в сторону обидчиков. Ка с интересом смотрел на ее битву с машиной. Марго надоело ждать развязки, и она вылезла из люка броневика. Ей очень не понравилось, что эта тварь сделала с Ка. Крыса увидела одинокую фигуру в серебристом скафандре, нахально стоявшую перед ее свитой, и решила восстановить статус-кво. Если бы у нее оставалась хоть щепотка мозгов, ей следовало как можно быстрее перебирать своими слоновыми ногами отсюда. Но нет. Крыса, видимо, решила сегодня съесть всех. И 30-метрового Ка, и чужую. Ее стаю, вылетевшую из-за угла. Крыса, бравшая разбег, вдруг приземлилась на 5-ю точку, тормозя передними лапами. Ка, увидев Йорика, Багиру и Балу, тут же воспрянул духом. Марго в скафандре он не узнал, но когда она сняла шлем, Ка бросился к ней, сметая свиту крысеныша. Удав был счастлив, это чувствовала Марго, это понимала и стая. Шерхан и Бандерлоги, не видевшие его, сразу прониклись к змею симпатией и воспылали праведным гневом, глядя на раны, нанесенные крысиной стаей. Марго не стала их удерживать. Только для начала разговора зарядила с 2 рук психокинетическими зарядами по крысе. Ту затрясло, и она, шатаясь, стала разворачиваться, но завалилась на бок и тут же обзавелась глубокими разрезами, от которых не спасла даже ее броня. Появившийся на спине суперэлиты Йорик показал мастер-класс разделки туши. От свиты крысы остался стоять в недоумении только один элитник, похожий на носорога. Вероятно, он и при жизни обладал крошечным мозгом, и сейчас ему не хватило ума присоединиться к своим товарищам, которые со всех ног кинулись в рассыпную, едва завидев стаю. Он недолго стоял в размышлениях. Его буквально разорвала на клочки банда бандерлогов, набросившаяся на него со всех сторон. Повертев своим рогом из стороны в сторону и не показав ничего интересного, он оказался на земле с перегрызенной глоткой. Крыса, оставшаяся в одиночестве после разряда Марго, не контролировала себя. А тут еще Йорик, вырезающий заживо филейные части. Она зашипела, а потом издала душераздирающий рев боли и обиды на судьбу, которая в один момент повернулась к ней жопой. Долго мучиться ей не дали. Первым отомстил за поруганную честь Ка, лихо щелкнув крысе по носу хвостом. Та словила хорошую плюху, от которой ее повело в сторону, и тут уже на нее набросились все. Балу врезался ей в бок, усугубляя падение зубастой элиты. Шерхан вцепился в шею, незащищенную броней. Багира в мягкое подбрюшье. Бандерлоги
занялись в первую очередь глубоко посаженными глазами, а потом всем прочим, до чего могли дотянуться. В довершении всего Ка повис у нее на хвосте. Шах и мат. Крысеныш прожил несколько минут, после чего был съеден подчистую за час. «Хорошо размялись», — сказала Немезида, высыпав содержимое спорового мешка крысы. 10 красных и 6 черных. Неплохо для такой вонючки. Может, дать черненькую Ка, чтобы сил набрался? До портала-то далеко. Конечно, иди дай, — сказала чужая. А он меня не перепутает с жемчужиной? С опаской посмотрела та на удава, по которому прыгали мартышки. Немезида, он тебя знает давно. Не бойся, иди. В случае чего Михалыч памятник воздвигнет, — успокоила Марго. Немезида сама не рада своему предложению, направилась к стае. Бандерлоги соскочили со спины удава и отбежали подальше. Ка повернул голову навстречу. Головой это при всем желании назвать было сложно. Гараж на 2 машиноместа с открытыми створками и грустными глазами. Вот что предстало перед взором девушки. Коленки предательски затряслись, но она упорно продолжала идти вперед с вытянутой рукой. На раскрытой ладони у нее лежали 2 черные жемчужины. Немезида остановилась за 2 метра от открытой пасти ангара. Ка внимательно посмотрел на предложенное угощение и осторожно слизнул с ладони жемчуг раздвоенным языком. Ангар захлопнулся, и раздался счастливый вздох удава. Бандерлоги с новой силой прыгнули на змея. Он выгнул спину, и получилась горка, с которой они скатывались уже на балу, перепрыгивая дальше на Шархана и Багиру. Йорик стоял за спиной Марго и что-то сердито бормотал про себя. Скорее всего, был недоволен, что Ка чуть не умер, считая себя виноватым перед чужой. «Подружились», — успокоилась Марго. «Могло быть иначе?» — с некоторым беспокойством спросил жнец. «Черт его знает. Ка был не в духе». «Надо думать после тех гопников. Собираемся?» «Да. Ра говорит, что Чиль на месте в Озерном, но там не все гладко. Портал работает». Назад ехали неспешно. Ка даже после жемчуга передвигался очень медленно. Обратный путь занял около часа. Марго со стаей направилась в пирамиду. Надо было обустроить нового жильца и предъявить его Титану, показавшему себя неплохим ветеринаром. Рекс напрямую отправился в Озерный. Броневики, соблюдая дистанцию, зашли в грузовой портал, переориентированный сейчас на Озерный. На той стороне их уже ждала половина острова. Выстроившись около платформы портала, жители выглядели напуганными, если не сказать больше. Впереди всех стоял Клетчатый, глава стаба, как всегда выглядевший безукоризненно в отглаженной тройке и с тростью. Из головного броневика на землю спрыгнул Рекс. «Не ждали? Вольно. Отставить волноваться. Марго скоро будет». Рекс снял шлем, и Клетчатый узнал его. Они обнялись. Все расслабились. Народ на острове жил гостеприимный, и после уничтожения подводного монстра в прошлый раз они бухали 3 дня. Все запомнили Рекса как одного из немногих оставшихся на ногах после той эпической пьянки. «Говорят, что от вашего стаба ничего не осталось». Клетчатый держал Рекса вытянутыми руками, рассматривая так, будто сомневался, он ли это. «И кур доет тоже. Мы просто на другую квартиру съехали». «Я и смотрю. Техника немного неземная, не находишь?» «С Ориона». «Не шучу. Познакомились с добрыми внешниками. Нолдов они ужас как не любят», — рассмеялся Рекс. «А нас прижали хорошо. 2 недели подряд отбивались тунгусками от нолдов, любителей побомбить. Сейчас уже и снаряды на исходе. И все-таки сожгли они нам 1/3 острова. Ладно, кое-как отбились, видимо, у них сил тоже не бесконечные. Тут же следом новая напасть. Муры. И эти-то как до вас добрались? Вы же на острове. Помнишь, где вы Годзиллу добили? Да. Там на берегу они развернули свои батареи и постоянно устраивают здесь воздушные тревоги.
Катеров нам потопили половину, а запасы на исходе. Топливо-то мы в городе брали, а теперь у нас блокада. Вовремя вы появились. Мы всегда вовремя. Не пытались высадиться ночью и всех их там вырезать. Чему же, пробовали. 2 группы. Обе не вернулись. Больше не рисковали. Так и чего вы ждете? Они вас с берега добьют. Мы честно хотели сваливать отсюда. По реке и через порталы у вас в чистилище спокойный. Разочарую тебя, клетчатый, спокойного больше нет. Всех вырезали. И порталы не работают. Сколько у тебя людей? Осталось не так уж много. Постоянные обстрелы. 2 группы погибли. Человек 200 есть. Что ты скажешь на то, чтобы переместиться в другое, безопасное место? А остров твой мы отстроим заново. Еще красивее будет. Амуры? Они сюда сразу придут. Так вот, собирай все самое ценное и в портал. Марго уже знает и ждет вас там. А мы здесь с мурами порешаем. Хотелось бы посмотреть, как у вас это получится. Секрета нет никакого, смотри, конечно. Ребята, покажем коллегам, как мы можем. Броневики и 2 танка встали шахматным порядком. Так как до берега было 15 километров, стволы завдрали повыше. Все координировал дрон, повисший над позициями муров. Те, не подозревая о нависшей над ними угрозе уничтожения, сели обедать. На крутом обрыве стояли 6 батарей Д-30 122 миллиметровых гаубиц. С этой позиции они накрывали почти весь остров, пусть и на пределе прицельной дальности. Островитянам ответить было нечем. Пользуясь этим, муры утюжили их днем и ночью. Хочешь, можешь сам скомандовать. Все готово. Думаешь, надо? Конечно. Залп! Повинуясь команде Клетчатого, в небо взметнулись 10 молний. Через 10 секунд еще и еще, до полного удовлетворения. Дрон фиксировал прямые попадания инопланетной техники. После первого залпа от пушек не осталось и следа. Вторым залпом вбило в землю самих обитателей лагеря. Третий завершил на берегу озера бесславный поход муров. «Развлекаетесь?» Позади Рекса и Клетчатого раздался звонкий голос чужой. «Марго!» Клетчатый полез обниматься. «А мы здесь уже прощались с жизнью». «Ну ничего страшного, мы тоже недавно прощались. Однако же живые пока. Пошли к нам». «Я уже предлагал, Марго. Мнется товарищ». «Ты не думай, они не отстанут от острова, пока всех не закопают или на органы не заберут. А то и еще хуже». «Может быть, хуже?» «Может. Как, например, со Спокойным. Всех его жителей живьем скормили гибридом людей с элитой. Как тебе такая смерть?» «Отвратительно». «Я все понял. 2 часа у нас есть?» «Конечно. Пока мы здесь, Нолды не прилетят. Но ты не беспокойся. Вернешься еще сюда, если захочешь. Портал здесь уже никто не сможет уничтожить». Глава 12. Бой в порту. «Марго, кластер Токио перезагрузился». Вместо «здрасте» сообщила Ра. «И тебе привет. Как дела на пляже?» Коттеджный поселок теперь под прикрытием 2 броневиков и звена перехватчиков, круглосуточно. Строительство возобновилось. 2-ю линию сдадут в срок. Через неделю состоится торжественное открытие. Порталы установлены в 23 стабах. Многие трудно назвать даже поселениями. Постоянно проживают от 30 до 100 человек. Порталы не активированы, но готовы к работе. Насколько я понимаю, это те стабы, которые раньше входили в Содружество Вавилона. Да, заместитель Горец дал координаты всех 53, но, к сожалению, больше половины из них оказались необитаемыми и уничтоженными. Понятно. Нолды и там побывали. Надо забирать людей из выживших поселений. Эти некрофилы не успокоятся. Подготовь фильм о разрушении Вавилона. Включи туда кадры гибридов с зимней базы Нолдов. В конце добавь кадры про наш быт, оружие и возможности, чтобы у людей не осталось сомнений. В
том числе комментарии Стронгов, Шершня, Клетчатого и тех, кто уже к нам переехал. Сделай 23 копии. Раздашь посыльным, которых тебе назовет Рекс. По возвращении сканировать их на наличие чужеродных предметов, а также всем без исключения проходить рентген. Всем посыльным вставь жучки в одежду, чтобы не знали. На случай, если связь с ними прервется или вдруг исказится сигнал, или еще что-то, что не позволит контролировать их в реальном времени. Назад не пускать до моего личного распоряжения. Тот портал ставишь на паузу. Что значит «на паузу, королева»? Как ты говорила... накрыть силовым полем. Поняла. Всех вновь прибывших во временный лагерь. Принято. Колонна грузовиков под усиленной охраной вкатилась в Токио. Перезагрузка прошла буквально час назад, и город еще жил своей обычной жизнью. Ходили поезда, взлетали самолеты, работали торговые центры и кинотеатры. Люди беззаботно улыбались на улицах, гуляя и разговаривая между собой. «Шершень, когда здесь начинают обращаться?» — поинтересовался Рекс. «В прошлый раз мы здесь были спустя сутки. А прямо сейчас и начнут. Забавное зрелище, уверяю. Стоит посмотреть». «Нас и так тормозят», — передали из головного броневика. «Давим или как?» «Стоп, колонна! Подождем немного. Вдруг иммунные будут, а мы их раздавим. Полчаса роли не сыграют. Марго? Ждем. Стаю только надо в хвост перегнать». Повинуясь приказу, звери, не привлекая внимания, легли на асфальт позади колонны. Солдаты высыпали наружу, отгоняя любознательных японцев. У каждого второго был фотоаппарат или камера, на которой они стали снимать диковинные броневики. Люди улыбались и тыкали пальцами, делали селфи на фоне инопланетных машин. Жнец попытался отогнать особо ретивых, но они облепили его, одетого в спецкостюм, и затворы фотоаппаратов защелкали с новой силой. Весь проспект заполонили толпы любопытных японцев. Ра не успевала переводить их вопросы и возгласы. «Вы приехали нас убивать?» — кричала пожилая японка. «Кто вы такие? Почему вы с оружием?» — поинтересовался старик. «Мало вам, что вы устроили в Хиросиме?» «Боже мой, это русские! Я узнал их речь! Спасайтесь, они пожирают детей!» Тем не менее, убегать он не спешил. «О, какой большой ствол! Не хочешь развлечься со мной и моей подружкой, солдатик?» — интриговала молодая японка лет 16. «Убирайтесь в ад, собаки! Сейчас приедет полиция, и мы вас всех скинем в залив!» Потрясая ручонками, неистовствовала старуха. Прошло полчаса, и колонна встала намертво. Народу собралось не меньше 10 тысяч, и проехать вперед не было никакой возможности. Тут и там возникали стихийные митинги. На одной стороне проспекта грозили всех убить, на другой уверяли, что это освободители с планеты Икс. И там никак не могли договориться между собой. Десяток машин полиции, не способные приблизиться к колонне, так и мигали вдали. Вдруг над толпой пронесся истошный вопль. Один из ораторов, стоя на крыше припаркованной «Хонды», стал обращаться. Взгляд его остекленел, горло издало рык. Изо рта потекли слюни. Еще недавно, блистая красноречием, он вещал о том, что это рептилоиды высадили десант, а теперь уже и сам прыгнул в толпу, выдрав хороший кусок мяса из плеча своего оппонента. Его бросили вниз, и он был тут же погребен под множеством ног, которые охотно и споро его пинали. Он катался по асфальту с окровавленной пастью и пытался укусить еще кого-нибудь. Единичный случай обращения перерос в массовое стихийное бедствие. Тут и там, теряя человеческий облик, зомби кидались друг на друга, разрывая тела. Бойцы внимательно следили, чтобы вовремя отделить иммунных, ежели таковые будут, от зараженных. Вдали раздались выстрелы, а потом и целые пулеметные очереди. Полиция тоже решила развлечься. За 10 минут от многотысячной толпы остался кровавый фарш,
устилавший проспект. Множество голодных зомбаков доедали несчастных, начисто слизывая останки с дороги. Внимание бойцов привлекли две девушки, бежавшие прочь от толпы разъяренных соотечественников. Одна попыталась забраться на фонарь, и это ей удалось. Откуда только взялась такая прыть? Буквально на глазах подпрыгнула на 3 метра, ухватилась за столб и, скребя всеми конечностями, оказалась метров в 6 над землей. Голодные пустыши начали водить хоровод вокруг столба, ожидая, когда девушка созреет и свалится. Вторая оказалась хитрее и прямиком побежала к людям, справедливо полагая, что солдаты отличаются от зараженных. «Брекс, давай. Больше уже не будет никого». «Зачищаем!» Со стороны колонны в толпы зараженных полетели синие молнии. По общему признанию, гравидеструкторы были намного эффективнее пуль. Нашпигованный свинцом зараженный мог вполне нормально себя чувствовать и даже кусаться. А вот после того, как он превращался в кровавую лепешку на асфальте, сделать подобное было уже затруднительно. «Спасите, спасите!» — кричала добежавшая до солдат молодая красивая японка. В качестве успокоителя с собой взяли Такеши, мастера холодного оружия. Он быстро сгреб девушку и начал что-то шептать ей в ухо, после чего она успокоилась и смотрела на происходящее с интересом. Вторую девушку бойцы Рекса сняли с фонаря и тоже передали Такеши. А теперь финал этой кровавой драмы. «Йорик, давай, выпускай своих. Резвитесь». Йорик что-то буркнул по-жмурски остальной стае и телепортнулся в гущу свежих зомби. Из-за последнего броневика поднялась стая во всей своей красе. Впереди всех стремительно летел Шерхан. На нем, ухватившись за гриву, как заправский наездник, сидел главный обезьян в тельняшке. Японки синхронно упали в обморок, повиснув на незадачливом тренере боевых искусств. Остальные бандерлоги, вереща и размахивая лапами, пытались догнать начальника. Багиры с полу отстали от тигра на 2 корпуса, но упорно нагоняли его. Позади всех полз еще не пришедший в себя Каа. Сверху на проспект спикировал Чиль. Шерхан врезался в толпу пустышей широкой грудью и первым же ударом лапы рассек 3 пополам, отправив половинки себе в пасть. К нему присоединилась Багира, которая одной лапой оглушила бывшего японца с фотоаппаратом, а второй подкинула его и проглотила. Уже внутри Багиры камера выстрелила серией вспышек. Следом полетел новый неудачник. Балу без затей, как кит, тралил проспект, открыв пасть, будто собирая планктон. Стая обезьян всем скопом атаковала несколько десятков пустышей, сбившихся в кучу, кромсая их на винегрет. Им помогал Чиль, подбрасывая клювом мелких япошек. Он больше хотел играть, чем обедать, и забавлялся, кидая зомби обезьянам. Каан, как всегда, обедал в одиночестве. Удав отполз подальше от основной стаи и начал исполнять свой танец, сгоняя в кучу любознательных пустышей, увешанных фототехникой. Ползая вокруг и тихо шипя, он собрал не менее 100 зомби. Приподнявшись над ними на треть своего громадного, почти 40-метрового тела, он начал их пожирать по одному. Ну и, конечно же, Йорик. Тот вообще есть не хотел, так как его кормили в ресторане, в отдельной комнате. Зато он показывал мастер-класс Такеши, орудуя своими клинками в толпе пустышей, которые и рады бы куда-то свалить, но это им было не суждено. Через 10 минут дорога расчистилась, и группы разошлись по намеченным заранее объектам. Довольная стая осталась на месте с Марго, Немезидой и Кали. Крупной элиты в городе еще не было. По заверению Шершня, она ожидалась не раньше вечера, а от мелких упырей солдаты могли отбиться сами. Так что резерв остался на месте, тем более что Марго хотела пройтись по магазинам, замеченным ею в прошлое посещение. К сожалению, в тот раз их уже полностью разгромили. Пока люди занимались своим делом, в густонаселенном Токио творился ад.
Одна тварь пожирала другую. Сильные убивали слабых и становились еще более сильными. Слабые умирали десятками. За 2 часа появились первые топтуны, отожравшиеся в толпе пустышей, которые к вечеру обещали стать руберами, если их самих не сожрут более ловкие собратья. А уже через сутки, по словам Шершня, появлялись первые элитники, пока еще слабенькие, но очень быстро набирающие силу. «Марго, срочно!» Ра старалась копировать эмоции, понимая, что это важно для общения с людьми. В порту замечен Кайдзю Сейгю. Средний. 84 метра. Уходите назад. Он движется в центр города. На русском это кто будет? Буйвол. Передаю картинку с дрона. По пирсу вышагивал монстр, ростом с хороший башенный кран. На буйвола он был похож благодаря 2 круто изогнутым исполинским рогам. Наклонив их вниз, он с высоты разглядывал жертв. Под его трехпалыми циклопическими ногами проминался и трескался асфальт. 2 пары лап свисали по бокам мощного торса, на котором сидела голова. Даже не голова, а череп с пылающими глазницами, кое-где прикрытый шкурой и с человеческими челюстями, набитыми остроконечными зубами. Вышеупомянутые рога свисали впереди, как таран. Одна пара лап была намного более развита по сравнению с другой. Большие лапы оканчивались 5 пальцами с клинками по 2 метра длиной и являлись рабочими. Вторая пара коротких лап оканчивалась перепончатыми ладонями, явно для того, чтобы быстрее грести под водой. Но на этом их предназначение не заканчивалось. Утиные лапы светились голубым светом и изредка покрывались паутиной тонких голубых разрядов. Само тело и ноги прикрывала отливающая металлом треугольная чешуя. Хвоста у Кайдзю Сейгю не было. «Какие предложения?» — спросила на командирском канале Марго. «Надо вызвать подмогу и работать с колес. Думаю, справимся», — сообщил Рекс. «Авиацию, и он наш», — оптимистично согласился Жнец. «Череп, слышишь? Давай все, что есть, сюда гони. К нам пришел Кайдзю Сейгю. Ра, а почему так рано? Ты же говорила, они раз в 3-4 месяца появляются», — спросила чужая. «Командир, спроси, что попроще», — голосом Михалыча ответила Ра. «Может, он пришел узнать, что стало с мелким?» — предположила Немезида. «Ага. «А кто тогда придет узнать, что стало со средним?» — задумчиво произнесла Кали. «Давайте не будем делить шкуру неубитого Кайдзю. Рам, смотри за ним. Командиры групп, вам еще долго?» — спросил Рекс по общей связи. «Группа 1, мы почти все. 2, мы уже стоим у портала. 3, еще где-то полчаса. Всем, замечен Кайдзю. Уходите в портал. Все на сегодня. Сейчас здесь будет охота на зверушку. Или она на нас. Как пойдет. Отбой!» Рекс отключился. «Как нам его выманить?» «Зачем? Будем бить там, где он сейчас находится. В порту», — решил Рекс. «Как ты себе это представляешь?» — спросила Диана. «Да, интересно. И кто будет приманкой?» Марго подозрительно поглядела на Рекса. «Столько вопросов, дамочки. План прост, как автомат Калашникова. Марго сгоняет пустышей в порт, Кайдзю сразу клюнет на них. К тому времени орудия встанут в самом начале проспекта. Ты опять хочешь его вытаскивать на проспект? Может, сам его приведешь? Да нет же. Они встанут там, чтобы в случае шухера нырнуть в портал. В городе среди небоскребов они малоэффективны. Акватория залива — другое дело. Они просто будут работать навесом, как в озерном по мурам. А если ему надоест ловить плюхи неизвестно от кого, и он захочет посмотреть поближе? Для этого у нас есть перехватчики, которые будут постоянно держать его в напряжении в порту. Их-то он будет видеть рядом и наверняка попытается поймать и прихлопнуть, как назойливых мух. Предлагаешь дергать его туда-сюда? Сама знаешь, Марго, план — это план, а реальность — это реальность. Ну, пробуем, или он уйдет, и жди потом 3 месяца еще. Ладно, Рекс. 7 бед, 1 ответ. Где твои дуболомы? Уже на позициях.
Ра подогнала сюда еще дронов, чтобы постоянно были в курсе, где он. Самолеты? 2 звена уже в кластере, кружат неподалеку от берега. Главное, чтобы он не ушел в город, а то наше преимущество пропадет. Я пошла сгонять зараженных в порт. Готовьтесь. Марго и ее охранницы уселись в броневик и вместе со стаей поехали по широкой дуге, пугая стаи пустышей и топтунов, заставляя их двигаться в порт. Зараженные на время забыли распри, побросав недоеденных коллег, и бросились на утек, завидев Шерхана, Балу и Багиру. Йорику достаточно было только появиться, как все, кто находился неподалеку, в срочном порядке сверкали пятками, спасаясь от кровожадного вампира. Через час в районе порта собралась довольно большая толпа без штанов. Крутя головами, они не понимали, что здесь делают. Зараженные очень не любили воду, и близость океана их несказанно бесила. Но бежать назад они тоже не могли, стая перегородила им дорогу. Оставалось дождаться Кайдзю Сейгю, который бесцельно бродил по пристани. Довольно скоро ходячий башенный кран заметил несанкционированный митинг в районе одного из пирсов и очень быстро направился туда. Толпа низших зараженных тотчас увидела приближающуюся опасность и, зажатая между океаном и городом, рванула в единственно возможном направлении — прямо в лапы к монстру. Вероятно, зомби рассчитывали проскользнуть между ног гиганта и раствориться в городских джунглях, но все пошло не так. Множество голозадых, еще кое-где сохранивших человеческие черты пустышей, устремились бегом по пирсу. Навстречу им, растопырив свои 4 конечности, мчался пришелец из глубин океана. На расстоянии 100 метров он выставил вперед свои маленькие утиные лапы, и с них в толпу зараженных излился водопад ветвистых молний. Все, кто бежали, вдруг застыли в нелепых позах, не в силах двинуться дальше, и Кайдзю Сейгю приготовился обедать. Неизвестно, сколько бы продлился ступор, если б не вмешался Рекс. «Ах, вот как мы умеем, оказывается! Залп!» Рекс наблюдал за монстром через дрон. Батареи гравидеструкторов одна за другой выпустили в небо заряды, с которыми через несколько секунд познакомился монстр с рогами буйвола. Судя по картинке с дрона, ему это совсем не понравилось. Во-первых, накрыло не только его, но и остывший обед. Во-вторых, точным попаданием сломало 1 рог у основания черепа, что вовсе не порадовало монстра. Со стороны порта раздался оглушительный, свирепый вопль, заставивший присесть даже Йорика. Кайдзю Сейгю не мог понять, кто нанес ему такой предательский удар. Отбитый рог валялся на пирсе, и монстр, непонятно зачем, потянулся к нему, но тут же получил еще один коварный укол. На этот раз со стороны океана вылетели 2 звена перехватчиков. Не сбавляя скорости, каждый выпустил по 2 ракеты с психокинетическими зарядами. Кайдзю Сейгю только и успел проводить их взглядом своих пылающих инфернальным огнем глаз, как получил 12 ракет в район поясницы. Беднягу тут же распрямило, заставив раскинуть все лапы в разные стороны. Издалека казалось, что Кайдзю Сейгю решил сплясать в присядку, так резко он сделал танцевальное па. Неконтролируемое сокращение нервных волокон заставило его покачнуться, и он, теряя равновесие, посеменил в сторону воды, так и не успев схватить свой рог. Крен влево заставил его двигаться по крабе, и через несколько секунд однорогий монстр рухнул с пирса в океан. Волна, выплеснувшаяся на берег, смыла еще 1/3 застывших зараженных. К чести монстра, он быстро пришел в себя и встал во весь свой циклопический рост. Стоя по колено в воде, не понимая, что происходит, он все-таки умудрился зачерпнуть большой лапой несколько десятков пустышей и отправить их себе в пасть. Подкрепившись таким образом с трясущимися ногами, попробовал вылезти на берег. К этому времени пришел второй залп, перебив 2 лапы справа и сломав пополам левую ногу. Через мгновение
со стороны океана опять появились перехватчики. Кайдзю наконец-то разглядел своих обидчиков и резко поднял маленькую лапу, с которой сорвался сноп молний, накрывших одно звено. Два самолета закувыркались, потеряв управление, и упали в городе, вызвав немалые разрушения. Однако 4 оставшихся выпустили еще по 2 ракеты каждый. На этот раз разряд попал в какой-то серьезный нервный узел, и монстр упал на колени. Волоча за собой сломанную ногу, Кайдзю пополз напролом, подальше с пирса. Его уже не интересовал обед, да и ужин тоже. Ему хотелось заползти в норку и спрятаться ото всех. Сшибая на своем пути все, он оставлял после себя просеку в каменных джунглях Токио. Но надеждам его не суждено было сбыться, потому как на другой стороне с ним играл настоящий маньяк — Рекс. Самолеты зашли еще на 1 круг, опустошив свой боезапас, широкую спину Кайдзю Сейгю, приковав того к земле. По его 80-метровому телу замельтешили голубые разряды, но это было не результатом попадания ракет, а каким-то внутренним замыканием. Монстр приподнялся на единственной здоровой лапе и уцелевшим рогом подкосил 200-метровый небоскреб, который не преминул осыпаться прямо на него. Он не уступал по размерам башням-близнецам из Нью-Йорка. Вся эта масса накрыла монстра, оглушив его, но тварь оказалась очень живучей. Кайдзю еще ворочался, стряхнув с себя обломки здания, когда на него обрушился новый залп батарей гравидеструкторов. На этот раз ему перебило позвоночник. Ноги теперь не двигались. Шевелиться он еще мог, но серьезно обороняться уже не имел возможности. И теперь в дело вступила стая. Первым на затылок Кайдзю приземлился Чиль, занявшись своим излюбленным делом — выклевывать глаза. Следующим персонажем, с которым познакомился Кайдзю, был, конечно же, Йорик. Обладая зачатками интеллекта, вампир уже давно подбирался к монстру по крышам домов, и за ним якобы незаметно кралась банда злых бандерлогов. Вся свора обрушилась вниз. Бандерлоги сразу пришли на помощь Чилю, выковыряв последний пылающий красным огнем глаз. После чего Йорик припечатал Кайдзю, вырезав ему споровый мешок. Монстр содрогнулся в агонии, испустил предсмертный хрип и издох. Запыхавшаяся кавалерия в лице Шерхана, Багиры и Балу совершенно не расстроилась опозданию, а бросилась яростно кусать безжизненное тело в надежде добраться до вкусной печенки. Ка подоспел как раз, когда они обгладывали вторую лапу, и принялся с ожесточением грызть сломанную ногу Кайдзю. «Марго, надо сопровождение стаи в город, на поиск самолетиков. Может, Райх починит? Дрон засек места падения аппаратов. Погоди немного, дай им пожрать. Нехорошо расстраивать зверушек. Вы пока готовьте технику и тащите этого буйвола на проспект. Рефрижераторы вышли? Заканчивают разгрузку. Не ожидали, что вы так быстро управитесь», — ответил Череп. «Как только, так сразу. Ждите. Жнец, бери народ и отцепи труп монстра. Отгоняй от него всех желающих. Немезида, шершень, на вас железы и жемчуг. И чтоб ничего не пропало. Янтарь тоже важен. Титан из него очень хороший спек делает. Горец, выдвигайся к первому самолету. Грузите все на танки и в портал. Там сейчас нет никого опасного. Кайдзю всех разогнал». Для того, чтобы вытащить тушу Кайдзю Сейгю, пришлось взрывать 3 больших дома, и только потом его удалось выволочь на свободное место аж 4 платформами. Как посчитала Ра, монстр весил чуть больше 2000 тонн. Конечно же, всего разделывать не стали. Взяли самые нежные части и череп с обоими рогами. Большая часть туши осталась лежать на проспекте. Как показал дрон, спустя 2 дня там еще шло пиршество, и теперь вокруг него столпились самые кровожадные создания пекла, порой превосходящие даже Шерхана. Из среднего по классификации Ра Кайдзю Немезида достала 12 белых увеличенных жемчужин. Из вытяжки желез обитателя глубин
Титану удалось сделать 18 доз. Как показали исследования, раствор можно было хранить в холодильнике, не замораживая довольно продолжительное время. Самолеты, вернее, то, что от них осталось, тоже доставили на базу. Ра с уверенностью заявила, что оба подлежат восстановлению. Рекс засел за карту кластера Токио, разрабатывая всевозможные сценарии боя с новым монстром, чтобы в следующий раз не оказаться перед фактом, не зная, что делать, когда появится очередной кайдзю. Просматривая бой в зале управления, Кали заметила вдалеке над океаном еще один летательный аппарат. С помощью Ра удалось выяснить, что наблюдательный зонд принадлежит Нолдам. Они пока не предпринимали попыток нападения, но внимательно наблюдали за всеми действиями обитателей пирамиды. Нолды-то подглядывают за нами. Надо было сбить. Ра, самолеты смогут поднять еще 10 мин? Квас развалился в кресле и что-то пил. Грузоподъемность летающего модуля, который вы называете самолетом, 500 килограмм. 6 ракет на его пилонах весят 300. Остается 200, Квас. Итого 10 мин по 5 под каждым крылом. Михалыч, не обращая на иногда проскальзывающий менторский тон Ра, сказал Квас. На первом заходе скинет под ноги, итого 2 звена положат на пути кайдзю 60 мин. По-моему, даже для Большого это будет сюрприз. Интересно. Записал в блокнот Череп. Глава 13. Лилит. Титан, что лучше, вытяжка из желез кайдзю или его жемчужина? Квас захотел поставить знахаря в тупик. Пока кто-то не попробует оба варианта. Может, ты? Ты же сам говорил, мне белую нельзя. Могу обратно в человека превратиться. А ты разве не хочешь? Боязно, если честно. Какой тогда у меня дар будет? Тоже неизвестно. Но его потом можно будет усилить инъекцией. Почесал макушку знахарь. Какой смысл переводить продукт на меня, если нет никакой гарантии, кем я стану? Я тебе больше скажу. Дар у тебя откроется через полгода. Или год. Ну как, попробуем? Нет, не согласен. Ну, смотри. Ты в Улье уже 5 лет. Дар может появиться просто на загляденье. Например? Клокстопер, как Рекс будешь, или ментат. Ты думаешь? Может, попробовать правда? А то каждый раз привозят всего в дырках. Марго, ты что скажешь? Сам решай. А то потом будешь обвинять меня. Дары, они тоже разные. Возможно, ты научишься воду греть или видеть в темноте. У меня сосед был в прошлой жизни, алкаш. Так он тоже видеть в темноте начинал после одеколона Саша. И будешь дуться тогда на меня, чтоб присоветовала тебе. Но, может, и станешь кем-то крутым. Как судьба распорядится. Для группы ты полезен, но после такой дырки, какую ты получил в тундре, я бы тоже задумалась. Хорошо. Титан, давай жемчуг. Моя первая белая. Улыбнулся во весь рот Квас. Знахарь с постоянно стоящим дыбом венчиком волос, обрамляющих обширную лысину, нырнул в сейф и вытащил большую белую жемчужину. — Во, держи. — Не разжевывать? Глотай, запей живчиком. В твое, с позволения сказать, лицо еще не то войдет. — Входила. Забыл спросить, а больно будет назад меняться? — Сейчас узнаем. — Ого! Ох! Башка разламывается! Квас сел прямо на пол, держась за голову. — Ух, блядь! Больно-то как! Пойдем, приляжешь в другой палате. Сейчас тебя польет, как из ведра. Может, тебе льда дать? Лучше спека. Сейчас я по стенке доберусь. Титан сопроводил Кваза до палаты, специально подготовленной для него, и вернулся назад. Все, улегся. За ним присмотрят медсестрички. Как тебе удалось его уговорить, Марго? Скорее всего, он сам созрел и в душе давно хотел вернуть себе человеческий облик. Кстати, ты представляешь, сколько может стоить такая белая от кайдзю? 2 обычных? Сходу предложил Рекс. Хочешь проверить? В тот раз ты не принимал жемчуг.
но зато проглотил обычную белую, если они, конечно, бывают обычные. Подожду лучше. Мало времени прошло. Господа хорошие, а вы не забыли, что мы не одни кайдзю завалили? Кроме нас, еще как минимум 200 человек. Сколько всего с этих океанских монстров ништяков набралось? 18 белых и столько же доз. Хотя нет, доз меньше. Одну квазу, и у нас еще Лилит есть, не забыли? Не забыли. 18 и 16. Предлагаю 10 жемчужин и 10 доз разыграть на открытии пляжа. Фига себе, мощно, согласился Титан. Марго, ты помнишь, что приглашения разосланы по другим стабам? Если они выиграют, заметил Череп. Да, зачем нам, чтобы такие редкости уходили на сторону? Немезида покачала головой. Участие в лотерее смогут принять только жители пирамиды, улыбнулась Марго. Как вам реклама? Ой, это круто! Представляю, с какой скоростью они ее заселят, усмехнулась Кали. Скорее палаточный лагерь. А уж попадут они сюда или нет, решать мне. За исключением, разумеется, проверенных товарищей. Строго поглядел на нее Череп. И вот еще что. Вы хотите, чтобы дедушка Череп жопу себе порвал, всех осматривая? Что с Лилит? Ведь решили же. Пора, Марго. Дальше, как говорится, оттягивать конец не получится. Оторвется. Рекс выпустил столб дыма в потолок. Ра, доставь сюда Лилит. Отдала команду Марго. Через несколько секунд посреди комнаты возник столб света, в котором стояла голая и сильно похудевшая нимфа. — Вы хоть прикройте ее! Человек все же! — возмутился Горец. Ра затемнила силовое поле от пола до самого горла. — Здравствуй, Лилит! Допрос вел Череп. Остальные находились вне поля ее зрения и молчали. — Все? По мне приняли решение? — безразличным голосом спросила девушка. — Да. — Когда казнь? Голос дрогнул. — Ее может не быть, если вы согласитесь на медицинское обследование. Мы предполагаем, что вы находитесь под воздействием гипнотического приказа. Иными словами, разговор будет продолжен на свежую голову, фигурально выражаясь. Что от меня требуется? Не сопротивляться и не калечить нашего знахаря. В противном случае у Ра есть приказ уничтожить тебя на месте. Ты, надеюсь, понимаешь, что бессильно перед машиной? Я согласна. Силовое поле спало, и у Лилит подогнулись ноги от усталости. Горец и Немезида подхватили ее под руки и отвели на кушетку. Горец заботливо укрыл девушку одеялом. — Отойдите! — скомандовал Титан. — Никаких спецэффектов не будет. Рам, свет. В комнате погасло верхнее освещение. Осталось только дежурное освещение, еле разгонявшее мрак. Титан сел на стул позади кушетки и положил Лилит руки на виски. Закрыв глаза, знахарь застыл и только слабо шевелил пальцами. Так продолжалось довольно долго, после чего Титан открыл глаза и встал. «Готово. Блок я снял, но она помнит далеко не все. И, скорее всего, понимает. Учтите, что она была под приказом Нолдов 10 лет, и все это время жила как в тумане, выполняя только одну программу. У нее есть еще один уровень блокировки, он намного глубже, в подсознании, но здесь я уже бессилен. Нужен именно тот, кто ставил сам блок. Он кодирует память за все эти годы, и я не уверен, нужно ли его трогать. — Ну, пидоры, дождутся! — сжал кулаки Горец. — Тише! — поднял руку Череп. — Приходи в себя. — Лилит, ты слышишь меня? — Да. Где я? — Лежи, не вставай. Не буду скрывать, все равно узнаешь. Ты долгое время находилась под гипнотическим воздействием наших врагов. Что-нибудь помнишь по этому поводу? — Почти ничего. Очень давно было. Мне кажется, нашли Нолды. Они же враги? Разговор с одним из них. Дальше только задание, отдых, снова задание. Ой, неужели я творила такое?
У нее из глаз брызнули слезы. Череп ждал. Вскоре они продолжили. «Ты понимаешь, что принесла своим товарищам очень много горя? Знаешь, что бывает за такое? Только смерть. Будучи со стронгами, таких мы пускали в расход. Все верно. Я не заслуживаю прощения. Ты была под гипнозом, не ведала, что творишь». «Они-то ведали. Как я смогу смотреть им, вам, в глаза?» «Вспомнила. 3 из ваших я сильно избила при задержании. Только поймите, вы для меня были врагами, во всяком случае, мне так казалось». «Именно казалось. Белое с черным у тебя поменялись местами. Теперь все в норме. Мы долго спорили и пришли к общему решению». Лилит накрыла голову одеялом, как ребенок. «Назови все свои дары. Клокстоппер, телепортер, сейчас скорость ментаты и... нимфа. Какой самый сильный?» «Последний. Уже у Нолдов открылся. Помню, что они мне давали белый жемчуг. Ты знаешь, что делают с нимфами? Убивают. Наше предложение. Мы убираем у тебя все дары и оставляем один дар ментата. Он наследует силу всех прочих вместе взятых, и ты остаешься в пирамиде. Правду знает ограниченное число людей. Полную правду о тебе знают единицы. Все будут молчать. Разве можно избавиться от дара? Как оказалось, да. Выбор между жизнью и даром нимфы? С этим даром мне все равно нигде не выжить. А назад к Нолдам я не хочу. Они звери. Я про них много чего рассказать могу. Согласна. Давай, Титан. Череп передал девушке пижаму. Одевайся и ложись на стол. Необходимо привязать тебе руки и ноги ради твоей же безопасности. Я тоже прошел через это. Ничего страшного, просто потрясет немного. Девушку закрепили широкими кожаными ремнями. Титан нашел вену на худой руке и вколол зеленоватую жидкость. Первые несколько мгновений ничего не происходило, а потом тело выгнулось в дугу. Лилит дали резиновую капу, которую она сейчас сжимала в зубах, стеная то ли от боли, то ли от удовольствия. Ее начало трясти крупной дрожью, и, в конце концов, она зависла над столом, удерживаемая только ремнями. Изо рта потекла пена, глаза выкатились из орбит и остекленели, застыв. «Титан, у нас все в порядке? Не помню других подобных симптомов». «Кто же ее знает? Это вытяжка из среднего, она, вероятно, ядренее. Или все зависит от силы даров. Видишь, что с ней делается? Пульс под 200. Если так продолжится, могут быть осложнения». «Ты это называешь осложнениями?» Марго указала на Лилит, из которой будто изгоняли бесов в дешевом ужастике. «По-моему, она сейчас улетит». «Мы ничем не можем помочь. Надо ждать. Ра контролирует процесс. Если она решит вмешаться, то все произойдет без нашего участия». Лилит тем временем кидала из одной стороны в другую. Она побледнела и хрипела, выплюнув капу. Титан поймал ее голову, не давая биться о край стола. Так продолжалось еще почти минуту, а потом неожиданно кончилось. Обессиленная девушка рухнула на стол и закрыла глаза. Пульс пришел в норму, дыхание тоже. Титан взялся за корректировку дара. Самый тонкий момент операции. Знахарь делал пассы руками над головой Лилит, что-то шепча ей в ухо, в точности, как колдун Вуду. Оставалось только окропить ее куриной кровью и размазать по голому телу куриной лапкой. Но Титан обошелся без этого. Выпрямился и отошел от стола. «Готово. Она ментат, только боюсь даже представить, какой силы». Лилит отстегнули, и девушка села на кушетке. «Как же все болит!» Она потянулась, и гримаса боли отразилась на ее лице. «А я помню вас.
Вы тогда спасли меня от зараженных. Посмотрела на Марго, будто заново узнавая ее или вспоминая. С памятью у нее творилось нечто невообразимое. Тебе фактически сделали новое лицо после нашей встречи. Марго дала ей руку, и девушка, шатаясь, сделала несколько шагов и в изнеможении села в предложенное кресло. Сделали, помню. Только это я сама себя так изуродовала, а не зараженные. Я специально перед тем, как встретить вас, оббежала 2 квартала, собрав за собой хвост. — Ты сама? Но зачем? — изумилась Марго. — Не понимаешь? Чтобы все было по-настоящему. Я даже дала одному из них откусить себе ухо. Вот что-что, а откусить самой себе ухо я не могла. Все ради того, чтобы попасть в пирамиду? Да. Задание. Ирвин приказал. Я не могла ослушаться. А со мной жила зачем? Тоже Ирвин приказал. Горец выступил вперед, разрешая свои сомнения одним махом. Горец, ты такой смешной, когда сердишься. Нет, с тобой он мне не приказывал спать. Я, конечно, искала подходы к Марго, но в тебя я влюбилась как дурочка, после того, как ты меня поймал за руки в яме червя. Знаешь, почему я улыбалась тогда, когда все на моем месте обосрались бы от страха? Нет. На горца было жалко смотреть. Он был несказанно рад, испуган и вообще ничего не понимал. Мне приятно, что за меня кто-то готов пожертвовать собой. Я давно не видела такого в Улье. А тот червяк, если б не показались ваши звери, пожалел бы, что родился на свет. Уверяю тебя. Я почему-то ей верю. Рекс инстинктивно прикрыл руками пах, защищая свое достоинство. А у нас здесь, товарищи, родилась новая ячейка общества, с чем их и поздравляю. Не все тебе, Горец, бобылем ходить. Стоп! Вы уж меня извините, но память возвращается фрагментами. Эл мне сказал, что Нолды планируют масштабное нападение или зачистку в зависимости от результатов подрыва ядерной бомбы. Когда это? Череп даже привстал со своего кресла. Когда уходил в Вавилон, он позвонил мне и сообщил о провале. Также сказал, что за мной вышел Борт и будет меня ждать у прохода через черноту. А потом добавил, если с бомбой пойдет что-то не так, то есть если она не взорвется, то Нолды все равно добьют их в ближайшее время. Нас, то есть, добьют. Интересно. У него теперь не спросишь, когда это ближайшее время начнется. Пробурчал Череп. Рам, ты контролируешь воздушное пространство вблизи стаба? Спросил Рекс. И не только вблизи, заместитель Рекс. Приближение Нолдов замечу загодя. Ответил женский голос. Рекс, надо усилить оборону. Не хватало еще обосраться, когда все приедут на открытие отеля. Мы с Черепом продумали возможные сценарии и пока перекрываем возможные направления удара. Лилит, может, ты знаешь, у Нолдов есть еще ядерные заряды? Рекс посмотрел на растрепанную девушку в пижаме. Нет. 4 заряда они копили 1,5 года. Не знаю точно, но существуют трудности с переправкой их сюда. Ирвин особенно напирал, что мы должны быть аккуратнее с ними, потому как в ближайшие 2 года или год новых не предвидится. Ну, хорошо хоть так, вздохнул свободнее Череп. А вы же так и не нашли 4-й? Нет. Он спрятан в Вавилоне, но не волнуйтесь, только я знаю, где он. Сама прятала. Сюрприз. Отдыхай пока, набирайся сил. Скоро у нас будет большой наплыв гостей. Там и обкатаешь свой новый старый дар. Горец, ну что ты сидишь, отведи уже Лилик к себе. Видишь, девушка устала. Череп с довольным выражением лица уставился на горца. Открытие отеля «Пирамида» наметили на пятницу. Что бы ни говорили, но народ в Улье четко соблюдал пятницы, как следует нажираясь. Если не было ничего экстренного, то в пятницу обычно отдыхали. С самого утра в стабе царила суматоха. Строители наводили последний лоск на территории пляжа. Комплекс удался на славу. Отдельно стоящих коттеджей было 42. Между собой они различались только размерами для 2, 4 или 8 человек.
Все оборудование и материалы были одинаковыми — камень и пальмы. Вся техника из пирамиды. На территории отеля располагался филиал большого ресторана с тем же меню. Ко всему прочему, здесь добавлялись блюда, приготовленные на открытом огне. С алкоголем проблем не было, и к традиционному живчику и самогону от Михалыча, который мог осилить не каждый, ассортимент значительно расширили за счет 2 соседних кластеров. Казино на территории ничем не уступало главному, находящемуся в пирамиде. Все оборудование завезли из Токио. Одна из 2 спасенных японок оказалась сведущей в игорном бизнесе, и у Клетчатого был человек, ранее работавший крупье. И, конечно же, бордель под управлением мамы Юко. Он располагался в одном здании с рестораном и казино, только вход находился с другой стороны. У местных здание сразу получило название «Притон», и так за ним и закрепилось. Для масштабных акций в центре отеля на свежем воздухе была сооружена сцена, а вокруг нее 4-местные столики под пальмовыми тентами. На сцене предполагали устраивать дискотеки, ну или, как в этот раз, проводить мероприятия и лотереи. Охрану побережья значительно усилили. Несколько броневиков тщательно замаскировали. 2 звена перехватчиков постоянно курсировали над кластером, охраняя границы. Ра с помощью дронов могла предупредить о появлении нолдов еще за 2 кластера. Но Рекс все же настоял, чтобы 2 батареи с платформами стояли на своих позициях. Все это хозяйство было передано под управление жнеца, который не любил пить и, соответственно, в этот день дежурил. Все курьеры из стабов вернулись живыми и невредимыми, пройдя Черепа и Лилит. Вернее, Лилит их расспрашивала о задании, а Череп скромно сидел рядом, что-то записывая в блокнот. Квас, принявший жемчужину в тот же день, что и Лилит вытяжку, наконец пришел в себя. Потеря веса составила почти 150 килограмм за неделю. Он практически плавал в большой ванной, постоянно омываемой из шланга заботливой медсестрой, теряя свой прошлый облик. Страхи его не подтвердились, он не превратился в былого прыщавого подростка. Из палаты вышел молодой человек почти 2 метров роста и под 100 килограмм весом. Лицо осталось таким же, какое ему сделал Титан, похожим на молодого Тома Круза. После трансформации назад в человека он перестал быть квазом и приобрел дар, за который любой бы продал душу. Он стал знахарем. Слабеньким, неопытным, но знахарем. Кваза поздравляли все, пожимали руку, хлопали по плечам. Рекс так вообще отвесил леща по-отцовски. Девушки же активно строили глазки такому молодому и перспективному красавцу. Под руководством Титана Квас принял жемчуг от Кайдзю, и дар заметно усилился. Теперь в стабе было 2 знахаря, что оказалось очень хорошо, так как население неумолимо росло. После получения приглашений 6 стабов общей численностью в 400 человек захотели переехать в пирамиду. Прибытие назначили на пятницу. Пустующий на данный момент палаточный лагерь был готов к приему новых жильцов. С самого утра стали прибывать люди. Основной портал находился внизу, в ангаре. Там же прибывшие сдавали оружие. Для этого устроили нечто вроде гардеробной, только в ней не висели пальто и плащи, а рядами лежали на брезенте стволы. Дальше людей усаживали в броневик и доставляли сразу на пляж. Или в лагерь, а потом на пляж. Все относились к этому спокойно, понимая меры безопасности. Новые переселенцы согласны были пройти собеседование с очаровательным ментатом. Это не про Черепа. К 2 часам дня все собрались на пляже. «Приветствую всех прибывших. Все вы знаете, что случилось с Вавилоном и как мы оказались здесь». Марго взяла слово первой, как хозяйка стаба. Одета она была точно так, как при попадании в улей. Джинсы, майка с улыбающимся динозавром
и джинсовая же курточка. На ногах белые кроссовки. Вы также в курсе, сколько иммунных было уничтожено и как ослабли наши ряды. Сколько стабов попало в мясорубку нолдов. Сегодня мы, конечно же, помянем всех погибших. Но не стройте иллюзий. Ваш стаб может быть следующим, как это случилось с нашим чистилищем и с Вавилоном, который считался неприступным. Поэтому, чтобы не утомлять вас болтовней, скажу прямо, мы ждем всех у себя. Под моим руководством мы будем противостоять нолдам. Более подробно при индивидуальном разговоре. Заявки и пожелания через черепа. А сейчас у нас будут разыграны призы. В лотерее могут принять участие жители пирамиды. Для всех остальных скажу, что это далеко не последний кайдзю. Если вы не знаете, что это, то посмотрите наше кино вот на этих экранах. Марго отдала микрофон Диане по случаю, одетой в красное платье, и махнула рукой. Диана поднялась на сцену вместе с Рексом, тоже принарядившимся в отлично сидящий на нем смокинг. На помосте стоял стол, на котором разместили прозрачный цилиндр. Внутри него лежали белые шары с цифрами. «Сейчас мы будем разыгрывать 2 вида подарков от кайдзю». Она показала на экран, где маленькому монстру прилетело по башке от гравидеструкторов. «Вот эта милая зверушка подарила нам 10 таких жемчужин». Диана поднесла к камере прозрачную коробку, в которой покоилась одна. «Размером с перепелиное яйцо, между прочим», — вмешался молчавший до этого момента Рекс. Его как раз показали в смонтированном кадре, когда средний кайдзю молниями тормозил пустышей на пирсе под его слова «Вот как ты можешь, оказывается». По заверениям тех, кто пробовал обе жемчужины, это в 2 раза сильнее, чем из обычного скребера. Но и это еще не все. Диана отобрала назад микрофон. Ее звонкий голос разнесся над пляжем. У кайдзю есть железы, из которых делают вытяжку. С ее помощью можно сбрасывать дары. Да-да, вы не ослышались. Если у вас 2 и больше даров, вы сможете скинуть 1 или сколько захотите, и вся их совокупная сила укрепит оставшийся по вашему выбору. Практически вы прокачаете себя за счет ненужных или слабых даров. Судя по глазам присутствующих людей из других стабов, эта новость вызвала просто фурор. В лотерее будет разыграно также 10 доз вытяжки. А чтобы остальные не скучали, мы предлагаем вашему вниманию новую залипуху. Лед! Рекс махнул рукой, и по столам стали разносить маленькие коробочки с синим порошком. Широко улыбаясь, он продолжил. Не вызывает привыкания, добавляет бодрости и ясности ума. Добывается только в нашем кластере. Новая наркота из созвездия Ориона. Диана и Рекс вместе раскрутили барабан, и девушка вытащила шар с числом 11. Высоко подняв руку, она показала собравшимся выигрышный номер. Последовали аплодисменты, и на сцену вышел молодой парень в повседневном скафандре. Рекс под звуки фанфар вручил ему коробочку с жемчужиной, посоветовав обратиться после приема к Титану. Марго сидела за столом в первых рядах, вместе с Немезидой и Кали. Обе охранницы пили легкое вино и, не подавая вида, сканировали окружающих. 4-й стул пока пустовал, но он был поставлен для гостей, которые захотят пообщаться с чужой. За спиной Марго стоял Йорик, единственный элитник, допущенный на пляж. Остальные отправились обедать в Токио с небольшой группой бойцов, собиравших за ними жемчуг. Поначалу гости чувствовали дискомфорт, глядя на воскресшего Фредди Крюгера, но потом успокоились. Йорик по случаю праздника был одет в широкие штаны, красный свитер с черными полосами и кожаную шляпу. Весь прикид Марго нашла в специальном магазинчике в Токио. За соседним столом сидели Череп и Надя. Вместе с ними были Горец и Лилит. Новый ментат стаба
развлекалась тем, что сообщала черепу, какой номер сейчас выиграет. Вместе с усилением своего дара она приобрела способность предугадывать ближайшие события. «Сейчас победит девушка с даром заморозки», — сообщила Лилит. «С чем?» — не понял Горец. «Она руками может замораживать продукты. Или металла, он становится хрупким и рассыпается. Шар номер 87». «Шар номер 87!» — вторя ей выкрикнула Диана. «9-я жемчужина!» На сцену взбежала маленькая блондинка в легком скафандре. Рекс торжественно вручил ей коробочку и напомнил про Титана. «Я о таком и не слышал даже», — сказал Череп. «О заморозке?» — спросил его Горец. «Нет, про ментата такой силы. Лилит, получается, что все 12 лет ты качала свой единственный дар?» «Ага, именно так. А сейчас парень с номером 42 выиграет дозу вытяжки из желез кайдзю». Шприцы с зеленоватой жидкостью, разумеется, на пляж не принесли. Давали расписку и время посещения Титана, который будет ее вводить. «Ты гляди, и правда. Как тебе это удается, Лилит?» Надя взяла щепотку льда. «Просто чувствую, когда Диана начинает крутить барабан. Упс!» Лилит напряглась. «Что такое?» Череп увидел странное поведение девушки. «А сейчас выиграет мужик с номером 20. И что здесь такого? Он Нолд». Глава 14. Сокровища Вавилона. «Феерично. Вот это номер. Ты уверена?» — удивился Череп. «Меня Нолды пичкали белыми, как рождественского гуся. А теперь все это вылилось в один дар. Ты, как ментат, сравниваешь метки с биоритмами мозга. Наводящими вопросами подводишь к тем или иным эмоциям и реакциям. Из чего? Делаешь заключение, врет, не врет. Мне же теперь достаточно просто взглянуть на человека. И я знаю о нем, если не все, то многое. Как это происходит, я не могу объяснить, просто знаю. Вероятно, это следующая ступень дара. Вот съешь несколько белых от кайдзю, и так же сможешь. А этот мужик — Нолд. Он пришел к вам вместе с вавилонцами, причем заброшен давно, как спящий агент. Я слышал о таких от Ирвина. Как же он не помер до сих пор? Опять жемчуг? — спросил Горец. Несомненно. А как иначе? У них тоже есть свои изгои, которых забрасывают сюда. Поймают на какой-нибудь крючок и привет. И еще... Он опасен. Череп, что ты видишь? Если честно, даром ментата ничего. Мне надо остаться с ним 1 на 1. Но чутье подсказывает, что он неприятный и опасный тип. Видишь? Съешь жемчужину. Сейчас не до меценатства и лотерей. Надеюсь, вы не будете колоть ему вытяжку? Лили, ты шутишь, наверное. Пугать сейчас не будем, завтра с ним поговорим. Не опоздать бы. Мне кажется, у него активирована программа. Кто мишень? Я. Лилит поежилась, сидя под жарким солнцем. Они знают, что я жива, а значит, работаю на вас, на нас. А он должен убрать тебя. Ну уж нет, решительно сказал Горец. Как брать будем? Кого это вы тут брать собираетесь? Марго, как всегда незаметно, подошла со спины. Лилит утверждает, что один из победителей — Нолд, посланный за ней. Вкратце объяснил Череп. Пока он на виду, вряд ли дернется, предположил Горец. А если он смертник? Спросила Надя. Вы совсем боевиков насмотрелись. Обычный дядька, что он может? Дальше все произошло очень быстро. Безобидный с виду мужичок сбежал вниз со сцены и направился прямиком к столику Лилит. Быстрым пружинищим шагом он подошел на 5 метров и поднял руку, к предплечью которой был пристегнут одноразовый гранатомет. Раздался выстрел, рукав рубашки Нолда разорвался, и струя огня вынесла гранату. Сколько времени надо, чтобы среагировать на выстрел в упор? Рекс успел.
Стоя в 10 метрах от стрелявшего, он активировал свой Дарклок Стоппера. Но что он мог сделать с летящей нолдовской гранатой? Только поймать ее своим телом. Рекс с развороченной грудью отлетел к столу и упал на песок, не двигаясь. Половина грудной клетки отсутствовала вместе с сердцем. Его разорвало, как некогда Йорика, пополам. Но если Йорик суперэлита с почти 100-летним стажем, то Рекс был всего лишь человеком. Йорик моментально оказался около Нолда и 2 взмахами оставил того без рук. Конечности Нолда лежали на песке, и он тупо смотрел, переводя взгляд со своих безжизненных рук на Йорика и обратно. Йорик обернулся на Марго. Та только бросила: «Не убивай, держи его». Йорик прижал свои кинжалы к шее Нолда и ударом ноги заставил того встать на колени. Раздался треск материи, и на Марго разорвалась майка вместе с джинсовкой. 2 больших черных крыла, пылающих оранжевой окантовкой, накрыли Рекса. Марго склонилась над изувеченным телом Рекса. Молнии, пробежавшие по ее телу, ударили в песок, вызвав запах озона. С пальцев девушки потекли оранжевые электрические разряды, полностью поглотив изуродованный торс полковника. Оставшиеся после взрыва лоскуты кожи на спине потянулись друг к другу и полностью соединились, создавая заново мышечный каркас. Под руками чужой материя сформировалась в позвоночник, а далее стали появляться утраченные органы, вплоть до сердца. Последним этапом на груди вслед за ребрами срослась кожа. Гости, не видавшие ранее такого, в ужасе отпрянули от Марго. Надя помогла чужой, тут же вколов в бедро Рексу лайтспек. Марго теперь светилась вся, переливаясь оттенками красного и оранжевого. Нолд лежал рядом на песке, без сознания от болевого шока. Кто-то перетянул ему обрубки рук жгутом, другой надел на ноги наручники. И правильно, никто не знал, что еще можно от него ожидать. Надя, осознавая, что он понадобится им живым, колола и ему дорогостоящий спек. Нолда схватили за волосы и отволокли подальше, спрятав в броневике. Марго по-прежнему не шевелилась, накрыв Рекса своими крыльями, которые теперь просто пылали дьявольским огнем. Йорик постоянно повторял: «Экс! Здесь!» Люди в первый раз видели, как Йорик, чуть не плача, бегал вокруг Марго. Наконец она поднялась, прикрывая руками свое голое тело. Крылья исчезли. Кто-то накрыл ее своей курткой. Рекс лежал на песке, раскинув руки. Тело его было целым. Только в центре груди разовел свежий шрам. «Нужна жемчужина! Быстро!» Рядом с ними стоял парень, который первым выиграл жемчуг. Шар номер 11. Он тут же передал свою коробочку Марго. Она открыла ее, вытряхнув жемчужину на ладонь, и поднесла ко рту Рекса. Старый вояка приподнялся на локте и с трудом проглотил большую белую, запив ее живчиком. «Надя, вези его в госпиталь. Он, похоже, на сегодня уже погулял. Тебя как зовут, парень?» «Мастер», — сказал молодой человек с короткой стрижкой. «Вечером найдешь меня. Я возмещу. Однако ж назвали тебя. Шутят, наверное, теперь. Да я не из-за этого. Это же Рекс, крестный мой. Он и назвал. Были шутники, пока не узнали, что я мастер спорта по боксу. Потом перестали шутить. Слишком больно. Хорошо. Вот тебе задание, боец. Охранять в госпитале своего крестного. А с меня тебе еще и инъекция. Вечером. Устала. Пойду. Где этот гондон безрукий? В броневике, королева, сказал горец. Его тоже в госпиталь. Приведите в порядок для допроса. Круглосуточная охрана. Череп, присмотри. Немезида и Кали, поддерживая Марго под руки, отвели ее в ближайший коттедж. «Уважаемые гости, все нормально, все живы»,
У Марго осечек не бывает. Она так уже несколько человек вытянула с того света, в частности, меня и Черепа. Да и Рекс тоже уже попадал. И Горец не даст соврать, да? Квас добрался до микрофона и теперь вещал со сцены. Горец кивнул головой. Она даже Йорика оживила, когда того разорвало пополам. «Ты лучше скажи, что это было такое?» — раздались выкрики. «А это был Нолд, господа хорошие», — сказал за него Череп. «Видите, как они действуют? Может, уже сейчас они готовят нападение на ваши стабы. Вы что, ждете, когда они вот так вот придут и к вам? Марго на всех не хватит. Пора с ними кончать. Вы можете уже сейчас дать команду перебираться к нам своим людям. Порталы пока работают, но мы не будем их держать постоянно открытыми». Те гости, что приехали просто посмотреть, теперь крепко задумались. На фоне событий, развернувшихся на пляже и пылающего Вавилона, они в конце концов приняли решение срочно забрать всех своих в пирамиду. Вечером Марго, как и обещала, проведала выздоравливающего Рекса и его крестника. Он сидел около кровати полковника и слушал очередную байку от бывалого воина. В палате ощущался запах табака. Вместе с Марго в палату ввалились радостный Йорик, Немезида и Кали. Диана и Лилит с Горцем пришли чуть пораньше. «Уже курим?» — строго спросила чужая. «Неужели ты откажешь в последнем желании?» — попытался отшутиться Рекс. «Тем более, что легкие теперь абсолютно новые, как мне рассказали. Спасибо тебе, чужая, что вытащила меня». «Так раз новые, можно было и не начинать. Или тянет? Как самочувствие?» «Тянет еще как. А где тот шустрый мужичок, что хотел прикончить Лилит?» «В камере. У него руки стали отрастать». «Бешеная регенерация», — сказала Немезида. «Руки ему уже не помогут». В палату вошел Череп. «Марго, нам нужно строить арену». «Согласен, как в старые добрые времена. Народ тоскует по играм, тем более, что игроков у нас полные камеры», — кивнул Рекс. «Хорошо. Вот и займись, Горец. Амфитеатр, песок, дикие львы. Все в римском стиле. Бои на колесницах или просто против элиты с трезубцем и сетью. А потом Михалыч отольет из гранита памятник», — хмыкнул Рекс. Посмотрел на Диану, и оба заржали. «Череп, ты уже допросил мерзавца?» — поинтересовалась Лилит. «Нет, ждал вас. Давай сейчас. Ра, можешь его доставить сюда?» «Да, заместитель Череп». В центре палаты возник столб света. Внутри стоял Нолд. Руки, отрубленные Йориком по самые плечи, выросли заново уже до локтей. «Лилит, они там все монстры, что ли? Даже Квас не мог так быстро регенерировать. Давай спросим. Я только двоих видела». «Как вы получили приказ на уничтожение Лилит?» Череп сидел перед допрашиваемым на стуле. Остальные были позади, и он никого не видел. «Кто это?» «Я». Лилит подошла и встала позади сидящего Черепа. Объект 007. Очень просто. Мне прислали сообщение». «Врет Череп». «Конечно, врет. Ра глушит все диапазоны». «Нет, врет, что прислали. У него есть прямая связь с хозяевами». «Новость. И как ты связываешься?» Череп внимательно посмотрел на Нолда. «Вы же все равно меня вывернете наизнанку. Наслышан о ваших методах. У меня передатчик в левой височной кости. Рентген скажет только об аномальном утолщении кости и не более. Молчал бы уж о методах. Как далеко работает твой приемник?» Черепа пронзила нехорошая мысль. 20 километров. Вавилон или Токио. Где твои хозяева? Вавилон. Почему ты так легко сдаешь их? Потому что я сделал, что они хотели, и теперь мои жена и дети там свободны. Уверен? Да. Ра, забери его. Нолды в Вавилоне. Марго постукивала пальцем по столу. А зачем? Там же радиация. И спрятана 4-я бомба.
Марго, они знают о 3 взрывах и 4 бомбах. Могут найти последнюю. Лилит нервничала. Как? Сказала же, что только ты знаешь, где она. Да, но они могут активировать поисковый маяк, и тогда найдут сами. А дальше... А дальше мы уже знаем. Рекс, даже не думай. Остаешься на хозяйстве с Дианой. Марго не захотела ничего слушать и махнула рукой. Через полчаса усиленная мобильная группа, сопровождаемая стаей, мчалась по дороге к черноте. Тяжелую технику брать с собой не стали, справедливо рассудив, что больших сил Нолдов там быть не может. По сути, для них это была разведывательная операция по поиску заряда. Атомиты, если и остались в Вавилоне, то где-нибудь в глубоких ямах. Стаю Марго взяла всю, кроме К, который сейчас охотился на оставшихся в кластере зараженных, после того, как Ра установила силовые барьеры. Как они проникали за периметр, оставалось загадкой. Грешили на северную сторону. Шершень предположил, что они могут появляться через подземные ходы и пещеры со стороны гор. Вся остальная стая бежала рядом с броневиками. Титан заверил Марго, что элите радиация нисколько не повредит. Им лишь придется пройти потом дезактивацию вместе с техникой. Так получилось, что в городском кластере только что прошла перезагрузка. Живые люди ходили по улицам, ничего не подозревая. Как вдруг мимо них пронеслась колонна инопланетной техники с суровыми личностями на броне, обвешанными оружием. Все это безобразие сопровождало стая невиданных животных, хищно посматривающих на горожан. Марго запретила элите жрать на бегу людей, которые пребывали в неизвестности последние минуты. За колонной броневиков в город входили грузовики, сопровождаемые танками и многочисленной пехотой. Люди с них намеревались хорошенько почистить магазины и дождаться на обратном пути группу чужой. Мобильная группа, пролетев застывший в ужасе город за 15 минут, вступила на территорию бывшего Вавилона. Горец печально вздохнул, видя свои бывшие владения, погребенные под радиоактивными обломками. «Лилит, где ты спрятал рюкзак? Надеюсь, не в эпицентре?» — спросил девушку Горец. Тяжело было тащить 2 рюкзака в центр, да и привлекать внимание не хотелось. Они лежали в катакомбах почти на границе с городским кластером. «В Вавилоне есть катакомбы? Первый раз слышу», — удивилась Кали. «Да, есть. Стаб старый. Вавилон стали строить почти 100 лет назад. Я знал 2 правителей до меня, но были и еще. Ставили его не на пустом месте, а на фундаменте старого-старого города. Новострой — это только стена, отделяющая нас от предыдущего кластера. И под нами многокилометровые катакомбы. Надо было сразу говорить, Горец. Теперь они могут кишеть атомитами», — поморщилась Марго. «Как-то не подумал. Но если, как говорит Лилит, они спрятаны с краю, то, думаю, достанем без особого риска. Я здесь ничего не узнаю». «Неудивительно, 3 взрыва. Постарались на славу», — не удержалась Немезида. «Ты же помнишь, что я была марионеткой? Бомбы мог сюда и Йорик принести». «Ладно, проехали. Какие-то ориентиры помнишь рядом?» — спросил Череп. «Башня была водонапорная. Около нее 2-этажный каменный дом. В нем вход в катакомбы». «Знаю, где это. Мы проехали назад метров 300 и влево с километр», — показал рукой Горец. «Улицы больше нет, можно напрямик». Колонна развернулась и пошла по хрустящим обломкам. За бортом бушевал смерч, разнося по полю щебня радиоактивную пыль. Видимость была максимум метров 100. Броневики врубили прожектора, скорость снизилась. Нападения не опасались, но двигались все равно медленно. Стая шла, укрываясь от ветра за машинами. Вскоре смерч ушел дальше, и стало светлее. Здесь стояла башня, но домов вокруг было несколько. «Лилит, конкретнее, в каком месте помнишь?» «Так бы показала, а сейчас без самой башни нет. Дом был не далее, чем в 100 метрах от нее». «Приехали!» — передал по общей связи Череп. «Ищем вход в катакомбы.
Радиус — 100 метров от командирской машины. Колонна встала. Из люков полез народ в тяжелых скафандрах. 2 броневика с приделанными впереди скребками сдвигали обломки, расчищая место поисков. Это заняло у них почти полчаса, но вход нашли. Находился он ниже уровня земли и был прикрыт 2 широкими броневыми листами. Открыв их, люди увидели каменные ступени, уходящие в темноту. Первыми вниз пошли Шершень и Горец в спецскафандрах. За ними Йорик, Марго, ее спутницы и Лилит. Остальные, поставив броневики полукругом, заняли оборону на случай нападения. После ступеней, уходящих на глубину десятка метров, людей ждала выложенная кирпичом анфилада, арок, и достаточно широкий проход для человека в амуниции. Коридор уходил в город, разделяясь через 20 метров на 2. Горец встал на развилке и ждал остальных. Йорик, как всегда, исчез, вероятно, телепортируясь прямо через стены. «На развилке налево», — сказала Лилит. «Потом прямо 80 шагов. Будет ниша в стене, заложенная кирпичом. Он отодвигается в сторону. За ней комната, в ней и лежали бомбы». «А здесь чисто, даже своды не обрушились. Крепко строили предшественники», — заметил Шершень. «Взрывы отсюда километрах в 30 были, потому и выдержали. В эпицентре кратер метров 100 глубиной и километр в диаметре. А первый взрыв был вообще на побережье. Лилит, как ты дотащила сюда рюкзаки? Они же по 60 килограмм веса». Череп осторожно шел вперед по стенке. «Очень просто. Сразу после перезагрузки в городском кластере Нолды ночью выгрузили 4 рюкзака. Дали маяк. Потом я дождалась, когда вавилонцы отправятся грабить магазины». «Мы называем это шопинг», — поправил ее Горец. «Да-да, конечно». С долей иронии продолжила Лилит. «Так вот, когда мы все поехали на шопинг, я приказала водителю следовать по координатам, где лежал груз. Дальше грузчики покидали рюкзаки в фуру и поехали себе счастливые. На обратном пути, когда грузовик прошел контроль, я опять подсела к ним, и они довезли меня сюда. Здесь, как вы понимаете, они перенесли мое хозяйство вниз в комнату. А где они сейчас? Кто? Грузчики? Не знаю, погибли, скорее всего. Но я их отпустила целыми и невредимыми. Назад их забирали агенты и Эл. Бомбу в пирамиду доставил он. Бесконтрольно рассекая на своем броневике электронной поддержки, он мог заехать куда угодно. Как же он проехал через город? И потом, когда бежал? Здесь уже элиты в каждом доме по 2 штуки сидела. Вы как маленькие. Нолды ему вручили отпугиватель зараженных. Немезида, ты же мне говорила, что вы сталкивались с ними ранее. Да, видели уже. Лилит, а ты была в лабораториях Нолдов? Нет. Эту их сторону я не знаю. У них все ведет в лаборатории. Все их действия заканчиваются там, раздраженно сказала Немезида. У меня на глазах моего второго мужа зарезали на органы. Надо сделать так, чтобы они уже не смогли никого резать, произнесла Лилит. Думаешь, мне понравилось 10 лет ходить у них на цепи, как пес, ничего не соображая при этом? Вернее, не понимая, где правда, а где ложь. Да, извини. Так грузчиков ты под даром нимфы за нос водила? А как еще? Нет, одному даже сиськи показала. Он, знаешь, как понесся с рюкзаком. Ты правда раздевалась перед ним? Как ты могла? Горец в ужасе посмотрел на нее. Горец, нельзя быть таким жадным, укорила его Кали. Подумаешь, разделась. Она же не трахалась с ними. Лилит, ты ведь не дала им? Не помню. Чего ты до нее доебашься? Не помнит она. Не выдержала Немезида. Успокойся, Горец. Череп похлопал его по плечу. Нимфе это не нужно. Она просто слово скажет, и они себе горло перережут. Только если понравился кто. — Да идите вы все в жопу! — крикнул Горец. Девки заржали. Довели парни и смеются, — покачал головой Череп. — Сдец! Йорик покачал головой, как его наставник, вызвав еще больший взрыв хохота. — Здесь. Лилит указала на нишу в стене.
Зачем она была тут нужна, никто не понял. Пошарив рукой по стене, девушка нажала на скрытую пружину, и стена отъехала в сторону, обнажив проход в комнату. В свете фонарей перед глазами группы возник целый оружейный склад. Комната размером 10 на 15 метров была полностью заставлена нолдовским оружием. Снайперские винтовки, на вроде той, что сохранила Диана, автоматы, как у Немезиды. Отдельно стояли пулеметы, прошивающие полуметровую сталь, как бумагу. Гранаты, мины, патроны в ящиках. Все стояло ровными рядами вдоль стен. Отдельно рюкзак с бомбой. Да здесь на хороший пехотный батальон оружия. Неплохая закладка, удивился Череп. Так еще все погрузить надо, а потом перетаскать сюда. За такое не грех и дать, сказала Марго. Горец поморщился. Лилит улыбнулась. Шутка. Теперь бесплатно сами потащим все наверх. Шершень попробовал поднять рюкзак. Однако, если я его надену на себя, у меня ничего не отвалится от радиации. Нет, он не излучает, успокоила Лилит. Тогда пошли. Горец, ты здесь с Лилит останешься. Встретите бойцов, пусть тащат все наверх. Только не давайте всем подряд. Марго погрозила им пальчиком. Наверху тем временем бушевал смерч. Похоже, он ходил по кругу, неся с собой тонны пыли. Видимость снизилась до 50 метров. И если бы не электроника броневиков, сохранившая маршрут, то выбраться отсюда было бы невозможно. Марго вкратце обрисовала ситуацию, и командир группы послал вниз десяток бойцов. Шершень стоял, покачиваясь под весом рюкзака. «Как она его подняла-то в ресторан?» Да просто Эл из машины вынул, и затем Ра телепортом ее закинула в номер, а потом уже в ресторан. Видите, до чего доводят бесконтрольные перемещения? Череп, может, пересмотреть список помещений, куда способны попасть новички? Я займусь, Марго. В лагере нас с Лилит ждут около 1500 человек со всех стабов. Порталы закрыли за собой? Обижаешь, сразу же как последний прошел. Сколько у нас теперь будет человек, если, условно говоря, все пройдут ментатов? Ближе к 3000. Это уже полк, как и хотел Рекс. Правильно, что все силы в один кулак собрали. Маленькие стабы нолды раздавят на раз. Как выясняется, и большие тоже. Тихо сказала Марго. Череп, у нас гости. Багира видит кого-то. Где? Впереди нас, с той стороны разрушенной башни. Из облака дыма и пыли по колонне прошлась пулеметная очередь, прогремев по броне машин, за которыми прятались бойцы. В ответ во мрак полетели молнии гравидеструкторов. Началась перестрелка. С левого фланга ухнуло, крайний слева броневик пробило насквозь. Дыра выглядела солидной, диаметром в полметра. Это означало только одно. Нолды заметили их раньше и успели развернуть свою треногу, что-то вроде полевого орудия. Броневики перенесли огонь на фланг и, вероятно, достали орудие. Во всяком случае, оттуда больше не последовало залпов. Некоторое время обе стороны обстреливали друг друга под пылевым облаком, не видя противника. Но через несколько минут смерч опять ушел дальше, и видимость улучшилась. Перед взором команды «Чужой» предстала интересная картина. В 100 метрах от них стояли 2 самолета нолдов с опущенными пандусами. С одного из них люди в скафандрах разгружали треногу, подобную той, которая сейчас валялась раздавленной на левом фланге. Все-таки по ней попали, и поэтому она больше никого не продырявила. Около самолетов за кучами щебня залегло не меньше 3 десятков нолдов. Как было точно известно, малые самолеты вмещали не более 15 человек. Значит, сейчас против них вели бой не больше 30. А группа Марго насчитывала порядка 100 человек. И нолды, сами не зная, кто им противостоит, ввязались в драку. Это было их большой ошибкой. Экипажи бронемашин сразу оценили обстановку и перенесли обстрел на залегших за кучей обломков нолдов. Так как гравидеструкторы спокойно закидывали заряды за бруствер,
то пехоте нолдов пришлось несладко. После первого же залпа треть ее осталась на месте, расплющенная и вбитая в землю по самые мокасины. Остальные, видя такой расклад, побежали назад. Самолеты стали поднимать пандусы, пехотинцы запрыгивали на ходу. Кто не успел в первый, побежали ко второй машине. Снайперы Марго сняли 3 нолдов, которые разгружали треногу. Теперь она стояла и мешала закрытию грузового трюма. В таком положении аппарат взлететь не мог. Спокойно отстреливая нолдов, которые предпринимали попытки сбросить треногу с пандуса, люди готовились к штурму самолета. «Марго, что это?» — раздался сзади голос шершня. Девушка повернулась к Стронгу. Тот показывал на рюкзак. «Блять!» Вылезшая из подземелья Лилит выпучила глаза. «Таймер! 10 минут! Они дистанционно включили таймер! Сейчас здесь будет кратер! Что делать? Мы не успеем свалить отсюда за... уже 9 минут!» «Я знаю, что делать! Марго, убери отсюда стаю!» Шершень показал на самолет нолдов. Чужая решила задействовать ее при захвате самолета. «Тогда он улетит!» «Так и надо!» Шершень надевал на себя лямки рюкзака бомбы. «Я, кажется, понял», — сказал Череп и обратился к наводчику броневика. «Боец, постарайся сбить треногу с пандуса, чтобы он смог закрыться». С 3-й попытки тренога нехотя съехала с пандуса и уткнулась стволом в кучу мусора. Шершень тем временем почти вплотную подобрался к самолету, таща на себя 60-килограммовый рюкзак. Грузовой люк, освободившись от препятствия, начал медленно подниматься. Самолет приготовился к старту. Первый взлетевший уже ждал его вне зоны досягаемости орудий броневика. Второй закрыл люк, плавно оторвался от земли и стал набирать высоту. Марго поглядела на то место, где сидел шершень, и не нашла его. «Что происходит, Череп? Ты забыла, может, но шершень — телепортер. И сейчас он в том самолете». Череп показал рукой на точку в мутном небе. «Храбрый человек», — сказала Кали. «Жалко, что умрет». «Плохо ты его знаешь. Мы с ним 20 лет служили. Ни разу не умер». «Но как он оттуда-то выпрыгнет?» — удивилась Кали. «Плохо знаете матчасть, товарищ», — назидательно сказал Череп и указал на накладки, обхватывающие икры ног. «Это что? Движители для полета? Вот ты жопа, Череп, чего сразу не сказал?» Я думал, вы того, слушали Ра, когда она рассказывала об особенностях костюмчика. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки.